мной, что ли, так понятно? Коллеги, мы начинаем. Здравствуйте всем. Очень приятно сегодня встретиться вместе с вами еще на одном конкурсном испытании. Это мастер-класс. Мы приветствуем всех участников нашего конкурса, приветствуем всех сопровождающих лиц. Сегодня нам очень приятно всех вместе видеть в зале, потому что мастер-класс – это конкурсное испытание достаточно интересное. И, безусловно, у нас профессиональное сообщество должно быть таким общим, да, и это, наверное, очень важно для всех, для нас. Поэтому мы как бы сегодня говорим и смотрим мастер-класс. Мастер-класс у нас проходит не первый раз в конкурсе, это постоянная единица, которая всегда присутствует в любом профессиональном конкурсе. И мы надеемся, что те задачи, да, те направления, те цели, которые вы поставили в своем мастер-классе, вы сегодня нам продемонстрируете. Регламент выступления нашего мастер-класса составляет 20 минут и ответы на вопросы членов жюри. Поэтому, уважаемые коллеги, разрешите начать? Давайте мы аплодисментами поприветствуем друг друга. Спасибо большое. Итак, мастер-класс первым показывает Елена Ивановна Бабина. Детский сад номер 9, город Емва, Княж-Погосский район. Доброе утро, уважаемые коллеги. Я приглашаю вас на мой мастер-класс, тема которого «Лэбук как средство познавательного развития детей дошкольного возраста». И продемонстрирую некоторые удачные приемы его применения. Применение лэбука направлено на развитие мышления, внимания, речи, интереса к окружающему миру, познавательной активности детей. Как же мы можем стимулировать познавательную активность у детей? Нам необходимо вызвать любопытство, затем появится любознательность, а уже потом появится и познавательный интерес, и познавательная активность, что приведет к развитию познавательных способностей. А как же этого добиться? Мы, педагоги, находимся в постоянном поиске чего-то нового, увлекательного, интересного. Этим увлекательным и интересным является лэбук. Что же такое лэбук? Это интерактивная папка с кармашками, окошками, мини-книжками, в котором собран материал на определенную тему. В переводе с английского языка лэбук означает «книга на коленях». Термин лэбук был впервые введен мамой и писателем из Вирджинии Тэмми Дюбе, которая использовала его при домашнем обучении своих детей. А под наш менталитет адаптировала его уже Татьяна Пироженко, автор познавательных книг для детей. В зависимости от назначения лэбуки бывают учебными, поздравительными, праздничными, игровыми. В зависимости от темы это может быть и книжка с 2 разворотами, папка с 3 разворотами, книжка-гармошка, фигурная папка. Для создания лэбука мы выбираем тему, составляем план будущего лэбука, подбираем под тему для того, чтобы полностью раскрыть тему лэбука. И рисуем обязательно макет будущего лэбука. Для создания нашего лэбука нужно определиться с темой и подобрать содержание. Пожалуйста, я приглашаю 2 участников для моего мастер-класса для создания лэбука.
Спасибо большое. Саша. Итак, нам понадобится в данном случае любая папка, но мы будем использовать такие пазлы от детской игры. Кармашки на липучках, вот они. Материал для наполнения кармашков. У вас будет, уважаемые участники, конверты с инструкцией, которые вы внимательно прочитаете. Выберите кармашки. Сначала возьмете пазлы под номером, у кого который написан в конвертиках. Выберите кармашки, выберите материал, заполните, все закрепите и потом соедините эти два пазла. Да, вот они. 1, 2, 3, 4. Все вам понятно, уважаемые коллеги? Хорошо. А вас, уважаемые коллеги, я хочу немножечко познакомить с историей создания моих лэбуков. Когда я заинтересовалась этой темой, сначала первые мои лэбуки я скачивала с интернета, составляла их, собирала, что-то меняла, кармашки меняла, может, добавляла нужный материал. Вот это, чем нам нравится вот этот лэбук с детками, что здесь очень много познавательного материала. Здесь есть и дорожные знаки, которые дети очень любят использовать для игры с мелкими машинками. Строят дорогу, обыгрывают и тем самым запоминают название знаков и закрепляют правила дорожного движения. Также здесь очень много есть стихов, игр. Можно посмотреть книжку с загадками. Почемучка есть здесь. Можно разные ситуации разыграть. Дорожные, вот, пожалуйста, дорожные ситуации, ребусы. Очень интересный, насыщенный лэбук. Так, наверное, так буду закрывать, чтобы дальше показывать. А этот лэбук очень яркий, красивый. Называется «Театр». Чем он хорош? Тем, что здесь есть фигурки для театра, маски. Здесь можно открыть ширму. Вот она у нас открывается, ширма. Разыграть театр. Есть билеты, загадки, стихи. Можно узнать, кто работает в театре. Мы часто разыгрываем сюжетно-ролевые игры при помощи этого лэбука. Берем билетики и идем в театр. Вот такой лэбук. А этот лэбук называется «Красная книга России и Республики Коми». Здесь тоже очень много познавательного материала для детей. Можно посмотреть, рассмотреть картинки с животными, каких животных уже нет, каких животных можно спасти. Вот такой лэбук. Так. Затем мне захотелось самой проявить творчество и создать свой лэбук, поработать самой над выбором темы, над выбором материала. Так появился вот этот лэбук, который называется «Люби и знай свой Коми-край». Он появился после большого проекта, который у нас был по Республике Коми, к столетию Республики Коми. Здесь ребятки могут закрепить свои знания. Национальная одежда народов Коми, национальный орнамент народов Коми, традиционная утварь народа Коми, герои Коми, легенд и преданий.
поиграть в игры. Например, узнай герб города Республики Коми или узнай флаг Республики Коми. То есть очень насыщенный такой лэпбук получился. Следующий лэпбук в этом году, он очень для нас актуален, потому что детки у меня в подготовительной группе, тоже они его очень любят. Здесь можно и собрать портфель, то есть подобрать картинки, что нужно положить в портфель, загадать загадки, распорядок дня рассмотреть, поиграть математикой на картинках, почитать, школьный этикет разобрать, разгадать ребусы. Вот такой лэпбук. Детки моей группы уже подросли, и они мне тоже с удовольствием помогают в создании таких лэпбуков. Помогают вырезать картинки, ставить их в кармашки. И родители не остаются без участия. Они помогают нам распечатывать нужный материал для создания наших лэпбуков. Когда что-то творишь и выдумываешь, в голове появляется очень много идей. И так мне захотелось попробовать соединить лэпбук и макет. И у меня получились вот такие интересные коробки. Как вы думаете, как можно назвать вот эту такую коробку? Панорама. Еще кто как думает? Макет. А мы с детками назвали его лэпбокс. Это у нас интерактивная коробка, где вот это зимующие птицы, на тему зимующие птицы. Здесь можно рассмотреть на картинках птиц, можно поиграть с птицами на липучках, рассмотреть корм, чем питаются птицы на нашей кормушке. Также здесь есть загадки, стихи. То есть можно с ним поиграть в разные игры. Очень много игр можно придумать с этим лэпбоксом. Дети были очень в восторге от такого лэпбокса, и так появился у нас еще один лэпбокс. Он посвящен царству животных. Здесь тоже с одной стороны у нас на липучках и рыбы, и животные, и домашние, и дикие. То есть детки распределять могут и диких животных, домашних животных, также и птиц. Дикие птицы, перелетные, зимующие, домашние птицы, насекомые. Рассмотреть картинки, выбрать, например, животных и домашних, и диких, рассмотреть птиц, рыб, сравнить их с теми животными, которые на липучках. Очень много игр можно провести с этим лэпбоксом. Сбоку тоже есть у нас кармашки с играми, кто где живет, факты о животных. С этой стороны тоже есть кармашки. Найди лишнего, чей хвост. То есть ребяткам очень нравятся такие вот лэпбоксы. Ну, вернемся к нашей творческой группе. Так, скажите, пожалуйста. Мгм. Да. Как называется лэпбук? Покажите, пожалуйста. Можно его вот так вот сделать, он будет как вот книжечка. Угу. Называется «Весна». Назовите, пожалуйста, подтемы. Какие подтемы вошли в этот лэпбук? Угу. Угу. Хорошо. Да. А как вы думаете, вам поможет лэпбук в вашей работе? Хорошо.
Мгм. Спасибо большое. А как вы считаете, уважаемые коллеги, будет ли эффективен лэбук в познавательном развитии детей? Как вы считаете? Будет, да? Спасибо большое. Подождите, посидите. Уважаемые коллеги, я еще хочу напомнить, что лэбук отвечает всем требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в предметно-развивающей среде группы. Давайте вместе назовем. Он безопасен, многофункционален, хорошо, он информативен. Да, лэбук это еще очень отличный способ закрепления и повторения пройденного материала, например, какой-то темы недели, да, или проекта. А еще я очень часто использую лэбук для новой темы. Вношу его, чтобы проявить интерес у детей. А сейчас мне хочется с вами для завершения нашего мастер-класса, чтобы вы помогли мне составить ассоциацию слову лэбук и ответить на такие вопросы. Что? Лэбук, да? Какой он? Многофункциональный. Еще что можно сказать, уважаемые коллеги? Пожалуйста, помогайте. Интересный. Спасибо большое. Отношение к теме. Да, хорошо. Лэбук, то есть, например, познавательное средство развития детей. Еще какое может быть? Речевое. Уважаемые коллеги, пожалуйста, помогайте. Какое еще может быть? Угу. Спасибо большое. Что вы получили сегодня на моем мастер-классе, уважаемые коллеги? Угу. Да. Спасибо большое. А как вы, уважаемые коллеги, для вас был полезен мой мастер-класс? Спасибо большое. Спасибо большое, участники. Спасибо большое за внимание всем. Я хочу предложить вам вот такие небольшие буклетики для использования моего лэбука при работе с детьми. Поставьте, пожалуйста. Спасибо всем за внимание. Спасибо большое, Елена Ивановна, за интересный мастер-класс. Коллеги, члены жюри, пожалуйста, у кого какие вопросы появляются по мастер-классу? У меня вопрос не по мастер-классу, а по лэбукам. Они очень красочные, красивые. А вопрос у меня такой: насколько они долговечны в детском саду? Как бы они не долговечны. Их приходится постоянно где-то что-то чинить, там, подклеивать. Вот так. Если особенно, когда лэбук очень понравился ребенку, детям, то они его постоянно берут, его приходится постоянно ремонтировать. То есть эта проблема есть уже? Да, есть. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте еще раз, доброе утро. Очень интересные лэбуки, яркие, красивые, спасибо. Но у меня вот такой вопрос тоже по использованию. Да? Вы работаете в группе, в детском саду с одним возрастом или все-таки как-то переходите из группы в группу? Да, мы переходим группа в группу. Угу. А вот эти лэбуки, как вы используете с детьми другого возраста или у вас на каждый возраст свои? Вот я поэтому и у меня идея была вот этого лэбука, чтобы все на липучках. Мне очень удобно. Я убираю кармашки и делаю под другой возраст.
Все на липучках крепится, кармашки эти убираю и уже подбираю материал к более старшему возрасту. Спасибо. Если я правильно поняла, то используете вы вместе с детьми сами, да, предлагаете, играете, или дети могут сами? Как бы в опыте такого еще не было, чтобы дети предложили. Не, вот игры, да, вот там вот предлагаете, они берут сами и играют в эти Да, игры. сами берут. А если Что-то- там надписи, как они читают? Вот в этом году у меня дети уже отлично читают, они сами разбираются прекрасно и А с читают. малышами как? с малышами вместе, индивидуально. Вначале индивидуально играем. По 2, по 3 человека. А потом они уже, им игра становится знакомой, и они сами берут и играют. А идеи откуда берете для вот тем? Но в основном идеи приходят для чего-то. Например, для какой-то темы проекта или тематической недели, или же для темы вот по познанию, например, у нас очень интересная тема. Царство животных, вот у нас мы проходили зоологию, у нас появился лэпбокс Царство животных. Спасибо. А еще с родителями как-то вы это используете? Конечно. Помощь родителям? Помощь или Ну, помощь. для того, чтобы они со своими детками поиграли. Есть возможность предложить и поиграть? Конечно, я провожу консультации, показываю, что можно использовать. Спасибо. Ой. Елена Ивановна, доброе утро. Да, вот можно вам задать такой вопрос? Ваш фонит или наш? Я сегодня поделилась, и как я считаю, что новой формы. Обычно мы используем для лэпбуков папки и делаем сами из картона, или покупные папки покупаем. А я сегодня предложила сделать вот такой из пазлов и на липучках. Потому что я такого еще не видела, чтобы были такие лэпбуки с липучками именно в детских вот таких пазлах. Елена Ивановна, скажите, пожалуйста, вот как бы вы отвечали на вопрос кого-то из коллег, что идеи для создания того, о чем вы сегодня говорили, вы черпаете из различных тем, которые проходите вместе с детьми. Вот представьте ситуацию, ну даже ее не надо представлять, это одна из современных тенденций дошкольного образования. Нету тематического планирования. Просто нету. Тогда мы будем из интересов детей выходить. Что детям интересно? Например, вот заинтересовались дети теми же самыми животными. У них появились вопросы. А почему нам не сделать лэпбук или лэпбокс? Тогда уточните, пожалуйста, это будут делать все дети вместе? Если это уже возраст, как у меня вот сейчас подготовительная группа, то да, мы можем даже сесть, рассмотреть, кто что может сделать. Можно же ведь дать домашнее задание с родителями дома сделать вместе. Как же быть тогда с детскими интересами? Они не могут быть все одинаковы. Чувствуете, да? То есть, Мгм. когда педагог предлагает содержание, это Да. как бы все уже известно, все вы прекрасно это понимаете, мы это все прекрасно понимаем, что в лэпбуке это достаточно такой стандартный Мгм. и старый вариант преподнесения, систематизации материала. Мгм. Поэтому, если мы говорим о детских интересах, да, изначально ведь лэпбук — это книжка на коленках для одного ребенка. Да? То есть вот как бы Да. мы уже что-то сделали не так. Лично мне сегодня больше симпатичен у вас вот этот объемный, Мгм. как вы его назвали, лэпбокс. Лэпбокс. Да, лэпбокс. Поэтому вот здесь, конечно, возможно, вчера вам следовало бы именно его преподнести в качестве Мгм. своей находки педагогической, обосновать его хорошо. И вот это, может быть, было бы созвучно. У нас на конкурсе года 2 назад был лонгбук.
То есть это такая, знаете, коробочка, которая раскрывалась, и вот каждая сторона, вот у вас, видите, поставлены Мгм. как папочки, а там у нас воспитатель, она делала коробочку, представляете? Она открывалась, разворачивалась вот так длинно, и вот все эти кармашки, они были на длинной Мгм. стороне. То есть видите, какие интересные находки. Поэтому мне кажется, вот эту вам вещь, может быть, стоит преподносить. Это первое такое предложение, комментарий. И второй вопрос. Вы где-то с этим материалом для своего сообщества в Ишпагосском районе выступали, для профессионального, и как оно к этому отнеслось? Ну, первый лэпбокс вот этот я показывала тоже на мастер-классе «Воспитатель года», когда участвовала. То есть у меня это только недавно созрела вот эта идея, появилась. И вот первый лэпбокс этот я уже показывала. И очень педагоги отнеслись к нему положительно. Их заинтересовала вот эта коробочка такая интересная. Закройте ее, пожалуйста. Закрыть? Мгм. Вот, пожалуйста, я могу закрыть. Здесь липучки можно убрать, и тоже закрывается, и хранить удобно. Эти кармашки с липучками тоже убираем, когда на хранение убираем. Просто в коробочку их складываем, и все, и убираем. Спасибо большое, Елена Ивановна. Спасибо большое. К мастер-классу готовится Светлана Владимировна Стефанович, воспитатель детского сада номер 53 города Сыктывкара.
Мастер-класс показывает Светлана Владимировна Стефанович, воспитатель детского сада номер 53 города Сыктывкара. Добрый день, уважаемые члены жюри, милые коллеги. Тема мастер-класса. Платон говорил, ты узнаешь больше о человеке за час игры, чем за год разговоров. Для того, чтобы привлечь внимание детей, мы часто используем в работе сюрпризные моменты, волшебные шкатулки. Вот и я сегодня решила использовать тот же прием. Обратите внимание на мою виртуальную шкатулку. Она имеет форму сердца, и это не случайно. Как вы думаете, что в ней лежит? Коллеги, варианты? Предлагаю открыть ее и посмотреть. Обратите, пожалуйста, внимание на слайд, что вы на нем видите. Фотографии, на которых изображены дети, взрослые и совершенно верно. Думаю, что эти фотографии подскажут название моего мастер-класса. Есть предположение? Итак, тема нашей встречи – использование технологий тимбилдинга для управления взаимоотношениями участников образовательного процесса в образовательной организации. Изменения в современном мире стремительны. Никого уже не удивить тем, что дошкольник учит песни к празднику в интернете, пользуясь голосовым поиском. А у младшего школьника есть аккаунты в социальных сетях. Техническая грамотность ребенка становится поводом для гордости взрослых. Но достаточно ли всего этого для того, чтобы дети могли вырасти успешными, счастливыми людьми? До тех пор, пока человека будут окружать люди, а не машины, именно общение будет определять, как в конечном итоге сложится судьба каждого человека. Сегодня я предлагаю вашему вниманию мастер-класс по использованию приемов тимбилдинга, который направлен на сплочение, раскрепощение коллектива и укрепление внутренних связей в коллективе. Они могут пользоваться как в детской среде, так и в среде взрослых. Как вы считаете, почему в современном обществе тема сплочения коллектива становится актуальной? Коллеги, ваши варианты. Ну, смелее. Совершенно верно. Вы меня не слушаете. Тимбилдинг. Тимбилдинг – это комплексная технология, которая предполагает особенную культуру педагогической поддержки детям, решения задач, их развития, образования, социализации. Практика нашей дошкольной организации показывает, что дети не только с большим интересом относятся к игровым сеансам по командообразованию, но и действительно приобретают множество важных социокоммуникативных навыков. Они учатся лучше слышать друг друга, убедительнее доносить свои мысли до собеседника, начинают познавать зону своих возможностей и ценность способностей друзей. Также повышается готовность помогать друг другу, ответственность за коллективный результат, лояльность к индивидуальным особенностям окружающих и развиваются лидерские качества. Коллеги, как вы считаете, понятие коллектив и команда, они тождественны? Вот, например, на данном слайде коллектив или команда? Вы можете назвать признаки команды? Признаки. У команды есть что? Общая цель, совершенно верно. Присутствует кто? Лидер, молодцы. И существует коммуникативная, совершенно верно, связь, то есть взаимосвязь и взаимодействие участников команды в атмосфере доверия и участия. Команда – это группа людей, которые сотрудничают друг с другом, объединяя свои способности и умения для решения какой-либо задачи. В этом смысле команда всегда связана с деятельностью, с эффективностью. Именно по этой причине они и оказываются востребованы уже и во взрослом мире. Приглашаю 12 участниц в фокус-группу. Смелее. У меня есть шкатулка, в ней лежат браслеты. Выберите наиболее понравившийся вам браслет. Да, вы можете надеть. Браслеты, которые вы выбрали, означают сторону цвета: север, юг, запад и восток. Просьба присесть за тот стол, где обозначена ваша сторона света.
Красный. Вы сюда. Восток. 12, пожалуйста. Не стесняйтесь. Есть браслетики. Любого браслета берите и присаживайтесь на... Зеленый. Вот сюда. Там все красным, да? Угу, молодцы. Желтый сюда, Оля. Пожалуйста, проходите. У нас еще остались браслеты. Выбирайте. Ой, устал. Присаживайтесь. В древности на рубеже Эр жили кельты, занимавшие обширную территорию в Западной и Центральной Европе. По легенде древних кельтов, все люди делятся по сторонам света. Вы сейчас соответствуете сторонам света, и вам присущи люди с севера. Это люди действия, лидеры, которые делают дело. Люди, которые идут к цели любыми путями, не оглядываясь на средства, и их мало интересует атмосфера, которая царит кругом. Люди с запада – это люди расписаний, расчетов, точности и дисциплины. Их часто обвиняют в бесчувственности. Люди с востока – это люди творчества. У них много идей, но при этом они не занимаются их реализацией. Люди юга обеспечивают теплые отношения и комфорт в группе. Атмосфера в группе важнее поставленной цели. Движение вперед. То есть тот, кто выбрал зеленый браслет, это юг, фиолетовый север, желтый запад, красный восток, да? Теперь послушайте внимательно задание. Я вам дам 7 минут. Каждая из ваших команд должна будет. Задание у вас, девочки, есть, коллеги, на оборотной стороне. Я сейчас зачитаю, чтобы вы не запутались, задание есть еще для вас там. Каждая сторона света должна представить себя, делать рекламу своих качеств. Второе задание. Каждая группа рассказывает отрицательные стороны других частей света и выслушивает про свои негативные черты. Только, пожалуйста, не объединяйтесь, отнеситесь к критике. Понимание. Третье задание. Каждая группа отвечает на вопрос, почему бы она не смогла обойтись без других сторон света. Да? И четвертая группа рассматривает, как наилучшим образом организовать распределение обязанностей по людям соответствующих сторон света для решения образовательных задач. Приступаем? Так, у меня есть такой таймер. Сейчас я его заведу. Ну, а для тех, кто остался, я с вами тоже хочу поиграть. Хочу представить вам еще одну из игр технологий тимбилдинга. Нужно сделать, хотелось бы, чтобы вы были в парах или сесть поудобнее так, чтобы вам было удобно общаться в парах. Да, там тоже. Итак, уважаемые коллеги, у вас будет 3 минуты. Задание будет такое. В парах рассказать все важное о себе. 1,5 минутки, например, один человек в паре, 1,5 минутки другой человек в паре. А потом, по истечению времени, вы должны будете мне рассказать то, что услышали о собеседнике. Договорились? Понятно задание? 1,5 минутки для первого участника пошли. Все, что вы хотите рассказать о себе, своей напарнице. 1,5 минутки у вас есть у первого игрока. Что вы хотите рассказать о себе в паре? Все, что хотите, все, что посчитаете нужным. Да, и... Все, что вы посчитаете нужным. Так, я сейчас подойду. Девочки, вам всем понятно? А? Все понятно. Ага. Девочки,
1,5 минутки подходит к концу. Просьба поменяться участникам и рассказать следующему участнику о себе. Ну, то есть сначала вы рассказывали. Молодцы. Видите, как это хорошо получается? Ну, у нас есть одна пара, которая уже готова. Предлагаю вам рассказать о друг друге. Я вам дам микрофон. А вы что? Да не всегда. Ты кто-то? Вы рассказываете. Мария Сергеевна сегодня не спала всю ночь, потому что прокручивала вчерашнее выступление, вчерашнюю педагогическую находку. Также она волновалась за своих 2 сыновей, которые вчера участвовали в конкурсе «Танцевальный марафон». И еще у нее танцует муж. Они танцевали втроем. Поэтому она тоже не спала. Короче, никто не спал. Елена Андреевна тоже всю ночь не спала. Оказывается, переживала за себя, за меня. В общем, впереди еще есть ночи бессонные будут у нас. Уважаемые коллеги, скажите, пожалуйста, что вам было сложнее, рассказывать о себе или о своей коллеге? Мне было о себе. Да. О себе, наверное. Вы рассказали, слушать легче. А вы все рассказали о своих половинках? То есть то, что услышали, все рассказали? Чему может научить эта игра? Вы уже правильно начали. Игра может научить слушать и слышать человека. Совершенно верно. Кто-то еще будет желающий рассказать? Девочки. Анастасия, она методист управления образованием Ижемский район. Она очень любит петь, вышивать, готовить и ходить в походы. Любит гулять с детьми и со своей семьей. Значит, Ирина, заведующая Нивширского детского садика, любит спорт, любит лыжи, ездит на велосипеде, любит участвовать на любых интересных мероприятиях. Рассказывать о себе. А мне было и узнать о ней, и рассказать о себе. Наоборот, мне было сложно, было легко. Ну да. Коллеги, давайте. Так, зовут Ирина, закончила Сыктывкарский институт, замужем, имеет 2 детей, в свободное время занимается танцами зумба, по образованию хореограф. Нам повезло, мою собеседницу тоже зовут Ирина. Она с города Сосногорск, победила в конкурсе, приехала, да, педагог, она приехала как сопровождающей и тоже увлекается зумбой. Мне сложнее запоминать, я всегда составляю ассоциативный ряд, когда запоминаю. Для вас полезна эта игра? Ну, конечно, конечно. Хотите вы? Так, давай. Мою собеседницу зовут Елена Ивановна. Она приехала из города Емва. Любит заниматься цветоводством, выращивать домашние цветы. У нее есть 3 сыночка и лапочка-дочка. Мою собеседницу зовут Татьяна. Она старший воспитатель с Визинги. Есть сыночек. Очень любит рукодельничать и очень любит творческие идеи. Легче было слушать. Да. Да. Я тоже присоединяюсь к Татьяне. Да, очень будет полезно. Да.
Так, время подошло к концу, уважаемые участницы. Давайте, кто начнет первый? Мы люди Севера. Реклама наших качеств. Мы ведем за собой тех других людей. Мы ставим цель и добиваемся ее. Отрицательные стороны других сторон света. Запад. Тяжело выйти из рамок. Где какие-то рамки. Восток. Легкомысленные, распыляются без результата. Люди Юга. Нецелеустремлены, безответственны, доверчивы, от чего сами и страдают. Третий вопрос. Мы считаем, что люди должны быть разными для баланса в обществе и гармонии. Люди должны быть, то есть в обществе должны быть люди, которые имеют различные качества личности. И четвертый вопрос, какой там у нас был, как организовать распределение обязанностей. Значит, мы посовещались и решили, что люди Востока подают идею, люди Севера ставят цель для реализации идеи, Запад планирует действия и смету, а Юг выполняет и объединяются для выполнения, люди Юга объединяют всех для выполнения поставленной задачи. Ну нет, конечно. Кто-то же должен выполнять наши цели. Да, конечно. Так, уважаемые коллеги, мы представляем нашу команду Запада. И нам следует сказать, что было там написано, что самое главное в нас – это расписание, точность, четкость. Мы живем по девизу «Делу время, потехе час». И в то же время можно еще и сказать, что дисциплина и точность – это руль успеха нашей команды. Да. Значит, про Север. Мы говорим, что они лидеры. И так, лидеры, которые делают дело, которые идут к цели любыми путями, не оглядываясь на средства. Это, конечно, все хорошо, но они не смогут достичь цели. Что я тут для себя же написала? Без нас, потому что вот именно точность, расчет как бы при достижении цели играет тоже немаловажную роль. Они должны взвешивать все за и против обязательно, да? Так, ну, люди Востока – это люди творчества. Мы считаем, что творчество – это тоже отлично, но увлекаясь творчеством, они могут уйти очень далеко и тоже не добиться своей цели. Вот. Юг – теплота. В коллективе, конечно, несомненно, это очень хорошо, но необходимо каждому подбирать для каждого ребенка, вот именно, если мы говорим о точности нашей рекомендации, то мы должны поддерживать инициативу у ребенка. Каждому ребенку мы должны, соответственно, его личностным качествам, его возрастным особенностям давать какие-то именно эти рекомендации и находить нужные слова для поддержки, а не просто сказать: ой, какие вы все молодцы, какие вы все хорошие. Может быть, каждому ребенку нужно найти нужные необходимые слова. Так, далее, значит, нам надо следующее задание какое? По порядочку давайте. Каждая группа рассказывает отрицательные стороны. Но мы говорили, да, четвертое, третье. Каждая группа отвечает на вопросы, почему бы она не могла обойтись без сторон света. Мы как люди Запада, допустим, считаем вот так, что, как и в любом коллективе, да, каждый человек играет большую роль. Так и люди Севера, люди Запада и Востока должны всегда работать вместе. Потому что если выпадает какое-то звено, то, возможно, достижение цели будет намного дольше или не будет достигнуто вообще. Первый – это авторитарный режим. Как мы говорим, вот, если политика авторитарного режима, она себя не оправдает даже в том смысле, ну, как мы понимаем, если ассоциация, чем больше давишь на пружину, тем она сильнее отдает. А вот люди Севера, нам необходим лидер,
который может повести за собой и поднять идею коллективизма, да. Так, люди Востока, в любом деле нужно творчество. Ну и юг, теплота, душевность. Так, мы не теряем. Тоже нет. Коллеги, кто следующий? Здравствуйте. Мы люди Востока, мы люди творческие, у нас много идей и замыслов. Мы активные и хорошие управленцы. Люди Севера не творческие, этих людей не интересуют чувства и интересы других людей. Люди Запада живущие по шаблону, люди, которых не волнуют проблемы других. Люди Юга безответственные и не умеют ставить цели. Мы не можем обойтись без других сторон, так как без людей Севера мы бы не могли реализовывать свои идеи. Без людей Запада мы бы не могли соблюдать режим. Без людей Юга мы не смогли бы двигаться вперед для новых идей. И ведь очень важно, что вокруг был комфорт и теплые отношения. Наша команда люди с юга. Люди с юга. Мы коммуникабельные, добрые, отзывчивые и комфортные. Люди с севера идут к своей цели любыми путями, не обращая внимания ни на кого, прям по головам. Люди запада все время живут по графику и строгому расписанию. Они чаще всего бывают холодные и бесчувственные. Люди Востока, они рассеянные, живут творчеством и в эйфории. Каждая часть света дополняет друг друга и создают одно целое, полноценной личности. Правда говорят, что нельзя разделять, мы не сможем друг без друга. Что у нас там обязанности? Да? Обязанности распределять не стоит. И каждая сторона света справляется со своими обязанностями, как и должна быть. Да? Последние не успели подготовиться. Конечно. Мы должны быть все в комплекте. Колеса, когда движение гармонии в каждой группе, а также в каждом человеке должны быть все стороны света, хотя какая-то преобладает. Это упражнение наглядно демонстрирует, что гораздо конструктивнее стремиться к гармонии с самим собой и с окружающими. Но всегда стоит помнить, что дверь в человеческие отношения открывается только на себя. А сейчас я хочу представить вам очень свое любимое упражнение «Никогда не говори никогда». У меня есть картофельные с трубочками от коктейля. Прошу, по одному пакетику, да. Ваша задача такова. Нужно трубочкой проткнуть картофельную. Будьте аккуратнее, чтобы трубочка не сломалась. Проткнуть картофель нужно как можно глубже. За картошку не переживайте, мы ее отвезем к лошадкам. Вот, так что не бойтесь ее попортить. Пожалуйста, кто хочет попробовать? Жанна Равиловна, кто хочет попробовать, передайте. Да. Посмотрите, если у вас получится или нет. Не получается? Подумайте. Решение оно есть на самом деле. Нет. У вас только картофельная и трубочка. Нужно проткнуть картофельную как можно глубже, дальше. Чтобы трубочка не сломалась. Это упражнение называется «Никогда не говори никогда». Светлана Владимировна, время. Время уже. Да. Уважаемые коллеги, сейчас я вам расскажу, как правильно это сделать.
Мне бы хотелось поблагодарить всех участников сегодняшней встречи. Уважаемые коллеги, хочу пожелать вам удачи. Улыбайтесь, освещая всех улыбками. Ошибайтесь, веселее жить с ошибками. Не пугайтесь, в жизни всякое случается. Не сдавайтесь, все не сразу получается. Спасибо за внимание. Спасибо, Светлана Владимировна. Спасибо большое, Светлана Владимировна. Я так думаю, что вы сплотили сообщество коллег, именно конкурсантов, этим данным упражнением. Я думаю, надо было начинать с вчерашний день. Ну, может быть, да. Спасибо еще раз. А вот скажите, пожалуйста, кельтское колесо – это ваше упражнение или вы взяли его? Это я взяла. На самом деле эта игра, она длится несколько больше, да, чтобы, во-первых, люди сами себя отождествляли с той или иной стороной света. Она по времени длится немного дольше, но мы должны все-таки всем коллективам, всей командой прийти к выводу о том, что ни одна из сторон света не может существовать по отдельности. Ну, то есть это не моя разработка, да, но я немножечко адаптировала под педагогический коллектив, под время. Хорошо. Мастер-класс предполагает демонстрацию вот, технологий, да, для использования с детьми дошкольного возраста. Как можно вот данную игру использовать с детьми дошкольного возраста? Данную игру с детьми дошкольного возраста я не проводила с родителями и с педагогами. А игры, которые были использованы в мастер-классе с педагогами не фокус-группу, я их использую с детьми. Какие еще командно подобного типа игры вы используете? Их очень много. Я принесла перспективный план, которым я пользуюсь, который я немножко скомпоновала для себя. Можете обратиться и посмотреть. Также все игры я скомпоновала и в раздаточный материал можно тоже с ним ознакомиться. Чему вы сегодня научили наших конкурсантов? Научила чему? У нас все-таки коллектив новый, ну то есть мы мало знакомы, да, так скажем. Научила взаимодействовать друг с другом, не стесняться ответов, жить в команде, договариваться между собой, достигать какой-то общей цели. Наша цель была такова, чтобы составить план ответов на вопрос. Я думаю, что они это сделали неплохо. Пользуете ли вы такие игры в детско-родительских парах? Ты мне, я тебе. Наглядно показывает, что можно это в родительских детских отношениях. Еще я не успела сегодня провести игру, которая называется «Мы с тобой похожи тем, что». Эта игра очень хорошо идет между родителями и детьми. Мы с тобой похожи тем-то, тем. Родители с детьми. Еще такой вопрос. Есть в работе как с такими детьми быть? Они идут к этому, они идут меньше пишут.
медленнее к этому нам подходят. А явные лица? Вот они, те, которые медленно к этому, они как будто показывают, а если нельзя конфликт в группе, здесь Уточните, пожалуйста, как идет определение людей из общественной информации? а здесь, я говорю, я которые используются взрослые. Это вот не сравнить, что я с севера, запада, востока. Ну, все видите, да? Поэтому мы все это составим, понятно, что это формирование команды. А вот именно формирование команды взрослых, то есть с чего надо смотреть начинать? Я в саду, если мы будем психологом, вот с чего сразу это начинать? Как взрослый. Я вам рекомендую читать. Это некая последовательность тех шагов, которые будет принимать вас. То есть, видите, как бы обоснование, для чего это можно делать. Ну, сказали, то есть, если какой-то коллеги, напарники, да, новые, то можно это использовать. Хорошо. Вот так дальше вам надо, если в этом направлении будете двигаться, вам надо просто понимать, как он это, чтобы он сделал, значит, чтобы он вот ваш труд, как бы прошел вместе с вами, но без вас правильно. Пока не увидели элемент. Что, почему? Всегда вот это хочется движение видеть слышать, не просто, чтобы люди проиграли. Старший воспитатель друг друга. Видите, мы старший воспитатель простой воспитатель. То есть для разных категорий. Раз это происходит, взяли очень большая, очень интересная и очень нужная. Еще вопросы?
Владимировна, у меня к вам такой вопрос. Может быть, вы посчитаете немножко так историческим. Как вы считаете, почему в нашем детстве советском нам тимбилдинг был не нужен? То есть вот мы выходили во двор, Я проводила время во дворе со своими друзьями, во дворе. Мы дружили домами. Это игры нашего детства. мы же откуда-то брались у нас в голове, в Они коллективе наших друзей. передавали. Вот. А сейчас дети чем занимаются? Они сидят в компьютере, в планшете. Я просто пытаюсь подвести к тому, что, может быть, при нынешнем чего-то нет. Как Чего не хватает нынешним детям? Почему нужен сейчас и нужен век? Не хватает общения. Даже с родителями. Пожалуйста, да, вы сказали, что вы при ответе на вопрос, или другим, сказали, что это не хватает общения. Зачем-то, например, вот эти игры можно специально твой фильм, подумай. Хорошо? Спасибо. Спасибо большое. Вот мастер-класс, он как бы представляется с точки зрения демонстрации педагогических приемов, форм, технологий, ну и так далее. Да? То есть как бы мастер, он раскрывает вот этот компонент педагогического характера. Вот у меня, может, я просто свое впечатление скажу, я как будто на тренинге побывала со взрослыми людьми, да, вот по командообразованию. Очень хорошо, положительно, вообще интересно, то есть как бы ничего сказать нельзя. Но педагогический аспект мастер-класса, он все-таки состоит немножко в другом, да, и вы, наверное, согласитесь со мной, да, вот в этом плане. Поэтому, как бы, конечно, вот спроецировать, может быть, вам, как бы, как специалисту, проще, да, вот спроецировать то, что вы показали для взрослых, на детей. Но у меня пока вот не складывается, честно. Вот именно это задание там и так далее, да, то есть как бы тут много вопросов, я сейчас не буду их задавать, это большая тема для обсуждения, да, но пока не складывается вот именно перенос, да, вот этих вот всех моментов, да, именно на педагогическую составляющую. Вот это первое. И второе, не совсем поняла про картошку. То, что никогда не надо отчаиваться, никогда не говори никогда. Понятно. То есть как бы есть всегда выход, да? Рефлексию не успела провести, да. Что вы чувствовали до того, как не получалось у вас, да, и после того, как у вас это получилось? Понятно, понятно. Ну, как бы не совсем просто поняла. Хорошо, спасибо большое. Еще вопросы есть? Спасибо, Елена Владимировна. Спасибо. Так, к мастер-классу готовится Мария Сергеевна Парфенова, воспитатель детского сада номер 2, село Объятчево, Прилузский район.
коллеги, сопровождающие, одеваем масочки, да, потому что ну, у нас есть контроль тоже свой. Очень просим. Участники, конечно, выступают без маски. Да. Ну да. Мастер-класс показывает Мария Сергеевна Парфенова, детский сад номер 2, село Объячево, Привузского района. Добрый день.
день, уважаемые коллеги. Мы с вами все педагоги. Я бы хотела у вас спросить такой вопрос. Какой он современный ребенок? Какой он? Активный, шумный. Активный, шумный. Ну да, еще. Любознательный, совершенно верно. Еще что-что? Вот это самое главное. Да. Современный ребенок – это ребенок 21 века, который живет в эпоху информационного бума. И его очень сложно на данный момент чем-то удивить. И одной из проблем современного образования является падение уровня познавательного интереса, а именно познавательного интереса к книгам. Книги как бы уходят немножко на второй план. Дети больше информации получают из интернета. Но хотя некоторые интернет-источники ведь не дают достоверную информацию, они немножко искажают, немножко как бы недостоверно, не ту дают. И книга на сегодняшний день, к сожалению, остается как источник знаний где-то там позади. И наша с вами задача – это поиск новых способов сотрудничества с детьми и поиск новых способов вот именно познавательного интереса к книгам. А теперь я хочу, вам вот показать такие две книжки. Они, содержание у них совершенно разные. Они обе красочные, обе яркие, но они чем-то отличаются. Эта книжка, она же обычная, да? Обычная книжка с обычными стихами, с обычными картинками. А эта книжка по содержанию точно такая же, но она панорамная, она объемная книга. И как вы думаете, давайте мы представим, что мы с вами стали на одну минутку детьми. Какую вам книжку захочется взять первой? Какую книжку захочется посмотреть, рассмотреть, исследовать, что это такое, откуда это все? Какую? Конечно же, панорамную книжку. И оказывается, такие панорамные книжки можно создавать самим. И в связи с введением дошкольного образования федеральных государственных образовательных стандартов педагогам открываются большие возможности использования новых педагогических технологий. И я вас хочу сегодня познакомить с одной из таких технологий, как ОПАП. И приглашаю вас на мастер-класс использования возможностей технологии ОПАП в организации совместной деятельности взрослых и детей в детском образовательном учреждении и в семье, цель которого дать вам, педагогу, представление, что такое техника ПОПАП и как ее можно применять в работе с детьми. Технология ПОПАП в переводе с английского означает «неожиданно возникать». Эта технология появилась еще до книгопечатания, и она применяется на данный момент, можно использовать в книжках, можно использовать в открытках, в альбомах. И я вам сегодня попытаюсь представить самые легкие способы, потому что мы ограничены по времени, самые легкие способы этой технологии. Данной технологией я заинтересовалась, вот когда у нас была самоизоляция. Сначала научилась я создавать сама. Потом я познакомила, мастер-класс у нас в детском саду, познакомила своих коллег. Как это все делать, заинтересуются ли они. И когда мои коллеги пошли на встречу, там мне это интересно, я начала вводить это для детей. Мы с детьми рассматривали эти книжки, и в итоге мы начали их создавать в своей группе. И вот, что у нас получилось. Вот такую книжку я сделала на сюрпризный момент, я младшую группу. Я думала, что выберу жюрёвку, у меня будет младшая группа. И сюрпризным моментом хотела преподнести им такую книжку. Этот способ называется водопад. Когда дети за ниточку вытягивают и приходят к конечному результату, к тому результату, который нам составляет. Ну и на последующих картинках то же самое. Поднимается, опускается. Это для сюрпризного момента, там по ходу занятия было бы все понятно. Что у нас в группе? Вот эту книжку мы сделали с детьми самую первую. У нас в начале года проходил проект «Моя любимая сказка». Предварительная работа была к этой книжке, мы посещали нашу библиотеку центральную, узнали, где живут книжки, узнали, как они там живут, какие книжки имеются. Конечно же, мы ходили в тот отдел, где русские народные сказки.
И итогом нашего как бы заключения, нашего проекта стало изготовление именно вот панорамной книжки по любимой сказке ребенка. Каждый выбирал себе персонажей, мы вспоминали персонажей сказки, выбирали, и они таким образом их раскрашивали, оформляли, и у нас такая получилась как бы книжка с разными героями. Каждый ребенок выбрал свою сказку. Они это рассматривают, у нас тут есть такие не специальные ленточки, мы их завязываем. И когда их ребенок развязывает, он как бы окунается, да, в прошлое, как он эту сказку создавал. Ему это интересно становится. Оформляли вот они у нас, немножко упали таким вот образом. В нашем уголке патриотического воспитания, да, у нас вот такие книжки есть. Это книжки с разными способами технологии поп-ап. Например, эта книжка, например, это как бы символика Республики Коми, да, и флаг. Мы сделали не просто на картинке, а вот таким необычным способом, который называется платок. Открываете? Вот. Ой, флаг, господи, простите, пожалуйста, карта Республики Коми. И таким необычным способом она появляется. Далее у нас флаг, не просто на картинке, он будет вытаскиваться, обратно его можно засунуть. Далее у нас открываем окно, дверь нашей Республики Коми. Далее у нас панорамные промыслы. Далее мы хотим что-то прочитать про наш исторический сертификат. Подняли, мы с детьми прочитали, опустили и ревизнули. И это как бы общие города Республики Коми, да, это называется способ водопад. Как я уже показывала, открывается. Рассмотрели, перевернули, рассмотрели вверх, Устинск, например, вверх, Мифон. И подняли. И сложили аккуратно. Следующее, так как я очень сильно увлеклась природой Республики Коми, я создала такую книжку по природе Республики Коми. Например, это дикие животные Республики Коми, тоже это способ панорамный. Далее как бы раскладушка, книжка в книжке как бы называется. Да, растительный мед. Притягиваться, посмотрели, я, конечно же, не все почитала. Далее у нас панорамный тайга наша. Далее у нас моя еще одна чудо природы, которая заинтересовала. Это многоствольная ель. Открыли, закрыли, смотрели. Далее у нас идет мой любимый маленький мед. Немножко вот он долго лежали. Вот, маленький мед. Как бы не просто на картинке, это объемный, детям это интересно. Дети же не такие любознательные. Посмотрели на эту картинку. Вот вчера мне, да, мы говорили, что мы так рассматривали и рисовали, в разных интерпретациях делали. Наша природа, океан болота тоже, способ платок. Дальше наши белые ходаки. Тоже панорама, только в другой интерпретации. Это ступенчатая панорама, а это панорама по возрастанию. И еще у нас таким образом вот мы знакомим детей с костюмом народа Коми. Таким вот необычным способом, да, например, костюм Кристиан Ижи. Вроде бы черно-белый, да, стали он цветной. Обратно снимаем. И такие костюмчики, ну, на каждый, они вот есть на каждом. Поставили, посмотрели, обратно засунули. Детям же необычно, что-то хочется удивлять, их нужно удивлять. Вот таким вот способом я как бы решила их обратно вернуть к любви к книгам через такие как бы технологии, через технологию поп-ап. Ну что, уважаемые коллеги, кто-нибудь готов создать такую одну страничку вашей будущей книги? Мне нужно 4 человека. Я сегодня буду работать, постараюсь уложиться во времени, буду работать в 2 вариантах. С фокус-группой, когда у фокус-группы начнется уже легкая степень воспроизведения данной странички, мы будем работать со зрителями. Так, мы с вами стараемся сделать. Мы будем с вами сегодня изготовлять способ, называется панорамный способ. Меньше панорамный способ. Разбираем по листочку вами какую хотите, но у нас сегодня для оформления, видите, животное, растение и лес, можно взять вот так. Первое, что мы приступаем, это складываем наш лист.
А в это время я хочу вам, уважаемые коллеги, показать видео, что мы будем делать с фокус-группой. Я немножко убавлю. Это делала я. Так, мы с вами. Я вам буду показывать, а это для зрителей, чтобы вы понимали, что мы с коллегами собираемся сделать. Складываем пополам. И от каждого края отступаем по 2 сантиметра. Глубь мы про... От края по линии сгиба мы отступаем по 2 сантиметра. От края линии сгиба мы отступаем по 2 сантиметра. Линия сгиба вот. От края этого линии сгиба по 2 сантиметра. Затем 2 сантиметра по линии сгиба. По линии сгиба. По линии сгиба. 2 сантиметра. 2 сантиметра. По линии сгиба. Парни, по линии сгиба. По линии сгиба. По линии сгиба. Смотрим, посмотрим сюда. По линии сгиба. Сейчас мы нашу отмеченную точку опускаем вниз на 4 сантиметра. Нашу отмеченную точку опускаем на 4 сантиметра. Раз. Два. Так. Берем ложись. 2, 4. По линии сгиба вы отметили 2 сантиметра. Затем вы опускаете эту линию точку вниз на 4 сантиметра. И 2 по линии сгиба вы 2 отметили. На этом моменте вниз. Да, с другой стороны точно так же. Пока ничего не начинаем, пока ничего не точно не меряем, просто не говорим и надрезаем, да, надрезаем. Да? Сейчас нашу часть, которую мы отрезали, немножко загибаем, чтобы у нас снова появилась линия сгиба. Новая линия сгиба. Линия сгиба. И как бы ее прячем во внутрь, положили, спрятали во внутрь. Спрятали внутрь. Получилось у нас вот. Теперь тоже так же. По линии сгиба, по новой, отмечаем 3 сантиметра. С одной, с другой стороны. Вниз мы отмечаем 2 сантиметра. Вниз мы отмечаем 2 сантиметра. Точно таким же образом делаем надрезы. И снова мы делаем линию сгиба на вверх. И прячем снова внутрь. Когда мы работаем с людьми, мы, конечно, с безопасностью рассказываем. Да, прорезаем оба. Наверное, прорезаем оба. Снова мы прячем наши подпустившиеся петельки. Да, сделайте новую линию сгиба. Вот, все совершенно верно. Вам нужно сделать новую линию сгиба. Она поднималась, да, как я пропала это, я
Здравствуйте, пожалуйста, теперь мы цветные дела. Да. Да. Теперь процесс усложняется. Получилось? Да, да, сейчас снова отмечаем по новой линии сгиба. По 20 сантиметров. И глубину 1 сантиметр. 1 сантиметр. Это будет сильно для меня. Снова делаем обрезы. Снова таким же образом делаем линию сгиба, загибаем. И прячем голову. Это сложновато, да. Нам не запутаться. Вам сильно не раскрывайте рисунок, чтобы вы не смогли. Да, ну потому что я когда мысли, я делала бумагу, брала бумагу для акварели или для изучения. Они были плотные, делаются. Потом вы можете так. Сейчас мы снова делаем надрез и сильно накрываем, потому что и вот это мы сильно накрываем, как бы пальчиком помогаем, чтобы нам с вами не запутаться. Вот это очень сложно. Снова открываем пальчиком и таким образом мы и далее тоже пальчиком мы все хорошо прогладили. Прячем. Так, они у нас все, хорошо прогладим и открываем нашу панорамную страничку. У нас получилось. У меня сверху бумага болит. Следующая задача, ваши коллеги, вам нужно вашу панорамную страничку украсить. Выбирайте, вот у вас есть, какая ваша будет страничка, или страничка с животными, или с ягодами, цветочком, у вас будет клумба, у вас будет лес. А я хочу приступить к работе со зрителями. Мы с вами будем делать, будем с вами делать такой способ, как лоток. Мы будем с вами сегодня изготавливать открытку, посвященную столетию Республики Коми. Кто-то желает? Так, приступаем к изготовлению платка. Вам нужно взять ваш лист бумаги таким образом, чтобы стулец смотрел на вас вверх. На вас не боком, не лист, не вправо, не влево, а именно на вас. На вас. Складываем. Это квадрат. Чтобы делать платок, нам нужен лист квадрат. Как лист формата 4 делать квадрат, мы складываем в да? По диагонали. Складываем по диагонали в одну сторону.
Секундочку. Для тех, у кого нет бумажки, я вам включу тоже видео, как мы будем изготавливать этот платок. Сложили по диагонали, да? В другую сторону по диагонали тоже сложили. Следующий наш шаг — это сложить нашу листочек пополам. По горизонтали. Пополам. Пополам. Сложили это. В таком виде берем его в руки. И наши уголки, где линия сгиба, прячем вовнутрь. Вовнутрь прячем. Вовнутрь прячем. Такой должен у нас остаться с вами треугольник. Вот можно немножко подглядывать на видео, если не успевать. Сейчас переворачиваем таким образом, чтобы на нас длинная сторона нашего треугольника смотрела на нас. И визуальным глазом отмерили сантиметров по 5 с каждого края. И загнули вот эти уголочки, загнули для себя с одной стороны. Перевернули наш треугольник. И таким же образом сделали другие уголочки. Загнули на себя. Таким вот такой же, вот такая у нас необычная задача. Пока не смотрите, пока просто загнули и вот таким вот образом. Немножко побольше, только у меня откроется потом. Где-нибудь по 5-6 сантиметров. Они потом не откроются. Да. Немножко, но если вы по 5 сантиметров, там да, они немножко соединяются, прикасаются друг к другу. Да. Затем эти уголки мы снова прячем вовнутрь. Мы прячем их вовнутрь. Все 4 уголочка прячем вовнутрь. Все 4 уголочка мы спрятали вовнутрь. Получилось та же самая осталась фигура, только уголочки у нас спрятаны внутрь. Все. Наш способ платок готов. Можно приступать к его раскрываем. И чтобы он у нас был получился совсем красивый, да? Я хочу вам такие раздать импровизированные обложки, в которые можно будет клеить. Вот таким вот образом. Пожалуйста, внимательно. Вам нужно будет уголок от нашей получившейся фигуры, уголок, клеить плотно-плотно линию сгиба импровизированной обложки. Если двухсторонний скотч клеить не стало оставать, отрываем скотч, да, двухсторонний. И таким вот образом приклеиваем. Там есть двухсторонний скотч, можно... Ну что, уважаемые коллеги, посмотрите. Вот, у нас уже получился первый лист нашей книжки. Но еще самый важный секрет, чтобы здесь не было свободного, да, проглядывания, нам нужно его будет обклеить белой бумагой, да, сделать фон. Вот таким же образом мы складываем пополам, быстренько клеем, промасываем и вставляем и приклеим, чтобы у нас с вами получился красивый непрозрачный фон, а именно фон красивый. Так, коллеги доделывают, а я вернусь. И хочу сказать, что данная технология поп-ап, она очень интересна, необычна, легка и поистине сюрпризна. Освоение элементов технологии поп-ап немыслимо без экспериментирования, без общения и без совместной деятельности педагогов и детей. Развивать фантазию, мелкую моторику и воображение. А еще, заканчивая свой мастер-класс, я хочу сказать, полюбите данную технологию и используйте ее вместе с работой со своими детьми. Спасибо.
Спасибо большое. Мария Сергеевна. Коллеги доделают? Коллеги, да. Вот, посмотрите, у нас такая получилась красивая бомба. Необычно. Вон выбрали мы голубой, но это только начало, да? Да. Ваша инициатива. Приятно было с вами поработать. Спасибо. Да, это вам. Все остается вам. Вас заинтересовало, и вы будете продолжать в своем детском саду. Кому-то, если интересно будет, дорогие коллеги, уважаемые, как делать другие способы, вы подходите, я вам расскажу, объясню, покажу, дам снова мастер-класс, как это все делать. Спасибо большое, Мария Сергеевна, еще раз. Коллеги, пожалуйста, члены жюри, вопросы какие появляются? Добрый день, Мария Сергеевна. Скажите, пожалуйста, все это интересно для детей с точки зрения конструирования бумаги, поделок, открыток, книжек. Вы не знаете, чего не хватило вот в вашей подаче, может быть, мастер-класса? Это может быть раскрытие тех образовательных задач или спектр образовательных задач, которые возможно решать в работе с детьми. То есть, кроме умения конструировать из бумаги и сопряженных там задач по конструированию, да, я пока вот каких-то особых таких вот направлений не увидела. То есть можете как-то вот прокомментировать? Да, я хотела через данные книжки, через данные книжки я хотела донести до детей познавательный интерес именно к обычным книжкам. Чтобы приступить к созданию такой вот панорамной книжки, нужно же сначала исследовать обычную книжку, какой там был персонаж, а как он выглядел, какое его окружало, что его окружало, чтобы создать эту книжку, чтобы ребенок познакомился сначала, обратно вернулся к обычной книжке. Вы показывали, вначале вы показывали типографское издание книги, оно яркое, оно красивое, оно ламинировано, оно сделано из шикарной бумаги и так далее. Да? То есть, может быть, достаточно вот таких книг внести в группу и тем самым сформировать интерес, как вы говорите, к книге, потому что первоначальная задача у вас только формирование интереса к книге. Или я думаю, не так. Ну, если честно, такие книги дорогостоящие книги. А чтобы создать такую книжку, много же не нужно. Бумага, твоя фантазия и инициатива детей. И создали новую книжку в свою группу. Прошел проект. Создали по итоговым мероприятиям этого проекта. Это я вам часть книжек показала. Например, у нас есть книги по математике такие же. Да? Мы открываем платок, у нас там цифры. Вы эти книги делали же? Нет, платок сам, изображение на платке рисовали дети. Я только складывала, и мы собирали в общую книгу. А одну страничку из этой книги делал ребенок. Потом мы это все собирали, и у нас получалась книжка, как вот про сказки. Они же, каждый ребенок делал эту панорамную сказку. То есть панорамный способ это сделала я. А украшение этого, вот они приклеивали героев, украшали как деревьями, березами, да, елью. А это же делали они сами. Они делали, как где это видят. Кто-то там рисовал солнышко, кто-то там ручеек дорисовал. Это все шло от детей. Я только потому собрала в кучку, как говорится, и у нас получилась такая книжка. У меня вопрос, опять же, о долговечности данных. Ну, к сожалению, да, это же бумага, она не так долговечна. Мы ремонтируем, мы переделываем. Ну да. Но если брать более удобную бумагу, то, конечно, она будет подолговечнее послужить, да. Хорошо, спасибо. Спасибо вам большое. Руки, конечно, у вас золотые. Это видно, потому что делаете вы много, и мы очень долго имели честь наблюдать, как вы это все делаете. Мария Сергеевна, у меня ряд вопросов к вам следующего содержания. Вот какая ваша профессиональная позиция, зачем ребенку нужны книги? Ну, это же интересно, и это же необычно. Не ваши книги, а вообще зачем ребенку нужны книги? Потому что он там? Книга это же что? Мы всегда нам закладываем. Книга это источник знаний. Откуда мы берем информацию? Всегда из книги. Как я уже и говорила ранее, что
Сейчас дети получают информацию из интернет-источников. Но это же, например, это же Википедия. Она дает столько неправомерной, недостоверной информации, что хочется обратно вернуться в книги и узнать, а на самом деле это так. То есть книга — это источник информации. Книга — это источник знаний, да. Вы вот по наблюдениям, по своим, вы как вот наблюдали за детьми? Дети часто обращаются к вашим вот этим рукодельным книгам для поиска информации, которая им нужна, без вашего участия? Ну, мы в совместной деятельности рассматриваем. А вот так не наблюдали, допустим, положили вы там, у вас есть там уголок, центр для Да. чтения, они самостоятельно для поиска информации обращаются к этим книгам? Не наблюдали? Как бы я не могу сказать для поиска этой информации. У нас как бы больше идет это на ознакомление. Ну вот смотрите, да, я же недаром логическую связь веду. Книга — источник информации, Да. информации, да, которую ребенок самостоятельно добывает из этой книги. Вопрос. К этим книгам, вами прекрасно сделанными, дети в группе сами обращаются для того, чтобы найти информацию? Книгам о природе комик-края, о тамыжемском костюме и так далее, и так далее. Или нет? Да. Вы наблюдали это? Наблюдала, да, когда им... Хорошо. Для каких собственных целей, собственных интересов, для воплощения своих собственных замыслов дети вашей группы обращались к вот этим созданным книгам? Ну, например, у нас там флаг, да? Что, какие там цвета? Они подошли, посмотрели, запомнили, вспомнили. Мария Сергеевна, дорогая, вы меня услышите, да? Детский замысел и замысел взрослого человека — это две абсолютно разные вещи. В общем, вы подумайте, вы понаблюдайте, я к чему. Книжки сделаны, книжки красивые, замечательные, объемные, все, только насколько это нужно и важно детям, без вас. Самостоятельно используют или нет? Да? Вот посмотрите, понаблюдайте, да, именно понаблюдайте. Дальше следующий момент. Чем ваши книги, ваши вот самодельные, красивые, хорошие, интересные, с разной там техникой, чем они отличаются от покупных? Не в плане там стоимости, качества бумаги. Покупные, они сделаны по одной тематике, а в свою книгу ты же вкладываешь свою тематику, которую ты хочешь донести детям именно через эту книгу. А такую книгу уже, которую я хочу донести, ее нигде не найдешь, только сделать своими руками. Значит, делаем второй вывод. Книги в группе должны быть представлены разной тематикой. Да. Теперь скажите, пожалуйста, какой тематики представлены книги в вашей группе, чтобы дети могли к ним обращаться за информацией? Патриотическое воспитание. У нас есть книжка по математике, где мы забываем эти цифры и подошли, посмотрели цифры, открыли, посмотрели количество, соотношение количества предметов с цифрой. Ну, то есть то, что связано, допустим, с каким-то познанием. Познание, да, с образовательным. Еще какая тематика Ну, вашей? пока вот математика у нас и помню. Я говорю, что я начала этим недавно заниматься только. В начале года, вначале я очень долго сама в это входила, вникала. Потом я коллег обучила, и когда я поняла связь от коллег, что да, это интересно, можно это и дать и детям. Только, наверное, это у нас где-то после Нового года мы только начали с детьми вот этим. У вас просто мы все понимаем, что вы только начали, вы же очень хорошо сказали, что вы занялись этим в период пандемии. Да. Мы все прекрасно понимаем. Просто вы сейчас на том шаге, когда вы сами делаете для детей книги. Да. Это очень ценно, очень ценно. Просто смотрите, сейчас надо вам эту тематику расширить. Тематику книг. Сказки вы делаете, что связано с познанием делаете, с природой, возможно, делаете. И дальше, вот просто я, как вопрос перед вами ставлю без ответа, какая тематика книг, она может быть в уголке, там, в центре для чтения, чтобы дети обращались именно за информацией. И еще момент у меня связанный. Понятно, что следующий у вас будет шаг, когда дети сами будут делать эти книги, но это еще впереди. Вы пока еще до этого один ребенок сам. Не вместе. Я хочу вам сказать, что мы вот буквально на днях, перед тем, как приехать сюда, мы сделали с детьми по коми-орнаменту вот такую ступенчатую книжку. Не книжку, они начали делать себе по коми-орнаменту страничку одной из книжки. Но вот ступенчатая, мы с коллегами сегодня делали 3 ступеньки, а мы сделали только 1 ступеньку. То есть отмерить и отрезать. Хорошо, у вас много всего интересного впереди. Ну и последний такой, наверное, риторический вопрос от меня, можете не отвечать. Зачем не читающему ребенку книги? Ну как? А что? Хороший вопрос, правда? Подумайте, все, спасибо. У меня тоже есть вопрос еще один, Илья Иванович.
Скажите, пожалуйста, вот по мастер-классу, который проводили, вот этот способ, который был предоставлен, он вообще доступен детям? Если сделать одну, как бы, я же говорила, что у нас, я коллегам дала более сложный вариант. 3 ступеньки сделать, это сложно. Если сделать с детьми одну ступеньку, если я могу продемонстрировать, да, Миша? Одну ступеньку, то детям это доступно. Вот я говорю, мы на днях с ними коми-орнамент. Они сделали мне ступеньку, нарисовали коми-орнамент, один из элементов, приклеили, мы потом собрали, и у нас получилась такая самодельная книжка с коми-орнаментом. Они же каждый выбрал свой элемент. И такая вот необычная у нас. А вот педагоги, они затруднялись некоторые, да? Это сейчас, сложный да? вариант. В этом как бы способе так называемом. Вот как бы вы перспективно-то планируете упрощать этот способ или оставить его в таком виде, как он есть? Для кого? Для детей? Для детей, конечно, да. Я в перспективе усложняю. Вы дойдете Это, вот то, что я показывала коллегам, это сложный вариант. Я дала взрослым людям, сложным детям, я дала одну ступеньку, там сделать несложно. Я, как бы... Ну, то есть это не принципиально, да? То есть одна ступенька, или 5, или 10? Нет, ну, пусть будет так. Спасибо большое. Спасибо большое, Мария Сергеевна. К мастер-классу готовится Татьяна Анатольевна Елисеева, воспитатель детского сада номер 65 города Ухты. Мастер-класс показывает Татьяна Анатольевна Елисеева, детский сад номер 65 города Ухты. Доброе утро, уважаемые члены жюри и коллеги. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Как вы думаете, о чем сегодня пойдет речь? О скорости, так. Еще какие варианты? Движение, путешествие. Хорошо. А сейчас о чем пойдет речь на мастер-классе? Как вы думаете? О математике, так. О счете, да, кто-то сказал? О быстром счете.
Спасибо за ваши ответы. На предыдущем мероприятии мы с вами рассмотрели таблицу ожиданий родителей и педагогов, каким они хотят видеть ребенка, будущего первоклассника. Самыми распространенными ответами у родителей было получение минимальных знаний по предметам и развитие психических процессов. Уважаемые коллеги, скажите, пожалуйста, какие трудности в вашей работе возникают при формировании элементарных математических представлений у детей? Какие трудности возникают в вашей работе? Состав числа, да. Еще. Так. И еще, как вы думаете? Дети невнимательны. Дети невнимательны. Отлично. А всегда ли дети могут удерживать инструкцию и соблюдать ее? Так. Скажите, пожалуйста, уважаемые коллеги, какие же ожидания сегодня у вас от сегодняшнего мастер-класса? Что вы ожидаете? Так, еще. Что вы ожидаете? Научиться новому. Спасибо за ваши ответы. Видя данные проблемы в нашем детском саду, я пришла к выводу, что ментальная арифметика является лучшим средством, влияющим на решение данных трудностей. И сегодня мне бы хотелось познакомить вас с системой работы по ментальной арифметике. Самой ментальной арифметике более 2000 лет, а система работы по ментальной арифметике существует более 20 лет. Свыше 5 миллионов детей в 56 странах мира обучаются по этой технологии. Она завоевывает мир и в России, пространство и в России. По мнению Татьяны Владимировны Черниговской, ментальная арифметика развивает особые когнитивные возможности. Это концентрация внимания, память. Она влияет даже на эмоции. Дети чувствуют силу и понимают, что у них есть умения, которых нет у других детей. Это влияет на становление личности, так как это опыт интеллектуального успеха. Татьяна Владимировна является инициатором проведения исследования мозга детей по влиянию на него ментальной арифметики, а также на развитие интеллектуальных способностей детей. Задача ментальной арифметики – сделать так, чтобы мозг принимал участие в образовательном процессе полностью. Это достигается посредством выполнения математических операций с использованием абакуса, а также приемами, которые применяются в ментальной арифметике. Научным доказанным является факт, что успеха добиваются люди, у которых полностью развиты оба полушария головного мозга. Подавляющее большинство людей имеют более развитое левое полушарие и менее развитое правое. Именно в правом полушарии скрыт колоссальный потенциал. Еще великий Эйнштейн говорил, что воображение важнее знания. Знание ограничено, а воображение охватывает весь мир. У меня на столе лежат
абакуса. Кто сейчас готов поработать на них? Поднимайте руку. Кто готов познакомиться с абакусом? Страшно. Ну, я думаю, что когда вы возьмете его в руки, вам не будет страшно. Ну, давайте, кто готов? Хотите попробовать? Можно пошуметь, поиграть немножко, пока я раздаю. У вас сейчас в руках абакус. Скажите, пожалуйста, готовы ли вы уже начать с ним работать? Пощелкать можно. Ну, давайте пошумим. Можно покатать ее по ладошкам, да, немножечко. Так. Скажите, пожалуйста, а для чего нужен абакус? Чтобы считать. Спасибо большое. Мне хотелось бы рассказать вам более подробно о том, что такое абакус. Как вы думаете, а почему именно такие цвета на абакусе? Ваши варианты, почему именно такие цвета? Что? Так, теплый, холодный, основные цвета. Так, еще какие варианты? Так. Вы сейчас все включились в мыслительный процесс, но не ищите здесь логику, ее здесь нет. Это цвета для детей. Существует множество разных абакусов, цвета бывают и коричневые, и черные, и зеленые, различные. Я для себя в своей работе выбрала именно такие цвета, чтобы детям было интересно. То есть они яркие, красочные, привлекают внимание. Абакус устроен таким образом, что умение считать на нем тренирует мозг, развивает нейронные связи между обоими полушариями и интеллектом. Уважаемые коллеги, скажите, пожалуйста, а умеете ли вы быстро считать в уме? На калькуляторе, хорошо. А в уме? Давайте попробуем с вами сейчас сосчитать небольшой пример. Все готовы? Так, начнем. 2 плюс 2 плюс 5 минус 4 плюс 2 минус 5. Ответ? Сложно вам было? А почему вам было сложно, как вы думаете? Давайте попробуем сейчас тот же пример решить, но только я буду зачитывать его медленнее. Готовы? 2 плюс 2 плюс 5 минус 4 плюс 2 минус 5. Ответ? Ответ 2. Теперь вам было легко? Было легко. Мои дети, которые посещают кружок ментальной арифметики, считают подобный пример со скоростью, которую я вам продемонстрировала в первом варианте. Основная задача наша не просто научить ребенка складывать и вычитать большие цифры в уме быстрее, чем на калькуляторе. Наша задача развить в ребенке фотографическую, зрительную и слуховую память. Обучение осуществляется в 3 этапа. На первом этапе мы с детьми работаем на счетах абакус. Дети запоминают расположение косточек на спицах, обучаясь правильному расположению рук и простым операциям с числами. На втором этапе дети учатся представлять себе абакус для счета и производить действия на воображаемом абакусе. В этом нам помогают флеш-карты. Каждое занятие мы постепенно уходим от абакуса, что стимулирует детское воображение. Левое полушарие воспринимает цифры,
правая картинку из косточек. Так ребенок учится производить предполагаемые расчеты в уме. Числа воспринимаются как картинка, а процесс вычисления с движением пальцев. И третий этап – это отработка навыков и усложнение числовых операций. На каждом из этапов мы применяем в работе приемы, такие как кинезиологические упражнения, рисование двумя руками, работа с флеш-картами. Все эти приемы в ментальной арифметике способствуют развитию межполушарных связей, что нам очень важно в работе для достижения быстрых результатов. Сегодня у вас есть невероятная возможность познакомиться и поучаствовать в реализации данной технологии. Как я вам и говорила ранее, на начальных этапах мы с детьми знакомимся с абакусом и правильным расположением пальцев на абакусе. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Абакус состоит из рамки, планки, которая разделяет косточки верхние косточки от нижних земных. Каждая косточка расположена на спице. Спицы имеют свой разряд. Разряд единиц, десяток, сотен и так далее. Работаем мы на абакусе с правой стороны. Если ребенок правша, работает он правой рукой, указательным пальцем и большим. Если ребенок левша, он работает с левой стороны и считает на абакусе левой рукой. Я предлагаю вам сейчас всем попробовать посчитать на абакусе. Как я вам и говорила, что абакус есть косточки. Земные кости, каждая земная косточка означает число 1. Работаем мы с земными косточками, поднимаем его, косточки поднимаем большим пальцем, одну косточку вверх, это +1. Располагать абакус нужно, чтобы верхняя одна косточка была у нас вверху, а 4, внизу, правильно, да, сейчас. Опускаем мы земные косточки указательным пальцем, это -1. Дальше +2, 2 косточки вверх большим пальцем, -2 указательным пальцем, +3 большим, -3, +4, -4. Верхняя косточка небесная означает число 5. Работаем мы с косточкой небесной указательным пальцем. +5 косточка земная к планке, -5 косточка небесная к рамке. Если у нас здесь пустое расстояние, да, между планкой и небесной косточкой и между планкой и земной, это на абакусе число 0. Попробуем с вами посчитать легкие примеры. Итак, приготовились. +1, +2, -1, -1. Ответ. У всех 1 получилось? Так, у кого нет абакусов, можно смотреть на экран и представлять, как вы поднимаете и опускаете косточки. Давайте еще один пример, но чуть быстрее. +1, +1. -2, +1, +1. Ответ? 2. Хорошо. Попробуем поработать теперь с небесной косточкой. Небесная косточка у нас означает число 5. Опускаем, поднимаем указательным пальцем. +5, +1, +1, -5, -1. Ответ? 1. Ну, еще один пример, чуть быстрее. +2, +5, -1, -1, +3, -5. Ответ? 3. Молодцы. А теперь, сейчас мы с вами были на первом этапе. Чтобы нам перейти ко второму этапу, мы должны отложить абакусы в сторонку и представить, как вы считаете, на воображаемом абакусе. Сейчас мы с вами перейдем ко второму этапу. Кому удобно, можно смотреть на экран, но обязательно перед собой у нас с вами
пальчики, да, для правшей правую ручку поднимаете, а левша левую. Указательный палец и большой. Представили все абакус. +2, +2, -1, -3, +1. Ответ? 2. Еще раз пробуем. +2, +2, -2, +1, -3, +2. Ответ? 2. Хорошо. Вы легко перешли во второй этап. Когда мы с детьми начинаем работу на абакусе, мы обязательно проводим небольшую разминку. Это кинезиологические упражнения. Предлагаю вам сейчас немножко размять наши пальчики и попробовать те упражнения, которые мы делаем с детьми. Значит, одно из упражнений – это зайчик, колечко, цепочка. Зайчик, колечко, цепочка. Зайчик, колечко, цепочка. Зайчик, колечко, цепочка. Когда мы делаем цепочку, мы каждый раз меняем пальцы. Сначала указательный большому, средний, безымянный и мизинец. Попробуем еще одно упражнение, которое мы выполняем с детьми. Это ухо-нос. Для вас я буду зеркально, да? Правой рукой мы к носу, левой рукой к кончик за кончик уха взять. Хлопок поменяли, хлопок поменяли, хлопок поменяли, хлопок поменяли, хлопок поменяли. Попробуем немножко быстрее. Так, поменяли, хлопок поменяли, хлопок поменяли, хлопок. Молодцы, все справились с данным упражнением. Но я думаю, что если вы будете больше тренироваться, то у вас все получится. Скажите, пожалуйста, уважаемые коллеги, какие трудности, о которых мы с вами в самом начале мастер-класса говорили, могут решить данные приемы? Это кинезиологические упражнения, рисование двумя руками, работа с флеш-картами. Могут ли решить данные трудности? Становятся ли дети более внимательными? Становятся. Смогут ли они с помощью абакуса научиться считать? Смогут. Простым операциям сложения и вычитания смогут? Да. Кто-то говорил, что состав числа, о котором мы тоже говорим на занятиях, у нас существуют правила, да, правила просто, правила брата, где мы более глубоко уже рассматриваем именно состав числа 5, состав числа 10. Спасибо большое за ваши ответы. Тема сегодня мастер-класса у нас была «Умный счет с абакусом». Оправданы ли ваши ожидания от мастер-класса? Вы говорили о том, что вы познакомитесь с новыми способами, да, научитесь чему-то новому, узнаете о счете, о математике. Оправданы ваши ожидания? Оправданы. Я очень рада, что у меня получилось оправдать ваши ожидания. Хочу вам представить на экране результат моей работы по ментальной арифметике. Это один из воспитанников, посещающий кружок по ментальной арифметике. Видео, которое я вам сейчас продемонстрирую, является примером того, что ментальная арифметика развивает межполушарные связи. Так, +3, -3, +8, +1, -5, -3, +2, +1. Ответ? 4. Осталось всего 3. +2, +2, -1, +5, -3, +1, +3, -5. Ответ? 4. Фу, я хоть успел. +6, 5. 7, -5, +2, 4. 9, -5, -4.
Хочу обратить ваше внимание, что этот ребенок левша. Считает он на абакусе исключительно левой рукой, а ментально передвигает косточки на воображаемом абакусе правой, что доказывает работу обоих полушарий головного мозга. Предлагаю вам вернуться к первому слайду, где вы предполагали, о чем пойдет речь на мастер-классе. Так вот, поиск здесь не случайный. Уважаемые коллеги, двигаясь к цели, мы должны всегда понимать, что не только скорость важна, но и качество. Качество тех приемов, которые мы применяем в работе с детьми для развития межполушарных связей и удовлетворения ожиданий, которые от нас сегодня ждут. Я желаю вам, чтобы каждый ребенок, с которым мы работаем, ощущал радость от приобретения новых знаний и с каждым днем становился как личность. Спасибо вам за работу. Да, вопросы еще, Юля, пожалуйста. Спасибо большое, Татьяна Анатольевна. Мы тоже занимаемся много кинезиологией, упражнениями. Я хотела спросить, да, вот абакус, а счеты? Раньше у нас были счеты, считали. Сразу возникает вопрос. Отличие и не легче ли учить на старых счетах, как на русских? Да. Но мне кажется, что нет, потому что все-таки абакус это вот именно вот он на воображение, то есть ребенок представляет, ребенку легче работать именно вот одной рукой, передвигая косточки на одной спице, работать. Ну, вот для меня, да, я вообще знакома с этими счетами, с русскими, да. Если вы вернуться к счетам и представить опыт работы с счетами. Ну, я скажу, да, будет педагогическое. Я скажу вам одно. Когда-то я имела опыт работы со счетами, с русскими, да, которые мы все привыкли видеть. Это, наверное, вот, может быть, поэтому у меня любовь, да, вот именно к ментальной арифметике, к счету на счетах. И для меня, вот мне на абакусе считать, ну, наверное, может быть легче, чем считать на обычных счетах. Татьяна Анатольевна, объясните, пожалуйста, не могу никак понять, вы лучше нас разбираетесь в этом. Вот почему несколько рядов, вы понимаете, да? То есть мы с вами решали простые примеры, там, где числа там, не знаю, до 5, по-моему, да? Первая спица единица. Вот это, кстати, означает. Разряд единица, разряд десяток, сотен и так далее. Вот, все, вот это хорошо. Еще смотрите, поскольку вот я сейчас это выполняла, и я поймала себя на мысли о том, что ты там вообще не думаешь, ты просто механически переводишь вот эти косточки, я вам честно говорю, свои ощущения. Поэтому скажите, пожалуйста, вот риск ведь есть, что это тот же самый калькулятор. Когда ты нажимаешь просто цифры, у тебя высвечивается, он быстро считает за тебя. Здесь, по сути, ведь то же самое. Я потом пыталась в уме решить то, что я сделала, я поняла, что я не думаю, я просто вот делаю. Как вот к этому отношение? То есть, что это механическое перебирание косточек, получение готового ответа. Ну, ребенок, когда перебирает косточки, представляя, да, воображаемым абакусами, то есть он картинку представляет как число, то есть вот он представил абакус, 2 косточки поднял, все это число 2, то есть он четко знает, что это 2, минус 2 опустил, и то есть у него уже вот эти косточки преобразуются, ну, в число, то есть плюс 2, минус 2, ответ. То есть, если, например, убрать абакус и просто вот сказать ребенку, давай в уме посчитаем, он сможет? Ребенок, который занимается ментальной арифметикой, я думаю, что сможет. А вы своим выпускникам, ученикам, воспитанникам не можете это сказать? Но на сегодняшний день у меня детям первой-младшей группы пока не могу сказать, но я вижу результаты именно кружка, то, что вот ребенок, один из воспитанников, который я продемонстрировала, у меня 3 подгруппы по 10 человек. И что, один ребеночек, он что? Это как пример я вам просто показала, потому что ребенок левша,
и вот он работает на абакусе левой рукой, а представляет воображаемый абакус и поднимает косточки правой рукой. Это как один из примеров. А так у меня все дети считают... Я поняла. То есть вы к тому, что если уже человек научен этому, он уже будет в уме вот так вот все считать, то есть без мыслительных операций, а просто вот перебираем пальцами? Но если да, это учится, я считаю, что... Как тогда мыслительная операция 2 плюс 3 плюс 18 минус... Но ребенок представляет это, понимаете? Он представил, я вот даже сама иногда что-нибудь, например, считаю, представила абакус так. Вот мне вот, может быть, в силу того, что я занимаюсь этим, мне это удобно считать. А во взрослой жизни как, что вот ученые говорят? Человек, который это... Как они дальше считают? Дальше считают? Ну, я считаю так же. Да. То есть, когда я не занималась ментальной арифметикой, да, то я так не считала. Соответственно, я там где-то представляла себе, там 2 откинула, там 3 наставила, 3 откинула. А тут мне легче перебирать косточки, нежели я буду представлять себе цифры. Просто я почему спрашиваю, потому что я имею такой нейрочист, я владею слепым методом печатания. И это очень быстрый, эффективный метод, и поэтому, конечно, я вас понимаю, там сначала в уме все это проигрываешь, и сейчас это уже навык на всю жизнь. То есть я уже одним пальцем никогда печатать не буду. Поэтому и вот здесь я хочу спросить, человек, который этим будет заниматься, он потом в уме-то что-то сможет сосчитать? Конечно, сможет. Нет, без вот этих вот своих. Конечно, сможет. У него же будет развито все это. Я считаю, что может. А если, например, ребенку руки завязать? Нет, я, коллеги, там, в плане, какой-то жестокости, просто как эксперимент, да. Чтобы руки, например, были спрятаны, скажем, да? Хорошо, я попробую. Он это сможет сделать? Я думаю, что сможет. Нет, подождите, я же не буду связывать его руки, я просто предложу ему положить руки на стол, правильно? Да, не понимаете. Пальцы для помощи ребенку, чтобы он как бы... Ну, о степени, о формулах, о интегралах. Как это связано с ментальной арифметикой? Я, конечно, не заглядывала так глубоко, вот именно в формулах и в интегралах, но я скажу одно, что на абакусе можно вычитать, складывать, умножать, делить и даже выделять корни. И на счетах все это можно делать. Это в дальнейшем я, конечно, хочу всему этому научиться, но вот пока для моей работы, так как я только начала заниматься ментальной арифметикой, мне вот достаточно вот сейчас, вот пока, но в дальнейшем я хочу. Я почему, Татьяна Анатольевна, я вчера с подругой своей посоветовалась, она учитель начальных классов, она вот рассказала, что когда приходит 1-2 ребенка, владеющие ментальной арифметикой, с формулами, с примерами, с простейшими, да, когда ты только заговариваешь с ними о степени, об объеме, потом начинаются проблемы. Потому что наука, математика – это думающая наука. Вы понимаете? А здесь получается, что, правильно Татьяна Валерьяновна сказала, здесь очень многие вещи делаются на автомате. Но мы все равно детям даем вот на начальных этапах, даже мы знакомим их с составом числа, и будет легче в школе обучиться всему этому, да? То есть ребенок уже придет подготовленным к школе, да? Он уже будет знать, что такое. В школе какой? В школе обычной начальной школе. Вот в том-то и дело обычной. В начальной школе. Ну почему он в лицее тоже будет готов? Почему нет? Татьяна Анатольевна, скажите, пожалуйста, у вас есть какие-то единомышленники, с кем вы общаетесь, может, какие-то сообщества? Есть такие? Ну, в группе ВКонтакте есть школа, онлайн-школа Юлии Щипановой. Вот мы там с ними общаемся, у нас есть чат, мы делимся друг другом опытом, какие-то игры у нас там происходят свои, в марафонах мы участвуем, очень много всего мы делаем. Мы участвовали сейчас с детьми именно вот от школы Юлии Щипановой в международном конкурсе по ментальной арифметике, где мои дети заняли 2 третьих места. Ну, мы желаем только вам одного. Мы всегда всем желаем очень детально разбираться в том, что вы делаете. С позиции науки, с позиции практики, очень-очень детально, прежде чем выносить дальше для детей. Спасибо. Да, это вот счет, решение примеров, да. А как задача? Задачи нет примера решения простой задачи можно решить. Как, например, решить задачи, это же просто те, кто дали, они вот эту проблему испытывают, задачи они решают вообще.
То есть задача у нас состоит из чего? Из условия, из решения, из ответа. Если это простая задача, ребенок сможет 2 плюс 2 вычесть в уме на абакусе. Нет, почему без абакуса? На воображаемом абакусе почему значит? Для меня скорость сейчас важна. Спасибо большое, Татьяна Анатольевна, да, извините. Тут коллеги развернулся такой философский уже вопрос, да, поэтому вызывает интерес, как бы эта тема. Тема такая сложная, поэтому надо подразумевать о том, что какое бы наглядное средство мы ни взяли, абакус, это счет и еще что-либо, мыслительные операции ребенка развиваются в соответствии с его возрастом, и все это мы прекрасно понимаем, что есть пора у детей, когда есть простейшие математические операции, которые он может, да, осуществлять, и есть пора, когда он логически начинает мыслить и выстраивать какие-то линии абстрактного порядка. То есть поэтому в этой ситуации мы рассматриваем абакус, наверное, как просто одно из средств, которое приводит ребенка к пониманию устного счета вообще, в принципе. И, конечно, проблема устного счета в уме, она была и остается до сих пор одной из самых сложных в начальном звене. Вот, поэтому здесь, я думаю, что нам продемонстрировали вот такое средство, да, наглядного характера, которое каким-то образом решает какие-то проблемы и, может быть, в дальнейшем развивает умственные способности детей. Поэтому большое вам спасибо. Спасибо большое. Мастер-классу готовится Ирина Ивановна Туркина, музыкальный руководитель способности 2, Славка Огородов. Готовы? Мастер-класс показывает Ирина Ивановна Туркина, музыкальный руководитель детского сада номер 2, села Кайгородок. Добрый день, уважаемые коллеги! Я очень рада вас сегодня здесь видеть и очень рада представить вашему вниманию мой мастер-класс, который пройдет под девизом «Ни минуты без творчества». Мне сейчас хочется, чтобы вы подняли на меня глазки, посмотрели. Можно увидеть ваши глаза? Спасибо. С улыбкой солнце дарит свет и говорит нам всем «Привет!» А можно погромче? Привет! Вот настроение момент. Пропойте ласково. Привет! Молодцы. А давайте сейчас улыбнемся друг другу все в ответ и прохлопаем все вместе. Привет!
Вот с такого творческого момента начинается мой мастер-класс. А сколько в нем доброго, позитивного, эмоционального, правда? И вот когда я встречаюсь с детьми, я всегда задумываюсь, чем же я могу заинтересовать детей, активизировать их внимание для дальнейшей творческой деятельности. И тогда, проанализировав опыт своей работы, я выдвинула некую последовательность, своеобразную лесенку. Ее я называю лесенкой успеха, которая помогает моей музыкальной деятельности стать еще эффективнее и интереснее. Лесенка успеха, шагая по которой у ребенка не остается ни минуты без творчества. Именно так называется мой мастер-класс, целью которого является развитие творческого потенциала детей дошкольного возраста в процессе музыкальной деятельности. Ответьте, пожалуйста, сейчас на мой вопрос. Как можно привлечь внимание детей? Конечно, еще. Проблемный вопрос. Да. Есть еще варианты? А? Интересно, вечером обсудить вопросы, которые возникают в течение дня или с вечера. Да, конечно. Вот вы говорили еще сюрпризный момент, я услышала. Скажите, что же может быть сюрпризным моментом? Звук. Еще. Все верно. Молодцы. Я с вами совершенно соглашусь. Можно заинтересовать, удивить детей, мотивировать их. И все это я объединяю в одну фразу и называю это сюрпризным моментом. Сюрпризный момент – это первый шаг моей лесенки успеха. С помощью сюрпризного момента у ребенка проявляется мотивация к дальнейшей деятельности. Он интересуется, ему становится любопытно, что же будет дальше. Проявляется любознательность. И тогда мы постепенно переходим к следующему шагу. Это творческая деятельность, в ходе которой происходит развитие как индивидуально у ребенка, так и уникальность группы, где ребенок выявляет что-то новое для себя. Он импровизирует, начинает придумывать что-то новое. И это его приводит к своему личному успеху. Успех – это третий шаг нашей лесенки. Данную лесенку успеха мне бы хотелось вместе с вами сегодня попробовать на нас. Вы не против? А? Не слышал? Хорошо. Сейчас для этого мне бы хотелось с вами озвучить небольшое произведение. Скажите, что нужно для того, чтобы озвучить небольшое произведение? Пожалуйста, ваши варианты. Голос. Музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты еще. Содержание произведения надо. Так. Содержание, да? Сразу содержание. Ага. Еще вариант, еще. Ручки, ножки можно использовать. Я с вами здесь тоже соглашусь, потому что не всегда бывает так, что под рукой находятся вот музыкальные инструменты, да, здесь говорили. И поэтому мы можем использовать свои природные данные. Это что? Руки, ноги. В общем, нашим телом, да, использовать наше тело для озвучивания произведений. Перед тем, как мы с вами озвучим произведение с помощью наших природных инструментов, для этого мы немножко потренируемся. Мне бы сейчас хотелось, чтобы вы все встали. Встаньте, пожалуйста, все. Мы немножко отдохнем, расслабимся. Сейчас я вам покажу некоторые ритмические рисунки с помощью звучащих жестов. Это такой прием, который мы используем с детьми для озвучивания некоторых произведений. Сначала буду показывать их вам я, а вы за мной повторяете. Договорились?
Нет, сначала я. Показывайте, повторяйте. Готовы? Молодцы, садитесь. Видите, как вы вместе, ритмично и здорово, дружно это все сделали. Звучащие жесты многообразны. Дети сами любят предлагать свои звучащие жесты, и мы их можем применять на музыкальной деятельности и озвучивать совершенно любое произведение музыкальное. Мы можем озвучивать песни. Мы также можем и затронуть народный фольклор. Например, прибаутки, потешки. Вот одну из потешек сейчас мне бы хотелось озвучить вместе с вами. Это мы с вами сделаем сидя на своем месте. Для начала, пожалуйста, посмотрите на экран. Потешка называется «Уж как шла лиса домой». Сейчас я его вам продемонстрирую. Вы обратите внимание на условные знаки, которые нам будут помогать. Каждую из этих строчек мы будем определенным жестом озвучивать. Так, посмотрите. Уж как шла лиса домой, нашла книгу под сосной, она села на пенек и читала весь денек. Давайте сейчас вместе сядем ровненько, освободим ручки, ножки и вместе со мной проговаривайте этот текст. И выполните, пожалуйста, вместе со мной вот эти звучащие жесты. Договорились? Давайте. Уж как шла лиса домой, нашла книгу под сосной, она села на пенек и читала весь денек. Молодцы! Теперь немножечко возьмем побыстрее. Готовы? Давайте. Уж как шла лиса домой, нашла книгу под сосной, она села на пенек и читала весь денек. Еще побыстрее. Уж как шла лиса домой, нашла книгу под сосной, она села на пенек и читала. Еще быстрее. Уж как шла лиса домой, она села на пенек. Еще быстрее. Уж как шла лиса домой. Молодцы. Видите, как вы все вместе сразу заулыбались, засияли. Детям нравятся такие упражнения со звучащими жестами, нравится озвучивать с помощью звучащих жестов, нравится придумывать свои. Они любят такие игры с ускорением. Я еще люблю применять пальчиковую гимнастику с ускорением, потому что дети тоже любят пошевелить еще и своими пальчиками. Сейчас для того, чтобы я продолжила свой мастер-класс, я бы хотела вызвать сюда фокус-группу. Мне нужно 8 человек. Пожалуйста, кто хотите? Мы с вами что-нибудь творческое сейчас сделаем. Пожалуйста. Еще один. У каждого педагога в арсенале имеется какой-то способ привлечения внимания детей. В моем случае это сюрпризный момент. Вот такой волшебный сундучок. И он всегда хранит в себе какие-то тайны. Попробуйте отгадать, что же прячется в моем волшебном сундучке. Фокус-группа. Может быть, шарчики, может быть, варианты еще. Так. Может, не стандартно. Музыкальный инструмент стандартный. Музыкальные игрушки какие-то. Самодельные. Так, вы действительно правы. И это самодельный музыкальный инструмент. Сейчас мне бы хотелось, чтобы каждый из вас выбрал любой понравившийся музыкальный инструмент. Пожалуйста. Это выбор прямо
бы хотелось услышать, почему же вы выбрали именно эти инструменты и чем они вас привлекли? Вот скажите, чем привлек вас этот музыкальный инструмент? Я люблю все яркое. Здорово. Я тоже. Звук нравится. Звук Тоже нравится, как он звучит, да? А вот именно привлек чем? Вы пока еще не звучали. Вы пока еще Да, только сделали. поиграть. Ага. Хочется, да? Так. Угу. Вас чем привлек этот инструмент? Да, сделали из линеечек. У меня светится. Так. Золотистым цветом. Угу. Карамельный инструмент. Что достал? Ну хотя бы давайте, что вот привлекательного в этой птичке? Может быть, нам зрители помогут? Да. Молодцы. Я вам открою секрет, то, что эти музыкальные инструменты сделаны своими руками детей нашего детского сада и, конечно же, их родителей. Мне бы сейчас хотелось передать вам папочку, да? Можете рассмотреть, потому что это у меня был проект создания детских шумовых музыкальных инструментов своими руками. Вот то, что выполнили родители вместе со своими детьми. Итак, уважаемая фокус-группа, сейчас я вам предлагаю, чтобы вы извлекли звуки из своих музыкальных инструментов. Извлекайте звуки. Так, все, спасибо. Теперь у меня такой вопрос. На что похоже ваше звучание? На дождик. Здорово. Ваше звучание на что похоже? На звучание бубенцов, вот когда тройка едет. Так, согласна. У нас дети, кстати, часто вот так говорят. Да. А вот если с природой связать, например? Ручей. Ручей, ну? Камешки как будто. Так, можно, так. Очень интересно у вас мнение, так. Ну, думаю, что да. Так как уже начали про природу говорить. Дождик, да? Да. У вас. Ну да. Что можно прочитать? Да. Сорока, да? Ручеек. Ветер. Ну да, как он шумит? Покажите нам. В скалах. Здорово, да? Ну, у вас птички, конечно. Вы знаете, как-то птички у вас как будто не очень, да? Попробуем добавить водичку. Добавим, попробуем. Да, конечно. Вот смотрите, вы сказали, у вас журчание ручейка, да? Вы говорили капели, да? Журчание капели, я правильно говорю? Вот у вас стрекотание сорок, да, например? У вас дуновение ветра. Вот какая уже картинка у нас может сложиться? Так, утро в лесу. Еще какие варианты? Весна во всем ее величии. Так, можно. Весна во всем ее величии. Хорошо. Сейчас я вам предлагаю посмотреть на слайд. Кстати, удобно, чтобы могли смотреть на слайд и зрители наши, и вы, уважаемые музыканты. Так, что вы видите? Весна. Это весна художника Александра Самохвалова. Скажите, что конкретно вы видите на этой картине? Ледовку. Так, еще. Тает снег. Снег еще есть, да? Да.
еще? Весна идет и все, и рано. Солнышко, да? Можем солнышко? А давайте мы сейчас вот с некоторыми звуками определимся. Вот у нас уже есть дуновение ветерка, да? Есть? Да. Есть. У нас есть капели, стрекотание пустовок будет. У нас есть птички поют, ветерок, дуновение. А вот снег, как мы можем снег показать, например, как? С помощью какого инструмента? Скрипит, да, скрипит, например, да? Ломается, вот единое, одна на другую. Да, может. Ну вот каким инструментом можно? Да, ну погромче, пожалуйста, не бойтесь. Да, погромче возьмите так бубен. Дайте инструменты себе. Ну, очень хорошо, здорово. Вот, а ваш инструмент как вы, вот что может показать? Может быть, вот сразу река, может быть, ручейки? А ручейки у нас куда идут? В реку. Может быть, когда мы будем говорить про реку, сделаем, ну, громче, да? Громче будем говорить. Давайте сейчас мы сделаем такую репетицию. Согласны? Так, я буду зачитывать текст. Вы можете смотреть на картину, вдохновляться ею и попробуйте озвучить природу. Договорились? Готовы? Теплое солнышко прикрывает землю. А мы еще не договорились про солнышко. Вот какой инструмент может солнышко? А? Вот про солнышко вообще промолчали. Да? Давайте подумаем, какой инструмент солнышко там может нас? Может быть, как-то... Да, Нет, не похоже на солнце. Девушка, какие там у вас инструменты? Треугольник. Да. Нет, треугольник это колоколцы, наверное. Давайте я предлагаю, пускай вы как будто солнышко, да? Солнышко. А вы ручейки, да? Да? Не, вот у меня нежнее для ручейков. У меня Да? подходит. Давай. Нет, конечно, как вы хотите. Давайте все-таки определимся, кто. Я ручеек. Хорошо, вы ручеек. Я солнечный тогда. Да, как раз, да? А вы будете дополнять нас ручей, да? Все, приготовились. Теперь точно готовы, да? Теплое солнышко пригревает землю. Дует теплый ветерок. Капель звенит звонко, звонко. Палочку в такую сторону возьмите. В такую сторону палочку. Ага. На деревьях поют птички. А где-то вдали трещат сороки. Снег еще весь не растаял. Он хрустит под ногами, но с сугробов уже весело бегут ручейки. Они становятся все сильнее и сильнее, набирают свои силы и вливаются в шумные речки. Наступила весна. Это у нас была как репетиция. Сейчас я немножко хочу усложнить вот ситуацию, которая у нас сейчас произошла. Давайте сделаем так. Каждый из вас озвучил вот какую-то свою строчку, да, на его тексте, который я зачитала. Каждый вот в какой-то момент из этой картины. Я хочу, чтобы каждый из вас наслаивал звук друг на друга. То есть вы имеете право не один раз прозвучать во время того, как я зачитываю текст, а вы в любой момент можете озвучить вот своим инструментом звуки. Вам понятно? Только, пожалуйста, сыграйте немножко погромче, да? Чтобы все-таки у нас еще есть зрители, чтобы они услышали. Хорошо? И мне бы еще хотелось на фоне ваших звучаний включить классическую музыку Эдварда Грика, которая называется «Утро». Попробуем?
теплое солнышко прикрывает дым. Дует теплый ветерок. Капель звенит звонко. На деревьях поют птички, а где-то вдали трещат сороки. Снег еще весь не растаял, морок хрустит под ногами. Но с сугроба уже весело бегут ручейки. Они становятся все сильнее и сильнее, набирают свою силу и вливаются в шумную речку. Наступила весна. Как вы считаете, вот сейчас сами, вы попробуйте, да, озвучить картину? Получилось ли у нас? Как вы думаете, получилось? Получилось у нас картина? Мы, получается, сейчас что сделали с этой картиной? Оживили. Молодцы. Вот я этого и хотела услышать. Оживили эту картину. Сейчас мне бы хотелось услышать мнение зрителей. Если вам понравилось, пожалуйста, похлопайте. Если нет, похлопайте. Молодцы, пожалуйста. Сейчас мне бы хотелось, чтобы вы не просто так похлопали, а с помощью звучащих жестов. Давайте попробуем. Вместе. Громче. Молодцы. Спасибо, артисты. Пожалуйста, Спасибо. Своим мастер-классом я хотела показать универсальный алгоритм, как можно привлечь внимание детей, как можно сделать свою образовательную деятельность более интересной и эффективной. Если дети поют и танцуют, музицируют или рисуют, значит, дети счастливее стали, и мы в этом чуть-чуть помогаем. Спасибо вам огромное за участие, за внимание. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Спасибо, Ирина Ивановна, большое. Пожалуйста, коллеги, есть вопросы к члену жюри? Ирина Ивановна, спасибо вам огромное за такое вот представление опыта своего, и вообще музыкальное произведение, за ваши эмоции. Сейчас, конечно, просмотрев мастер-класс, я поняла, что вы все-таки приверженец программы «Музыкальная школа» Ольги Петровны Рыдыновой, у которой это было все прекрасно прописано, и оживление картины, да, и проигрывание, да, картин как произведение искусства. Да. Скажите, пожалуйста, все-таки вот сегодняшняя основная ваша задача, да, донести до коллег ваших, вы хотели что? Но показать вот именно конкретно вот этот... Я хотела показать приемы, какие можно использовать для того, чтобы еще, вот как можно заинтересовать детей. Они ведь могут эти приемы брать в своей образовательной деятельности, такие как речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное, ну и так далее. Мне хотелось поделиться вот этим опытом. А вот как давно вы работаете над созданием музыкальных инструментов? Как часто используете? Вот сам проект у меня просто стала передо мной проблема. То, что у меня в развивающей среде просто было мало музыкальных инструментов, или они уже были просто негодные для вот, оркестровки, озвучивания чего-то детьми. И я решила сделать проект. Разработала положение, рассказывала родителям, с помощью чего можно сделать, как, давала им советы. Вот. И
у нас вот получился, как сказать, вот такой вот результат, проект, может быть, вы уже где-то видели. Я, конечно, все музыкальные инструменты сегодня не принесла, может быть, это тоже моя ошибка. Надо было выложить вам, показать, чтобы вы посмотрели. Простите, я просто не могу. Не волнуйтесь, все Да. хорошо, спасибо. Не волнуйтесь. Спасибо большое, замечательная импровизация такая получилась. Вот, ступеньки вы представляли, сюрпризный момент рядом. Да. Все, видела творческую деятельность, успех. Объясните, пожалуйста, вот Успех эту ступень. – это личный успех ребенка. Как он проявляет? То есть, когда ребенок самовыражает, импровизирует, он же открывает в себе что-то новое. Это сделал я сам, понимаете? Вот успех. Что-то придумал сам, или какой-то вот прием, что-то вложил свою частичку себя. Вот это успех, я думаю, понял. Мы его можем увидеть? Ну, конечно. Вот результат, например, вот сейчас был успех у нас у фокус-группы, да? Они же показывали свои приемы, как играть. Я им ничего не... Как играть, да? Я их только, может быть, подбадривала погромче играть, и все говорила. А они ведь сами выбирали, как играть, где играть. Все ли дети успешны? Ну, знаете, я думаю, что успех они вырабатывают уже сами, в процессе. Я бы не сказала, что все. Развивать, еще раз развивать с помощью вот так творчества. У меня уже все исчерпано. Не знаю, спросите еще что-нибудь. Елена Ивановна, спасибо вам большое, потому что вы человек очень такой энергичный, очень такой харизматичный, улыбчивый. Это весь заряд бодрости, энергии, радости, счастья вы нам передали вместе с прекрасными нашими педагогами, которых мы видим. Елена Ивановна, теперь по поводу того, о чем вообще шла здесь речь. Значит, Юлия Владимировна хороший вопрос задала, потому что он связан с целью вашего мастер-класса, и всегда у любого мастер-класса есть цель. Да. Конечно, та цель, которую вы обозначили на слайде, это не та цель, я думаю, что вы понимаете, потому что цель мастер-класса, она никак не может быть связана на сегодняшний день с детьми, она связана с теми участниками, которым вы хотите опыт свой передать. У нас есть критерии оценки мастер-класса, поэтому я думаю, что при подготовке к этому конкурсному мероприятию вы смотрели на эти критерии. И вот я лично очень затрудняюсь вообще оценить то действие, которое сейчас у нас здесь происходило. Прекрасная, замечательная импровизация, как Екатерина Михайловна сказала. Но смотрите, у нас есть очень хорошие вопросы, которые я хотела бы вам задать, и, соответственно, как-то, чтобы вы нам помогли оценить то, что вы показали. Вот обоснуйте, пожалуйста, значимость этого опыта для достижения целей дошкольного образования. Ну, во-первых, детям надо давать право выбора, право творчества, самовыражать себя, понимаете? Но я вот считаю, что самое главное, чтобы ребенок сам предлагал, а мы уже подхватывали, шли вот за ним, где-то что-то подправляли. Ну, я вот считаю, это так. Хорошо. Я не буду с вами спорить, я только скажу один момент. Очень несколько раз у вас в вашем выступлении прозвучала моя образовательная деятельность. Образовательная деятельность педагога. То есть вы все ведете речь о том, что надо что-то организовывать для детей. Да. А говорите, что надо ребенку предоставлять право выбора. Поэтому здесь вот такие две нестыковки есть. Еще скажите, пожалуйста, вот то, что связано с развитием творческих способностей у детей, да, вот это какое место занимает в вашей профессиональной деятельности? Как много, как часто вы уделяете этому внимание? Как вот эти импровизации, как вот немножко об этом? Часто. Если честно, я уже без этого как бы даже жить не могу, понимаете? Ну вот объясните это. Как это лучше другим использовать? Когда это можно использовать? Ну вот, песенка успеха мне в этом и помогает. То есть я беру сюрпризный момент. И знаете, я бы вот как бы беру сюрпризный момент, да? Может быть, даже ставлю какую-то проблему, которую мы в дальнейшем будем решать. Происходит творческое. То есть каждое занятие вы это делаете, каждое занятие, да? Каждую встречу вашу со всеми детьми, правильно вы понимаете? Правильно? Да. То есть вы что-то чем-то их заинтересовываете, даете в руки музыкальные инструменты, и они начинают импровизировать. Да. Но это не обязательно только с музыкальными инструментами. Это может быть вот конкретно одна какая-то идея. Пусть это даже слушание музыки, пусть это пение на одном занятии, но вот с чем постоянно, да? Да, То есть вот об этом, так, постоянно.
еще скажите, пожалуйста, с чего лучше начать человеку, который никогда не занимался импровизацией? Ну, он хочет это сделать. Это обычному воспитателю. С чего надо начинать? Если даже не получится, ничего страшного. Я считаю, то, что это, если постоянно в системе вот это использовать, да, выбирать различные приемы, методы для того, чтобы дети раскрывались, мне кажется, что все-таки это придет. Вот как бы вы рекомендовали? Вот именно с этого упражнения надо начинать. Работу над импровизацией. С чего? С изготовления музыкальных инструментов. С чего начинать-то? Вот как бы вы говорите о какой-то последовательности, каком-то универсальном алгоритме, но то содержание, которое вы вкладываете, оно не соответствует тому, что вы говорите. К сожалению. Поэтому я и хочу уточнить. Вы какие-то, раз вы мастер, да, вы очень интересно, значит, какие-то рекомендации уже наработаны вами. То есть вы можете уже другим коллегам рекомендовать. Вот даже в своем разговоре, вот сейчас соберите здесь музыкальных руководителей, и вот они закидают вас вопросами. Вот как вы будете отвечать на это? Вот Ирина Леонидовна здесь тоже занимается, да, импровизацией, потому что эти же инструменты она нам вчера показывала. И у вас бы, наверное, профессиональный диалог состоялся другой сейчас. И воспитатели, которые здесь стояли, они бы тоже много вопросов вам задали. Так вы эти вопросы все должны мастер-классом снимать. Когда это использовать, как лучше, какие произведения лучше, с чего начинать. Вот здесь «Весна» была замечательная. Почему вы накладываете музыку на картину? Вы знаете, вот эти все вещи, это мастер должен комментировать, чтобы это было донесено. Вы все красиво сделали, но это просто посмотреть. А с позиции именно мастерства, я не знаю, загляните даже, я не знаю даже, честно вам говорю, как вообще оценивать действия, которые вы увидели сегодня. И вы не помогаете никак нам, не объясняете в этом. Поэтому помогите, не знаю, еще что-то расскажите. Знаете, конкретных наработок, там, упражнений, разработок у меня пока еще нет. Я еще только начала, Да, понимаете, у меня еще конкретных наработок нет, но я думаю, что я буду этим заниматься дальше, нарабатывать это все, собирать. Знаете, мне кажется, у вас есть самое главное качество, которым вы можете пользоваться в дальнейшем. Вы можете, я не скажу, что вы в совершенстве этим владеете, но вы можете подстраиваться под людей, но вот сразу эту проекцию, допустим, если бы здесь стояли не дети, а педагоги, наоборот, не педагоги, а дети, вот эту проекцию, она была очень хорошо, вот вы себя уберегаете, знаете от чего? От того, что вы ограничиваете, вы рамки ставите людям. Вот это не может быть солнышко, это там не надо по отношению к детям. Как он представил, пожалуйста, это в его, иначе вы все замыслы детские, все инициативы просто собьете сразу на корню. Вот это у вас, вам надо от этого избавляться, но вы можете поддержать детей в их импровизации. Поэтому в их сочинительстве, в их творчестве. Мне кажется, вам надо вот в этом направлении двигаться. Потому что вы хорошо, они сначала на вас будут отвлекаться, потом вместе с вами вы будете творить там танцы, песни, праздники, да, и так далее. Но а помогать вы им хорошо помогаете. Спасибо большое. Спасибо. Я обязательно возьму себе это все заметку. Спасибо. Ирина Ивановна, я очень рекомендую вам, у нас есть педагоги в Сыктывкаре замечательные, с которыми мы очень давно сотрудничаем, которых я сама на курсах всегда приглашаю, и у них есть огромнейший просто опыт как раз их деятельности по направлению, которым вы занимаетесь тоже. Вы обязательно запомните, не пей воду Наталью Гермогеновну. Я ее знаю. Обязательно. Ирина Эдуардовна, это 117-й детский сад. Тахина Татьяна Геннадьевна, которая замечательные делает и на основе методики Карла Урфа музыкальные инструменты, которые занимаются импровизациями. Вы, пожалуйста, обратитесь к их опыту, да, если коллегам будет тоже интересно. Вот. Очень вам рекомендую. Вам это очень поможет, даст толчок. И как это связать еще с другими, да, современными технологиями, в том числе с ИКТ. То есть, моя рекомендация вам. Обязательно ни в коем случае не останавливайтесь. И от интуитивных каких-то своих вот этих вот внутренних вещей, да, старайтесь уже отходить и переходите на свою методику созданную. Может быть, игры у вас какие-то будут, может, упражнения. Спасибо большое. Вот это для меня вообще очень хорошая рекомендация.
У меня еще, знаете, такой момент есть, связанный с сюрпризным моментом. Так это второй. Вот он называется моментом, да, сюрпризный момент. Ну, как бы два этих слова, они, собственно, не очень сочетаются, то есть сюрпризный момент. Поэтому это очень древний, наверное, уже на сегодняшний день такой подход. Да, поэтому надо обратить внимание все-таки на это, что он детям несет. И если у вас все-таки такая творческая деятельность, а она будет рассматриваться уже как совместная деятельность, то, наверное, на сюрпризном моменте ты далеко не увидишь. Да, поэтому надо подумать, да, как вот эту деятельность, да, вот как вы ее вообще сформируете и так далее. Потому что, Ну, я насчет этого тоже думала. вот подумайте, да. Потому что он не сыграет вам на руку вообще никак на сегодняшний день. Творческой деятельности. Спасибо. Все, спасибо большое, Елена Ивановна. Объявляется перерыв на 15 минут. Спасибо.
Положила на ваш, да? Я хочу стол. Может его поднять вот сюда, чтобы уже... А так, чтобы оно будет...
Остается не надо. Со вчерашнего дня выйти бедно. Тут еще вот раскрою, что бедно. Вот просто одинаково. Да. Нет, я не вижу. А, вот здесь уже. Нет, нормально. Ну, хорошо. Нет, тут что-то уже плохо. Минут лучше. На экране идут цвета. Да. Если я стою здесь, значит, вот я внизу, в принципе, я смотрю, я это вижу. Просто вначале оттуда. А потом я уже когда Мы используем различные виды кукол. Видишь, куклы на деревьях, ножки, куклы на деревянной заготовке, куклы на одноразовом ручном для проведения занятий с малышами для проведения занятий с малышами мы эти куклы используем сами, а уже начиная со старших мы уже проявляем кукла, которая делает сам ребенок, кукла для него особенно дорога. Щёк. И вот при изготовлении данных кукол самых бюджетных использовая куклу на разные ложки. Давайте одну остановку. Сегодня на мастер-классе я хочу вас создавать, научить создавать вас куклу. Теперь я вам привожу на бумажку, и ваша задача, там есть домашнее задание. Задание
Она может быть остальные, можно изготовить самим дома. Я изготовление наша и цвета. Это процессе изготовления куклы вы поднимаете на вопрос. Можно использовать эти куклы на занятиях познавательного развития. Итак, для изготовления понадобится все. И регистраторы оборачиваем, составляем и направляем. Может мы концерты, ложка ясна. Но готовить заново. Надо. Или может вот и все. Наша кукла должна появиться. Все, нормально стало. Нет, перерыв.
А остальные? Сижу, ищу. Потому что такая хорошая на вид. Вы съездили в деревню? Да. Но на даче уже есть стена. Нет, можно уже посадили. 100 рублей. А у нас, знаете, такой вот зеленый, чем, ну, от смелости, мох такой. Что, чем полить надо? Разводим. Потому что... Ага. А там что-то где-то там читала, ну, же много всего. Уже не пешком привезли все. Ага. Ну, поищем. Ага. Хорошо. У нас совершенно... Мы, у нас нет поставили сюда, а у нее северо-восточные окна. Но они не знают. Вот. Что-то очень знакомое, кукла-ножка.
Да, на российском уровне был такой мастер-класс. Это в 2000, наверное, Уважаемые коллеги, мы продолжаем. И к мастер-классу у нас уже подготовилась и Александровна Исюрова, воспитатель Нившинского детского сада номер 1 Каркировского района. И Александровна, готовы? Передаем вам тогда слово. Коллеги, присаживаемся и смотрим мастер-класс. Уважаемые коллеги, мастер-класс «Кукла-ложка как средство организации театральной деятельности на занятиях познавательного речевого развития». Кукольный театр играет огромную роль в нравственном и эстетическом воспитании дошкольников. Театрализованная игровая деятельность детей важна как для развития познавательной деятельности и эмоциональной сферы, так и для развития творчества. Самый застенчивый ребенок раскрывается и развивается во время игры с куклой, забывает о своих проблемах, проверяет свои возможности, начинает верить в себя. Маленькие успехи складываются в большие победы. Кукла может стать посредником для успешного взаимодействия детей с окружающим миром. Игры с кукольным театром развивают у детей фантазию, память, мышление, артистические способности, знакомят с множеством детских сказок, способствуют развитию общительности, коммуникабельности, развивают моторику рук и пальцев ребенка и двигательную активность. Мы используем различные виды кукол. Это кукла на деревянной ложке, кукла на деревянной заготовке и кукла на одноразовой ложке. Кукла на деревянной ложке, кукла на деревянной заготовке и кукла на одноразовой ложке. Для проведения занятий с малышами куклы изготавливаем сами. А начиная уже со старшей группы, привлекаем к этому детей, потому что кукла, сделанная своими руками, будет особо дорога и интересна ребенку. Каждый ребенок, создавая ее образ, носит в изображение свои чувства, свое понимание. В этом и заключается художественное творчество ребенка дошкольного возраста. Наиболее доступный и бюджетный из них – куклы на одноразовых ложках. Пластиковые куклы-ложки можно использовать не только для организации театрализованной деятельности, но и на занятиях других образовательных областей. Для их изготовления можно использовать любые подручные средства. Это цветную бумагу, нитки, кусочки ткани, вискозные салфетки и так далее. Весь необходимый материал для работы готовится в короткий срок. Сегодня на мастер-классе я научу вас создавать эти кукол. Мне нужны для фокус-группы 8 человек. Кто желает? Коллеги, активнее, особенно те, кто выступает в школе. Вот такую куклу на одноразовой ложке мы сегодня будем с вами делать. Так, у меня есть ромашка. Оторвите, пожалуйста, один лепесток от ромашки. И ваша задача в процессе изготовления найти ответ на вопрос, как можно использовать вашу куклу на занятиях познавательного развития с данным содержанием. А остальные, кто не работает в фокус-группе, я раздаю вот такие же заготовки, и это вы можете сделать дома. Посмотрели? Для изготовления одного персонажа нам потребуется, откройте, пожалуйста, файлики, прямоугольник 18 на 16 сантиметров,
прямоугольник 6 на 15, прямоугольник 6 на 15 с прорезью, атласная лента, нитки, заготовки для лапок. Все нашли вот. Так, обворачиваем ложку с наклеенным лицом персонажа отрезком бесплотной салфетки, самой большой. Можете туда смотреть, по-моему, удобно. То есть голову прячем? Да. И вот тут затык. Голову не прячем. Голову один раз. Так, выворачиваем так, чтобы нитки остались внутри. И делаем разрез для ножек, примерно до середины. Не надо, да? Не говори. Так, там есть фиксируем ножки и выкладываем в них стопы. Тоже фиксируем ножками. А пластмасс, ножка, немножко остается?
отрезка, который поменьше прямоугольник. Фиксируем руки куклы и также фиксируем кисти нитками. Далее привязываем руки к туловищу, крест на шею. Одеваем на куклу жилетку и завязываем на пояс ленту. Вот такая должна получиться.
теперь такой вопрос. Как вы будете использовать эту куклу-ложку в образовательной деятельности, которая вам попалась? Наименование элементарных математических представлений. Цвет и счет. Различные животные у нас получились. Ключевое развитие. Ну, театр подразумевает развитие речи. Это обогащение словаря, активизация речи, словарный запас. На художественную литературу, словарь, показывать сказки с помощью кукол. Спасибо, коллеги, за ваши идеи. Спасибо за работу. Спасибо вам. Еще вопрос. Было ли вам трудно изготавливать куклу? Было ли трудно, как использовать ее на занятии? Нет. Как вы думаете, будет ли вашим воспитанникам интересно заниматься такими куклами? Конечно. Любая вещь, сделанная своими руками, она ближе ребенку, поэтому действительно ему интересно использовать ее не только в учебных целях, но и в игровых, конечно. Возьмете ли вы в свой методический багаж идеи мастер-класса? Обязательно. Спасибо. Спасибо за Спасибо большое, и Александр. Коллеги, члены жюри, вопросы какие-то? Илья Александровна, скажите, пожалуйста, как много у вас кукол вот такого плана в вашей группе? Достаточное количество. Мы, например, это делаем в виде проектов и вовлекаем сюда родителей. Вот хотим поставить какую-то сказку, например, «Теремок». Детям трудно еще вот завязывать нитками. И они вместе с родителями дома заготавливают вот одну куклу для показа театра. А где в группе они у вас живут, эти куклы? В театральном уголке. То есть, получается, у всех, у каждого ребенка есть как минимум 3 вот такие свои куколки, да? Они как-то называют имена, как-то вот мы наблюдали, вы играют они с ними. Да, дают имена. И они все равно живут в театральном уголке? Те куколки, которых они назвали своими? Да, они играют и уже ложат на свое место, где они должны быть. Ага. А еще, может быть, еще какие-то разновидности вы показали, получается, на ложке, да, на пластмассовой ложке? Но это на пластмассовой, а на деревянных ложках это заготовки труднее делать. Тогда материал нужен. И вовлекать туда нужно пар. Ага. А почему именно вот эти? Эти пластмассовые самый бюджетный вариант. Их можно, например, поели в столовой, взяли с собой, помыли и, пожалуйста. Рациональное использование. Да. Хорошо. Ну, еще что-нибудь нам расскажите про кукол-ложек, пожалуйста. Что-нибудь, может быть, из практики, из своей, как вот вы с ними действуете. Я вот все хочу спросить второй день, почему вы ведете речь только о занятиях? Вчера вы говорили о занятиях, сегодня о занятиях. Почему только о занятиях? В детском саду целый день же дети у нас находятся, да, живут вместе с вами? Почему только о занятиях? Ну и в режиме моментах это везде можно использовать. Помогают вам эти куклы? Помогают. Например, Спасибо. собрать куда-то, обращаясь от имени ГВ школы, собрать. Спасибо. Вопросы еще члены жюри? Скажите, пожалуйста, вот такая технология изготовления зайчика, да, из ложки, она для детей, то есть вы это делаете с детьми? Да, с подготовительной со старшей группы начинаем тоже делать детьми. Но с нитками у них это еще не очень-то получается. Поэтому, когда вот они обворачивают, а завязывать воспитатель помогает нитками. Некоторые могут, некоторых еще не получается. А вот этот обвяз нитками как способ, он обязателен в изготовлении вот такого зайчика? Или Да. можно как-то изменить это?
Или это принципиально нельзя изменить, вот так вот ножки надо обвязывать? Рабочий день. Как потом фиксировать? Без ниток нельзя никак. Можно вот такими узкими ленточками, ну, удобнее. Можно там на двухсторонний скотч, на, не знаю, там, на клей, в конце концов. Ну, если с обвязкой трудно, да? Ну, я так думаю. Хорошо. А потом вот они изготовили этих зайчиков. Они вот как бы, куда эти игрушки идут? Они играют с ними, да, немножко поиграли, поносили. А дальше что? Сразу в театральный уголок уносят или как? Театральный они знают, что они хранятся в театральном уголке. Например, на следующий день они захотели поиграть, а туда опять берут. А, то есть там они, да, складывают их, у них есть специально такое место, да, для того, чтобы они туда их складывали. Домой не забирают? Если кто попросит, даем и домой. Да. Хорошо. Спасибо большое. Коллеги, нет больше вопросов? Спасибо большое, Ленский Александр. Спасибо, коллеги, что вы поддерживаете, даже без предупреждения, да, наших участников. Спасибо большое. К мастер-классу готовится Екатерина Викторовна Петракова, воспитатель детского сада номер 12, Золотой петушок города Воркуты.
Мастер-класс показывает Екатерина Викторовна Петракова, город Воркута. Здравствуйте, уважаемые коллеги и дорогие уважаемые члены жюри. Тема моего мастер-класса – это игра без границ, поддержка детской инициативы и самостоятельности в свободной игровой деятельности детей дошкольного возраста. Сегодня я хотела бы поделиться с вами находками по поводу поддержки свободной детской игры. В стандарте дошкольного образования указывается, что одним из основных психолого-педагогических условий дошкольного образования является поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности. А так как ведущая деятельность дошкольного возраста – это игра, то чем выше уровень развития творческой инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и динамичное развитие личности. Свободная самодеятельная игра не имеет четкой цели. В ней никто не побеждает и не проигрывает. Она спонтанная и дает большой простор для воображения, творчества, инициативы и самостоятельности ребенка. Все это так, но насколько разнообразна игровая деятельность современных дошкольников? Сейчас мы сталкиваемся с отсутствием разновозрастного общения, нехваткой времени в режиме дня для свободной игры, невозможностью или нежеланием взрослого стать тем равноправным партнером по игре, который может обогатить игровой опыт и, как следствие, объединением содержания игры детей. Я столкнулась с тем, что дети в свободной игре часто не умеют развернуть интересный сюжет и используют стереотипные игровые действия. Часто сюжет затухает, как и интерес детей к нему. Я нашла отличный способ, позволяющий расширить игровые сюжеты, обеспечить разнообразие ролей, включить творчество и воображение детей, поддерживая при этом инициативу и самостоятельность детей. Хочу вас познакомить с моим пособием «Чемоданчик игр». Оно представляет собой коробку в виде небольшого чемодана, в котором находятся наборы кубиков и карточек. Пособие не является вариантом дидактической игры и не задает никаких рамок, а служит источником идей, которые могут стать отправной точкой для развития новых самодеятельных игр. Кубики обладают сменными картинками. Так, отдельные кубики могут предлагать детям необычные сюжеты, места, локации игры, игровые роли и многое другое. За основу можно взять любые кубики из прочного материала. Деревянные, пластиковые. Каждый кубик – это набор идей, которые могут быть использованы детьми в развитии игры на любом ее этапе. Например, кубик локаций предлагает места, в которых может разворачиваться сюжет игры. Города, моря, тропические острова или другие планеты. Каждая локация представлена ламинированным для сохранности изображением на одной из граней кубика. Также есть кубики персонажи, транспорт, волшебные предметы, неожиданный поворот, вносящий при желании детей непредвиденные изменения в ход сюжета игры. Изображения крепятся на двухсторонний скотч, что позволяет обеспечивать их сменность и замену. Несколько кубиков называются открытыми, потому что они не содержат заданных изображений и открыты для любых идей детей. Все их ламинированные грани белые, и они могут быть наполнены любым содержанием. Дети рисуют там любые изображения, как в начале игры,
так и стихийно по мере развития детской игры. На начальном этапе, когда дети еще затрудняются с выбором интересного всем сюжета игры, кубики могут раздвинуть границы детского воображения, сочетать несочетаемое и дать представление о настоящей свободе детской игры. Использование таких кубиков само по себе вызывает у детей радостные эмоции, потому что происходит игра в игре. Полученный результат обсуждается всеми детьми и позволяет избежать конфликтов при выборе сюжета и ролей. Другая моя наработка в этом пособии – это тематические карточки игр. Такая карточка является небольшой памяткой, позволяющей детям самостоятельно вспомнить или изучить возможные роли, действия персонажей и атрибуты игры. Такие карточки позволяют детям обогатить игровой сюжет без участия взрослого. Карточки я составляла на основе профориентационных игр, любимых мультфильмов и сказок детей. А впоследствии дети стали создавать собственные карточки по придуманным играм. Это позволяет им в процессе подготовки карточки обобщить представление о различных направлениях действительности, а иногда создать толчок к развитию, если дети решат, что им для новой игры нужны дополнительные знания или навыки. Я прошу поднять руку тех участников сегодняшнего мастер-класса, для кого является проблемой организация свободной игровой деятельности дошкольников. Поднимите руку. Есть такие в зале? Не стесняйтесь. Конечно же есть, потому что это сейчас самая, наверное, главная проблема. Давайте посмотрим, сколько рук у нас в зале. Не стесняйтесь, поднимите. Достаточно. Все эти люди заинтересованы вопросом свободной детской игры. Тогда всех заинтересованных участников я приглашаю в фокус-группу. Для этого мне нужно 6 участников. Выходите, пожалуйста. Не стесняйтесь, выходите. Вот этот свободный кубик, о котором я говорила. Для первой фокус-группы я предлагаю изготовить такие грани на свободный кубик игры, которые нам потом понадобятся. А для второй фокус-группы изготовить эти вспомогательные карточки. Приступайте, пожалуйста. Первая фокус-группа изготавливает картинки, да, для граней кубика. Их у нас 6. И это может быть любая свободная игра, которая предстоит для детей. То есть я предлагаю вам внутри себя оживить того ребенка, фантазия которого потом будет изображена на каждой грани этого кубика. Вторая фокус-группа у нас изготавливает тематическую карточку, как подсказка у вас есть образец. Вам нужна подсказка, девочка? Любая. Это ваша фантазия, да? Вот, например, вот такой. Пока фокус-группа работает над созданием новых вариантов пособий, давайте рассмотрим способы поддержки детей на различных этапах сюжетно-ролевой игры. На первом этапе происходит планирование и организация игры. С какими сложностями сталкиваются старшие дошкольники на этом этапе и как поддержать их инициативу и самостоятельность, помогая при этом обогатить разнообразие идей детей. Есть варианты? В своей практике я сталкивалась с такими проблемами. Однообразные типичные сюжеты, роли и игровые действия. Используются заученные ранее ролевые действия, часто на основе профориентационных игр. Проблема распределения ролей в выборе одного сюжета из всех предложенных детьми, сложность их создания ролевого образа, использование развивающей предметно-пространственной среды для создания игрового пространства.
Какие же могут быть пути решения? А пути решения – это такие: внесение педагогам предложений для обогащения сюжета, но при этом, к сожалению, теряется инициатива и самостоятельность решения детей. Наводящие вопросы детям, как вариант, предварительная работа, возможно, но должна следовать интересам детей. Включение педагога в игру в качестве равноправного партнера – это желательно и предпочтительно, и организация разновозрастного общения в игре. Другой важной проблемой является то, что дети испытывают сложности в создании ролевого образа, использовании развивающей предметно-пространственной среды. Для создания игрового пространства они привыкли к использованию специальных атрибутов и игрушек, например, посудки, инструментов, халат врача и тому подобные вещи. Предметы с изначально заданным функционалом ограничивают их фантазию в создании и развитии сюжета. Что же может предпринять педагог? Это, конечно же, внесение в предметно-пространственную среду тех предметов для пространственного моделирования игровой среды: коробки, пледы, подушки, ширмы, чехлы, маркеры пространства, передвижные стеллажи. Также внесение необычных предметов, взрослых предметов, светящихся предметов и других, которые способны пробудить интерес детей к их изучению и обыгрыванию, использованию в качестве предметов заместителей. Внесение в среду большого количества средств для творческого создания и обозначения игрового образа. Изобразительные средства, бумага, картон, скотч, скрепки, бусины, наклейки, бейджи, значки, а также заготовки, маски, короны, шляпы из картона и другие предметы. Во время игры может возникнуть потребность в таких атрибутах, которые нельзя бы было предусмотреть заранее. В таких случаях следует поддержать инициативу детей, помочь изготовить или заменить другими предметами необходимые атрибуты и тем самым поддержать интерес к игре. По моему мнению, среда не должна быть завершенной, застывшей, ее следует периодически преобразовывать, обновлять, стимулировать и творческую активность всех детей. Следующим этапом является непосредственно игровая деятельность по выбранному детьми сюжету. Давайте попробуем разрешить педагогическую ситуацию игровой деятельности детей. Дети решили поиграть в сюжетно-ролевую игру «Магазин». При этом один из детей вызвался быть продавцом, а остальные стали покупателями. Игровой сюжет не богат и мало интересен детям. И игра, в конце концов, затухает и становится неинтересной. Вы сталкивались с такими ситуациями? Что же мы можем для этого сделать? Есть варианты. Если бы на этапе организации ролевой игры дети воспользовались бы тематической карточкой, подобной ситуации бы не возникло. В карточке есть подсказки, с помощью которых можно обогащать и развивать игру дальше. Но как повлиять на ситуацию уже в процессе игры? Выход один. Необходимо обязательно включиться в игру в качестве партнера. Какие бы вы могли предложить варианты, коллеги? Есть варианты? А варианты такие. Можно выступить в роли покупателя, когда включаемся мы равноправным партнером в игру, своими действиями, словами, напоминаниями дети о разнообразии ролей и игровых действий в рамках их сюжета. Например, покупатель, желающий оставить благодарность за обслуживание в книге отзывов, или работник торгового зала, который вынес новый товар и объявляет о начале акции. Или продавец, предлагающий протестировать товар. Или уборщик, охранник, второй кассир. Вариантов много, и тогда сюжет разворачивается еще больше. Уверена, многие дети подхватят новые идеи, внесенные педагогом, и игра обретет второе дыхание. Хотела бы вам продемонстрировать кубик, который ребята придумали сами. Сложности, конечно, у них были тоже изначально с фантазией, но это было сделано руками детей. Каждую грань, продумав, они зарисовали, подписали самостоятельно, так как уже взрослые умеют писать и читать. И потом стал вопрос,
фантазия, также она развивается дальше. Когда мы выбираем море, они могут выбрать самостоятельно. Если они не сходятся на одной и той же теме, мы используем бросок кубика, и то, что выпадает, тогда у них разногласия пропадают. То есть случаем судьбы выпало море, и дальше работает их фантазия и воображение. Также можно поиграть. Этот кубик обозначает локацию, что они находятся в море, и сразу ассоциируют, во что же можно поиграть, очутившись на море. Сразу срабатывают идеи быть моряками, например, или какими-то морскими животными, учеными, которые их изучают, и многое другое. Если вдруг выпадает космос у них, они, естественно, дальше развивают свою фантазию и предлагают игры, которые бы можно было осуществить в этой локации, стать космонавтами, инопланетянами. И в игре еще как можно играть в открытом космосе, на чем туда можно отправиться. Для того, чтобы это выяснить, на чем туда отправиться, они либо предлагают свои варианты, либо у них есть вспомогательный кубик, на котором тоже изображены такие средства, которые, транспорт называется кубик. То есть, если у них выпал кубик на крылья, они все летят в космос на крыльях. Если выпал ковер-самолет, что часто бывает, у них море счастья, и они отправляются на ковре-самолете. Также происходит с лесом, они обыгрывают лесных зверей, лесные какие-то ситуации лесника, дровосека, любые сказки можно обыграть в лесу, ведь сюжеты любых сказок в основном разворачиваются в лесу. Если выпадает город, то здесь ассоциации в основном сходятся к профориентационным играм, то есть это почта, магазин, банки и такие игры. Если попадают в волшебный мир, здесь фантазия растет в разы больше, потому что волшебный мир у каждого ребенка свой. У кого-то это радужный, у кого-то он очень насыщен цветами и единорогами, поэтому каждый уже предлагает свою какой-то вариант, а уже ребята хотят соглашаться, хотят нет. И время, когда столкнулись со временем, у них немножко было затруднение. Как же изобразить на кубике эту грань? Потому что в обсуждениях они могли сказать, что они хотят отправиться в будущее или в прошлое. Но чтобы туда отправиться время, как же его изобразить, что же делать? И потом они решили, чтобы кратко и понятно это было, один из ребят предложил нарисовать часы, и нарисовали они здесь и обычные часы, и песочные часы, и отправлялись либо в прошлое, либо в будущее, настоящее. Дети могли переноситься как на пару часов, так и на несколько веков, туда и обратно. Им было это очень интересно. Открывали новые миры с помощью этой локации, переносились в эпоху динозавров. Часто эти идеи ребят, новых игр, захватывали детей на долгое время. Было от одного дня до нескольких недель. И благодаря вот этим кубикам у них был толчок для новых каких-то идей, поисков, знаний. Важно было вовремя включиться и поддержать инициативу ребят, даже в том, чтобы обогатить их знания. Фокус-группы наши готовы? Подскажите, пожалуйста, первая фокус-группа. Вы работали над кубиком. Готов ваш кубик? Подскажите, возникли ли у вас какие-то трудности, сложности в процессе работы над кубиком? В чем была трудность? Мы же игру, получается, мы рисуем идею для сюжетно-ролевой игры. То есть она исходит от фантазии ребенка, правильно? Вот и у ребят очень часто возникают такие трудности, но потом они приходят, и иногда, когда включается педагог, у них эти трудности проходят. Второй фокус группе предстояло нарисовать карточку. Скажите, были какие-то трудности? Все получилось? Сколько персонажей вы включили в эту игру? Много. Много. Скажите, это будет интересно ребятам? Сможет в дальнейшем фантазию развить с помощью этой карточки ребенок? Замечательно.
Я думаю, что главный вопрос, нужно ли учить детей. Есть такой вопрос у вас, скажите? Он является главным, нужно ли учить детей играть или нет? Сами вы так думаете? А я думаю, все-таки все равно нужно учить детей играть. Безусловно, нужно. Но это нужно сделать таким способом, чтобы они это приняли и поняли. То есть созданием условий для создания детьми собственного игрового мира, собственным включением в игру на равных правах и маленькими подсказками, которые могут обогатить игру детей и развернуть их идеи. Именно моделирование игры по выбору ребенка, его сценарию способствует развитию творческих способностей, будет фантазию, активность действий. Я благодарю всех участников мастер-класса и особенно всех активных. И мое пожелание всем присутствующим: найдите внутри себя того ребенка и играйте вместе со своими детьми радостно. Спасибо за внимание. Спасибо, Екатерина Викторовна. Пожалуйста, вопросы от членов жюри. Екатерина Викторовна, скажите, пожалуйста, как ваше пособие обогащает опыт детей в той или иной игре? Ну, или как бы не в той или иной игре, а опыт детей для того, чтобы играть в определенную игру с определенной темой и так далее. Это пособие является идеей для самостоятельной игровой деятельности. А вы думаете, идеи у детей не возникают? Со временем возникают, но для начала все равно им нужна помощь. Им для начала нужен опыт. Вот я соглашусь, если у детей нет опыта того, представления о том, кто такой космонавт, чем он занимается, зачем это ему надо и так далее. Когда мы ему об этом расскажем, покажем, дадим потрогать, испытать и так далее, у детей возникнет желание играть. Да, я с вами согласна. Но вот теперь мне поясните, вот ваше пособие и игра, это вот как бы как-то, вот для меня это не связанные вещи. Вот они для меня остались не связанными вообще. Пособие это помогает им немножко развить фантазию, все равно на каком-то этапе. Фантазию развивает опыт детей. То есть тот, который они накапливают в своем сознании, в своем понимании, преломляет через свою сущность, взглядов, мнений и так далее. А то, что вы задаете некую схему. Эта схема была бы интересна, например, для обучения детей пересказыванию. Потому что там нужна строгая последовательность начала, середины и конца рассказа. И вы как раз вот через эти кубики можете задавать, да, рисуя на грани, да, определенную картину, чтобы у ребенка была некая подсказка. Но это опять же вариант там, карт, да, то есть, вот, который используется в методике речевого развития. То есть, но никак не свободная игра детей. Вот не убедили меня, вот совершенно не убедили, что ваше пособие дает возможность организовывать или детям самостоятельно организовывать свободную игру. Они их используют не постоянно, то есть они хотят используют, хотят нет. Но когда у них какие-то трудности происходят, они используют не один кубик, там разные локации. Допустим, один кубик обозначает, куда они могут отправиться и с помощью чего. И дальше уже развивается, так же вот как у нас было. Мы все это говорили, мы все это слышали. Я просто хочу сказать, что это никак не связано со свободной игрой ребенка, которая возникает вообще по ходу самой игры. И сам ребенок в начале игры не знает, чем это все закончится. Зачем ему давать вот эти какие-то подсказки, толчки в виде грани вашего кубика? Не понимаю. Вот. И зачем это делать во время игры, когда ребенок уже развивает ее? Он строит сюжет. То есть и тут вы в отрыв делаете, да, то есть с помощью там кубика или как. Я вот не понимаю вот самой технологии, вот вы ее как бы не донесли. Технология в том, что когда они, этот чемоданчик в доступе у детей, и они выбирают и начинают играть. И когда, используя эти кубики, у них тогда развивается самодеятельная игра на основе вот этих вот кубиков. Они выбирают себе. Для зачина, ну ладно, оставьте для зачина, но мне кажется, зачин будет возникать у детей в игре тогда, когда они будут иметь определенное знание в той или иной сфере, в той или иной профессиональной деятельности человека и так далее. Это удобно даже для чтобы не создавалась конфликтная ситуация. То есть они тогда приходят к какому-то общему мнению.
И тогда развивается игра. По конфликтологии, конечно, другие моменты нужно использовать. Спасибо. Еще вопросы какие? Вы знаете, я просто хочу высказать свое мнение. Ну, как наглядное средство, как бы, имеет место на существование, да, то есть у нас любые наглядные средства в качестве опоры, там, варианты модели и так далее. Но вы знаете, я о чем задумалась? Вот если мы говорим о том, что мы используем это, например, ну, фантазию берем, это правильно или нет, другая немножко сфера. Вот если мы возьмем, например, этот кубик в качестве такого подсказки сюжета, что ли, да, просто сюжет, ну, в основном, то вот вы представляете, вот они каждый день открывают этот чемоданчик. То есть тогда каждый день, ну, к примеру, да, там должно быть что-то новое. А у них для этого есть свобода. Тогда, нет, в вашем чемоданчике, представляете, сколько у вас должно быть кубиков, сколько у вас должно быть карточек, для того, чтобы да, каждый день, а иначе, да, вот всеми этими опорами, да, мы наоборот не расширяем сюжет, чтобы надо делать, да, вообще-то по большому счету, потому что сюжеты мы не можем предсказать, какой сюжет будет в игре у ребенка, да, а наоборот сужаем. То есть для того, чтобы его расширить, опор должно быть огромное многообразие. То есть это вот просто даже сложно, да, вот в этом плане даже подумать, сколько это должно быть. То есть вот я в этом. А в качестве того, что, например, вот такой кубик, ну, бросили они, как в игре бродилки, да, посмотрели, там какая-то елочка появилась. Ну, может быть, в качестве опоры можно согласиться. Сюжета, но не фантазии, конечно. Вот, поэтому, не знаю, есть над чем подумать здесь. Хорошо, спасибо. Екатерина Викторовна, скажите, пожалуйста, вы кого из современных авторов по игре вообще читали? Но я вообще опиралась на Светлану Леонидовну в большей степени, и у нее очень большой опыт из современных. Современные это 80-е годы 20 века. Мы живем с вами в 21 веке. Дело в том, что у Светланы Леонидовны Новоселовой есть прекрасная ученица Екатерина Вячеславовна Трифонова. Мы с ней сотрудничаем. И, ну, я, наверное, сейчас скажу все-таки то, о чем все думают. То, что вы представляли, оно вообще противоречит даже концепции самодеятельной игры ребенка. Просто почитайте Екатерину Вячеславовну Трифонову. Можем только вам помочь в том, что и сейчас в данный момент у нее тоже проходит авторский курс у нас, мы с ней сотрудничаем. Поэтому вы просто поймете, может быть, для себя, как бы не наша задача сейчас вам объяснять, просто вот принципиальная научная позиция. Вы немножко не на том пути. Вот все, что вы делаете, оно может быть хорошо, но оно не связано ни с самодеятельной игрой, ни со свободной игрой ребенка. Знаете почему? По одной простой причине, что свободная игра, самодеятельная игра, она принадлежит ребенку самому. И взрослый не имеет права ни планировать ее, ни подкидывать вот какие-то там сюжеты, карточки и так далее, и так далее. Поэтому это у вас дидактика, она помогает, она научает. И если вы пообщаетесь с Екатериной Вячеславовной, она так и говорит, что она не против вот таких вещей, но это, знаете, на самом-самом таком вот первоначальном, может быть, уровне, но это не уровень свободной, самодеятельной игры. Поэтому мы вам искренне желаем просто разобраться в этих вопросах, тем более есть кого почитать из наших отечественных современников. И сейчас столько проходит конференции по свободной игре. Люди просто обсуждают. Сейчас даже будете удивлены, сейчас есть уже создан в этом году, в 2021 году, международный инструмент, российский, прошу прощения, инструмент по оценке детской игры психологами нашими, ведущими. И это вообще такое направление, оно очень интересное. Поэтому вот все фотографии, которые у вас здесь, фотографии замечательные, отличные, но они противоречат тому, о чем вы говорили. Поэтому мы вам просто желаем, чтобы действительно вы поняли, приняли, да, уважили именно замысел. Вот знаете, поддержать детский замысел, это дорогого стоит. Вот вам надо на это ориентироваться. А это оставьте, пусть оно лежит у вас в среде. Вернутся они, ну, понадобится. И вы знаете, как вот я вас еще очень хорошо в чем понимаю. Ну, потому что мы немножко за рамками конкурса еще с вами, да, встречались. Вот, в чем хорошо понимаю? В том, что вы немножко пока вот только на пути движения к тому, чтобы предоставить свободу детям.
Вот только-только вы еще идете, а свобода это самая большая, такая большая степень ответственности, которая принадлежит каждому человеку. Поэтому не бойтесь, вы просто не бойтесь. Взрослый не обязан занимать лидирующие, солирующие позиции в детской группе. Сегодня немножко не то. Хорошо? Да, конечно, спасибо за пожелание. Спасибо. Есть еще вопросы? Спасибо большое. Спасибо большое. К мастер-классу готовится Анна Николаевна Елькина, воспитатель детского сада номер 11 города Печоры. Там можно прикрыть, если нужно. Нет, может, нет, там просто что. У вас не готово. Вы готовы? Мастер-класс показывает Анна Николаевна Елькина, детский сад 11 города Печоры. Добрый день, уважаемые коллеги. Тема моего мастер-класса – творческая мастерская как новая форма взаимодействия с детьми. Вчера мне задали вопрос, чем меня научили мои наставники. И я ответила, мои наставники научили меня прежде всего ничего не бояться. Не бояться трудностей. Уважаемые коллеги, до вчерашнего вечера у меня был совершенно другой мастер-класс, совершенно другой подготовленный мастер-класс. Но после вчерашнего выступления я поняла, что тема творческой мастерской была слишком громко заявлена мною. Да, конечно, я создала условия для детей. У них была самостоятельная деятельность. Они получали свой продукт. Мы организовывали разные выставки. С готовым продуктом они могли уйти домой, могли оставить в группе, могли оставить на подоконниках, использовать их в течение дня, могли использовать на следующий день. С материалами нашей мастерской мы также ходили в другие группы. Вот, например, в одну из групп мы ходили в подготовительную группу, где дети с удовольствием взаимодействуют с этими материалами. После вчерашнего выступления я поняла, если мы будем говорить о творческой мастерской, то там, скорее всего, мастерят. Означает, что все-таки должен быть мастер. Я проанализировала деятельность мастерской, проанализировала деятельность этой мастерской детей и поняла, что в принципе мастерами могут быть наши дети. Да, конечно, у меня они еще не совсем большие, но все-таки уже с маленьким жизненным опытом и могут друг друга чему-то научить. В роли мастера могут и быть братья и сестры,
Например, в моей группе есть дети, у которых есть брат и сестра, старше, подготовительной группе есть, которые в школе ходят, их братья и сестры. Мы можем их также пригласить себе в группу, в свою мастерскую. В роли мастера, конечно же, могут быть наши педагоги. То есть педагоги те, у кого есть какие-то особенные таланты. И, например, в нашем детском саду есть такие педагоги. Один, например, педагог у нас мастерит замечательные куклы, рисует картины шерстью. Мой наставник Мария Степановна рисует картины из шелка. Я надеюсь, что когда я вернусь, наверное, вот эту идею, эту задачу, я попробую ее решить и приглашу наших педагогов к себе в группу, к нашим детям. Я надеюсь, они мне не откажут. И, конечно же, в роли мастеров могут выступать и родители. Дети могут звать родителей. Конечно, вот эта тема, она мне более близка с родителями, потому что я уже такой небольшой опыт имею взаимодействия с родителями. Ко мне родители приходят в группу, мы спокойно общаемся, мы приглашаем их, не знаю, как правильно назвать, на час, на вечерний час, бывает вечером, бывает утром, как мы по договоренности вместе с родителями приходят, мы играем, мастерим, строим, мы рисовали вместе и выставки вместе устраивали. Вот тогда, наверное, вот при созданных условиях можно было бы и говорить о наличии у нас созданной творческой мастерской. Мне сейчас нелегко. Это, наверное, приходит мое переосмысление, ответ на многие вопросы, которые, конечно, возникали у меня в течение всего этого времени. И я сейчас обращаюсь к вам за помощью. Мы все здесь профессионалы, мы все здесь творческие личности. Я сейчас приглашаю 4 отважных, не побоюсь, 4 отважных творческих педагога. Пожалуйста, проходите ко мне. Давайте поактивнее немножечко будем. Можно больше? Уважаемые коллеги, вы попробуйте выступить в роли мастера в импровизированной мастерской. Это, конечно, не все то, что у меня есть в группе. Ну, вот что есть. Сейчас что я привезла для вас. Подумайте, чему мастер может научить ребенка. Создание картин с природным Вы пока будете думать, можете разделиться на группы, а я, уважаемые коллеги, покажу для вас видео, как дети взаимодействуют с этим материалом. Это самостоятельная игра, которую придумали дети, назвали сами. Вот дети придумали, как раскатывать детство. Придумали музыкальные инструменты. Нам выполнять работу или мы просто пока Это подготовительная группа, мы ходили к ним. Музыкальная корзинка. Корабль пользовался спросом. Деревянная открытка. Да, вот необычная открытка. Это пирожное было сделано для меня.
Вот и все вот принять свои игрушки и посуд. Уважаемые коллеги, сейчас вы видели видео, как дети придумывают свои игры, игрушки, играют в свою деятельность, придумывают свои правила. Вот это и есть мир, созданный ребенком, где они придумывают также свои правила. А моя задача как педагога — поддержать эту инициативу. А самое главное, я считаю, что нужно создать условия для ребенка. Вы видели, что у детей раннего возраста получили свои продукты. Ответьте, пожалуйста, коллеги, на вопрос, можем ли мы назвать этих детей мастерами? Совершенно правильно. А теперь мы обращаемся к нашим мастерам-коллегам. Что у нас получилось? Ну, значит, да, может быть, кто-то уже готов? Ну, я, наверное, все-таки думаю, что мы отталкиваемся, наверное, от детей. Я, насколько знаю, девочки, они очень любят во что-то наряжаться, что-то на себя обязательно надеть, чтобы оно и украшать как бы себя, красоту показать. То есть это можно быть какие-то маленькие браслетики, да, то есть это можно опять-таки научить, как создавать эти браслеты. Из подручного материала, чтобы было менее затрачено времени, мало использования, опять-таки, объема материала, и при этом, потому что у детей быстро пропадает интерес, чтобы это было все сделано быстро, и тут же его можно было использовать в действии. Тоже потом у нас появляется тут же идея, опять-таки, как использовать, можно вот видите, да, для театрализации. То есть я начала делать кого, как вы думаете, кто это? Кто это? Ну, птичка, да. Птичка. Если я добавлю вот уже сверху какой-то хохолочек, то уже он высвечивается нам, кто же цыпленочек, да? Тут же можно добавить глазки, опять-таки ребенку можно задать вопрос, как сделать вот в этом внутри круга глаз, чтобы он был виден глаз, то есть опять проблемный вопрос. Вот. Я создала объем, а дальше мы с детьми можем додумывать. Вернее, не я как мастер-ребенок, а с другими детьми я могу, чтобы они догадались, как же можно сделать глаз. Подскажите, как можно сделать глаз, чтобы он был виден внутри круга? Повесить на веревочку или на скотч, да, опять-таки выставить на веревочку, скотч, или на какую-то вот перевязать, и пускай он даже будет этот глаз еще интереснее, все будет двигаться. Ну, как-то вот так. Ну, у меня тоже, как бы, поделки, получается, можно сделать, немножко не приклеивать на двухсторонний скотч. Для детей можно не клей, например, момент, а лучше всего использовать пластилин. Он хорошо и присоединит. Тут у меня как бы задумка была как птичка, ну, крылышки я вот еле держу, они падают. Да. Можно было вот это все сделать на пластилин, можно сделать муравьишку, вот из тех же, например, только скорлупок. И также на пластилин добавить ножки подкладки и использовать или просто как фигурки, или в полной композиции, может там муравейник, или где-то в лесу какую-то картину, вот, на, просто не держит. Да, ну, если пластилин туда добавляют, да, ну, оно будет хорошо держаться. А потом разбираем. Также, конечно, можно сделать сделанное красиво. По новому прочтению, да, которое начала, дети могут дальше сами дополнить, да, по новому. Можно коллективно. А я предлагаю сделать музыкальный инструмент. Продолжить, и будет очень интересно. Или можно еще сделать какое-нибудь украшение, браслет, например, в одном материале. Уважаемые коллеги, огромное вам спасибо. Вы можете забрать свой продукт себе на память. Можно дополнить, если есть желание. Спасибо огромное. Можно показать нам.
Спасибо большое. Уважаемые коллеги, у меня начинается новый этап в моей жизни. Я в предвкушении того, когда приеду в свой маленький город Печорах к своим любимым детям, и мы создадим теперь уже другую, настоящую творческую мастерскую. Спасибо вам за идею, которую вы мне подсказали. Спасибо большое, Анна Николаевна. Пожалуйста, вопросы членов жюри. Скажите, пожалуйста, чем обусловлен выбор натуральных материалов, синтетических, и как это можно соединить, композицию создать и так далее? Ну, на мой взгляд, это некая эклектика такая получается, но, может быть, у вас свое объяснение этому есть. Спасибо за вопрос. У нас в мастерской много различных материалов, не только натуральных. У нас есть и губки, и воронки, и трубы, и коробки твердых, конечно, картон, это естественно дерево. И ребята соединяют это вместе, может быть, какие-то композиции, также у нас они используют клей, добавляют сюда и добавляют какую-то композицию, скотчем пользуются, двусторонним скотчем. То есть это приемлемо. Приемлемо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а вы наблюдали, какие материалы любимы детьми? Да? Какое-то наблюдение вы проводите? Вот, к чему больше тянется ребенок вашей группы? Вообще дети любят очень, если честно, сыпучие материалы. Вот с ними прям вот везде, и на спилах, и у нас получается и в шишки, и даже берут, если у нас есть пластмассовые какие-то контейнеры, они туда насыпают и воду, и очень любят пуговицы. То есть они туда, вот даже мальчик у нас очень сильно любит машины, на занятиях не очень, ему всегда интересно было раньше. А сейчас он берет и погружает свой, например, самосвал и изучает там пуговицы, добавляет воду и так далее. Очень интересно, конечно, что природные материалы используются. Ну, я бы еще вот... Но это приносят многие родители, вообще родители подтолкнули на такую тему. А вот что-то вот более, скажем так, высокохудожественное вы используете? У меня вот как-то всегда тянется к природному материалу что-то именно вот с художественно-эстетической точки зрения сделать, ну, я не знаю, еще более эстетичное, что ли. Как-то он призывает нас к этому природный-то материал. Хочется всю группу, если честно, сделать вот такую эстетическую, чтобы она вся такая была, как эко. А вот какие цвета больше предпочитают, натуральные или яркие? Вот мое мнение, что девочки явно выбирают яркие цвета, скотч и так далее. То есть они все же при подаче материала природного. Сухоцветы очень хорошо идут. Там, видимо, все равно цвета они представляют. Могут разукрасить, они раскрашивают красками. Интересно у них такой прием, они начали клеить угла, выкладывают его и раскрашивают потом гуашью. Он засыхает, и им вот это нравится. Вот именно вот с клеем. Мы не успеваем просто его приобретать. А вот в природе, когда детки выходят, вот у вас, например, гулять или когда сами куда-то выезжают на природу, они потом проводят вот какие-то параллели? Вот это вот я видела, у вас с этим работали. К сожалению, пока вот у нас этого нет, но это у меня в задумках. У нас в первую очередь сейчас стоит с родителями также продолжить на улице, потому что еще был снег, и мы не могли, мы перешли в другую группу, и мы еще не делали участков. А сейчас у нас есть уже задумки, я скидываю также фотографии родителям, они со мной соглашаются, у нас есть родители очень активные, у нас есть папа плотник, который сказал, что обязательно поможет. У нас есть вот такие, вот они сами проявляют инициативу, приходят, и мы в выходные с ними даже бывает, приходим и что-то делаем для группы. Спасибо. Спасибо.
Анна Николаевна, значит, скажите, пожалуйста, вот вы стали говорить о том, что вы что-то там переосмыслили, к чему-то пришли за ночь, да? А что вы изначально хотели показать на сегодняшнем мероприятии? Вы же сказали, что изначально у вас было что-то другое подготовлено, но вот вы за ночь переосмыслили и вот решили принести то, что вы принесли. Может быть, примерно, конечно, то же самое, но преподнести просто все это хотелось не так, как на педагогической находке я заявила это ярко, что это творческая мастерская, я убеждением это сказала. Замечаниями вашими я поняла, что я слишком завысила свой план с творческой мастерской. Видите, как по-разному, да, мы все воспринимаем. Вот по-разному, потому что надо многие вещи проговаривать на понимание, мироощущение. Вот когда я говорила про творческую мастерскую, я вообще не это имела в виду, честно говоря. Вот, да, мы друг друга неправильно поняли, сейчас смысла нет об этом говорить, но я имела в виду, да, хорошо, я добавлю тогда слово, я вообще имела в виду столярную мастерскую, честно говоря. Потому что много дерева, да, и из этого деревянного что-то, там плашечек каких-то, что-то можно такое интересное постолярить. Мы об этом подумали. Да. Но я абсолютно не имела в виду, что давать детям природный материал для изготовления каких-то поделок, там еще что-то. Когда, тем более, смотрите, вот у вас здесь опять, это потому что уровень понимания, да? Вот смотрите, есть искусственные материалы, вот на столе у вас, согласитесь, и есть природные материалы, да, то есть натуральный материал. Вот искусственное с натуральным, как оно сочетается? Мы же все исследуем, мы пробуем, мы смотрим. Я наблюдаю за детьми. Чем они пользуются? Мы достали, они стали пользоваться. А двусторонний скотч у нас идет просто на ура. Они вот приклеивают, как понос сделали коллега. Ну, это что-то к чему-то присоединить, да, то есть если это натуральный материал, наверное, может быть, процессы скрепления тоже должны быть продуманы как-то все-таки из натуральных материалов. Вот, это первое. И второе, творческая мастерская, если для педагогов, тогда хорошо, дайте какие-то рекомендации, как можно это использовать. Пусть не то, что вы сейчас принесли, то, что у вас сделано вот в среде, вы все посмотрели ролик. Это как бы нужно так делать, не нужно, зачем, для чего, как, вот немножко, может быть, прокомментируйте. Легче так работать педагогу или не легче. Немножко хотя бы в этом тогда ключе разверните какую-то мысль с вами, пожалуйста. Ну, в творческой мастерской, как я уже сейчас сказала, мы хотим призывать также родителей, как мастеров, чтобы они пришли. Вот как вы сказали, вот у нас папа есть плотник, вот я хочу, чтобы он пришел к нам, и может мы правда какую-то сделаем такую мастерскую столярную. Как у нас на что-то тоже натолкнет. Педагоги, буду звать педагогов, которые какие-то есть особенные таланты. Может быть, старшего возраста детей, которые будут приходить и показывать. Мне кажется, это все очень замечательно. Все, такая вот одна из новых форм обучения детей. Ну, не обучение, наверное, совместной деятельности какой-то. Я бы вам рекомендовала не зацикливаться вот на этих двух словах «творческая мастерская». Это такое условное название. Условное название всего того, что происходит в вашей группе, и творить можно абсолютно по-разному. Ну, то есть, как бы, вот вы не зацикливайтесь, буквально все не воспринимайте. И я думаю, что вы с коллегой еще, естественно, будете обсуждать, и я понимаю, что вы среду делаете, вы ее создаете, вы насыщаете, дети в этой среде действуют. Это как бы линия, она была понятна еще со вчерашнего дня. Ну, я не знаю даже, как отнестись вот к всему тому, что я увидела в рамках именно мастер-класса. У нас в пилах есть вот дырочки, и дети... То есть, если честно, подготовительная группа как-то вот их не соединяла. А младшая группа, наоборот, даже параллельно младшей группе, я сходила, и мы поиграли, они также начали их соединять. Они соединяли как матрешка, делали машинки, есть маленькие спилы, просто я не все принесла сюда. Спасибо. Можно вас, Анна Николаевна? Ладно, подойдите, пожалуйста, к столу. Уберите руки свои. Подойдите к нему. К муху подойдите. Попробуйте мух. Что вы ощущаете? Слово скажите. Еще? Ну, что вы? Вот он.
Так. А теперь вот этот спил возьмите. Что он ощущает? Деревянный, твердый. Ну что, чувственность какая у вас на нем? Но мне он приятный на ощупь. Совершенно правильно. Вот, объекты, ну, любой, да, еще можно продолжить. Но вы мысли, наверное, понимаете, да, что это все ценность природы, и прежде всего, да, конечно же, мы должны детям это довести, что они хрупкие, да, поэтому не потому, что с ним так тяжело работать нам будет, да, а потому что он хрупкий на самом, то есть он сам по себе хрупкий. То есть его ценность должна быть выражена. То же самое всего касается, все, что вы в руки возьмете из природных объектов, оно имеет такую ценность, потому что это природная ценность, несмотря на то, что это, возможно, уже бросовый материал. Как мы понимаем, ничего не бросового в этом мире, да? Все имеет свою материю. Поэтому это первое, наверное, что нужно. Поэтому красить спилы. Ну, надо где-то сами придумать. Ну, есть дети, а взрослый, он для того, чтобы вот эту ценность, наверное, природы, да, сформировать. Потому что самое важное, это то, что мы живем на нашей прекрасной планете, и то, что нас окружает, это неизмеримо ценно. Поэтому, наверное, это первое, что нужно сделать. А потом уже можно сказать, что раз так случилось, что у нас все это появилось, да, то, может быть, мы что-то из этого можем еще раз сделать. И получается, что этот круг, да, ценностей, он не уходит, а наоборот появляется в новом его формации. Да? То есть у ребенка возникает понятие о том, что это не просто, как мы говорим, бросовый материал. Такого понятия вообще мы не можем употреблять сегодня. Да? То есть это материал природный, он ценный, и поэтому он вновь появляется, и он вновь нам служит, только уже на другом витке своего. Дети да. у меня, конечно, даже за коробки. Если я коробку куда-то выношу, у нас стоит огромная большая коробка, типа холодильника, где в одной они разрезали, ну как бы они сами начали убирать, там они играют в лодку и так далее. Если я вдруг просто переношу ее, если она мешает, ну, например, в приемную вынесла для какой-то деятельности, они сразу куда-то понесла коробку. Вот смотрите, вы произведение искусства из природного материала видели? Да? Их делают мастера, и они четко знают, как нужно сделать произведение искусства из природного материала. Поэтому если мы должны понимать, что мы даем детям. Если это моделирование нового какого-то, да, нового объекта так называемого, это одно, да, возможно, это имеет место быть, это красиво. То есть сено, вот лежит сено, мы из него сделали коровку, замечательно, она интересная, да, она такая, но это другой аспект несколько, да, вы меня поймите правильно. А если мы покрасили спил красной краской, и что это нам дает? Поэтому вы, пожалуйста, на это тоже внимание обратите, да, потому что все-таки работа с природным материалом – это очень сложная и тонкая работа. С детьми тем более. Одно дело, когда там манипуляции дети делают, да, но ведь ничто не проходит через детей бесследно, да, то есть если они камешки раскладывают, значит, они что-то там чувствуют, да, и они могут точно отличить пластмассу от камня, именно потому что они это чувствуют. Ну, вот такая как бы полемика, может быть, если у нас развернулась. Коллеги, еще вопросы какие-то есть? Все, спасибо большое, Анна. К мастер-классу готовится Ирина Леонидовна Хомутникова, музыкальный руководитель детского сада номер 1 Троицко-Печорск.
Мастер-класс показывает Хомутинникова Ирина Леонидовна, Троицко-Печорск. Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада приветствовать вас на нашем мастер-классе. И тема моего мероприятия – использование оргтехнологий в речевом развитии дошкольников. Начать свое выступление я хотела бы со слов великого немецкого историка Карла Юлиуса Вебера. Музыка – всеобщая человеческая речь. Взаимосвязь речи и музыкального искусства рассматривается многими научными деятелями. В педагогике эта взаимосвязь основывается на создании различных концепций на основе интеграции музыки и речи. Однако потребность в поиске новых оригинальных форм и методов еще далеко не удовлетворена. Что касается общности параметров речи и музыки, то она очевидна. Остановимся подробнее на некоторых взаимосвязях. Вся наша жизнь состоит из ритмической последовательности рассветов и закатов, дней, лет, столетий. Дыхание, сердцебиение. Вся жизнедеятельность человека регулируется ритмическими законами. Ритмизированная речь занимает важное место в концепции Карла Орфа. Тексты песен и стихов могут сопровождаться соответствующими ритмизированными жестами. Если чувство ритма несовершенно, у ребенка слабо развита речь. Она невыразительна, либо слабо интонирована. Сейчас я хочу предложить вам сыграть в ритмическую игру, которая называется «Тутти-фрутти». Повторяйте, пожалуйста, за мной. Тутти, фрутти, тили-тили-ти, ти-ти. Повторим все вместе. Тутти, фрутти, тили-тили-ти, ти-ти. А дальше развивается наше творчество. Тутти-фрутти значит мы говорим о фруктах. Я придумываю два фрукта и соединяю его с движениями, тоже, которые я сама придумала. Яблоко, абрикос. Повторяем со мной. Яблоко, абрикос. А дальше вы уже придумываете, и мы повторяем потом за вами. Кто-нибудь придумал? Давайте я еще раз. Киви, мандарин. Повторяем. Киви, мандарин. Давайте. Ананас. Тоже неплохо. Кто-нибудь еще? Ну, хорошо, об этом вы подумайте дома, но хочу вам предложить еще вот такую идею. Эту игру можно связать не только с фруктами, можно и... Вот вы проходили сегодня, допустим, в Познании птиц. Можно эту игру переделать на птиц. Допустим, птицы, дрицы, тили-тили-ти, цицы. И дальше чижик. Не пыжик, пыжик нет такой птицы. Чижик, ворона, ну и так далее. На посуду и на все темы, которые вы проходите в своей обычной детской деятельности образовательной. В вопросе взаимосвязи музыки и речи нельзя обойти такой... Ой, извините. Нельзя обойти стороной такой компонент, как интонация. На слайде для вас представлены компоненты интонации речи и музыки, и глядя на них, вы видите, что практически все они совпадают, лишь два немножко отличаются. Музыкальная интонация представляет собой некое обобщение, несущее в себе некую музыкальную информацию. В ней кроется выразительность музыкальной темы. В отличие от музыкальной, речевая интонация вносит дополнительный эмоциональный смысл высказывания речевое. Подчас настолько изменяет этот смысл, что он начинает противоречить словам. Тем не менее, функции музыкальной интонации весьма близки к функциям, выполняемым речевой интонацией. И сейчас я приглашаю сюда свою фокус-группу, пожалуйста. Мы с вами сыграем в игру из технологии Карла Орфа, которая называется «Кто взял ключи от буфета».
интонационная игра. Да, присаживайтесь, пожалуйста. Дети, играя в эту игру, обычно садятся на ковер по-турецки. Еще, пожалуйста, кто-нибудь. Садимся так, чтобы наши руки могли стать наши колени соседа. Я начну, а вы потом подхватите, хорошо? Кто взял ключи от буфета, в котором на полке лежали конфеты? Теперь говорим на месте, но с интонацией. Кто взял ключи от буфета, в котором на полке лежали конфеты? Я начну. Инна взяла. Вы спрашиваете, кто я? Кто я? Мы все вместе говорим, да, ты. Вы говорите, я не брала. Я не брала. Мы ее спрашиваем, а кто? И вы дальше передаете. Ирина. Ирина взяла, да? Да. Ирина взяла, скажите так. Ирина взяла. Теперь вы спрашиваете, кто? Я. Мы говорим, да, ты. А вы делаете, когда вы говорите, я не брала. А мы спрашиваем, а кто? Анна взяла. Спрашиваешь, кто? Я? Да, ты. Я не брала. А кто? Ольга Взяла. Кто? Я? Да, ты. Я не брала. А кто? Ирина. Ирина взяла. Ирина взяла. Ну, всем понятно, да? Смысл этой игры. Теперь, пожалуйста, возьмите стул и проходите к столам. Можно быть сидеть. А это как вы захотите. Хотите сидеть, хотите сидеть. Давайте окунемся в историю первобытного общества. С помощью чего, скажите, пожалуйста, общались люди первобытного общества? Жесты, да? Первоначально жесты. Правильно, речь как форма общения появилась гораздо позже. Люди изъяснялись с помощью своего тела. Далее, с появлением промыслов, жесты и моторика людей развивалась, и их речь становилась более образной и яркой. Так, да? Мы уже говорили о звучащих жестах, которых масса присутствует в технологии Орфа. На занятиях с элементами орфпедагогики большое внимание уделяется развитию общей моторики. Дети учатся с помощью тела. Особое внимание уделяется звучащим жестам. Они являются особо успешным средством в развитии ритмического чувства детей, так как оно развивается через движение и мышечные ощущения человека, что очень важно для развития речевых детей. Что такое? Я так нажимаю. Обучение детей по системе Карла Орфа берет свое начало в Орф-Шульверке. Это система музыкального воспитания, с которой я вас вчера немножко ознакомила. Она включает в себя идеи спонтанного творческого музицирования и использует инструментарий Орфа. Инструментарий Орфа состоит из инструментов, созданных специально для использования детьми. Также не стоит забывать о визуальных и тактильных составляющих инструментов. Все упомянутые выше характеристики инструментов особенно важны при работе с детьми с трудностями в общении. При изложении идей и принципов музыкальной педагогики Карла Орфа огромное значение имеют навыки изготовления различных музыкальных инструментов. Основной задачей моего мастер-класса является развитие творческого подхода и способности самостоятельно изготавливать простые инструменты, которые могут выполнять свою функцию даже лучше, чем дорогостоящие профессиональные инструменты. Участнику данного мастер-класса предоставляется возможность выразить свою индивидуальность и персонализировать инструмент через использование различных материалов. Перед собой на столах вы видите трубки, в которые мы будем насыпать наполнители. Сейчас немножечко послушайте. Внимание на экран. Инструмент мы изготовим звуковую трубку.
который может быть использован тоже по-разному. Мы его можем потом использовать как гуира, такой инструмент присутствует у орфа. То есть возьмем трубочку деревянную, палочку деревянную, и проводя по ребрам будет издаваться звук. Следующий инструмент это кашиши, то есть наполнитель, который присутствует будет в нашей звуковой трубке, будет пересыпаться медленно и будет похож на инструмент кашиши. Или просто погремушка. Если мы будем трясти, будет тоже звук. Так, ну что, приступим. Сначала поставим заглушку, на резиночку закрепим на одном конце. Далее выберите, пожалуйста, наполнитель, каждый разный. Нет, закрепите, пожалуйста, резиночкой. Стойте, мы будем украшать. Почему мы закрепляем именно резиночкой? На сегодняшнем занятии мы наполним камешками. Дальше можно снять заглушку легко и просто и поменять наполнение этой трубочки. Хотите, соедините? Да, конечно. Наполнители могут быть совершенно разные. Это может быть крупа различная, или камешки, или макарошки, или бусинки, или все, что вашей душе угодно. Насыпая наполнители, развивается, конечно же, тоже моторика. Как хотите. Насыпали, с другой стороны тоже заглушкой закрыли. Сколько хотите, да? Я забыла музыку включить, если сказать. Ну ладно. Тут еще должна была форма звучать музыка. Это было бы хорошо, да? Музычка. Данную мастерскую можно провести тоже с детьми, и мы это практикуем. Закончили? Можно не украшать, но вообще еще предусматривалось украшение. А сейчас мы обыграем наши звуковые трубки. Обыгрывать будем следующим образом. Я буду читать стихотворение свое любимое, а мы его озвучим. Нам нужны помощники. Давайте мы вставим так, чтобы нас все видели. Готовы? Да. Замечательно. Стихотворение мы озвучим, называется «День и ночь», автор Мирова. Ну и звуки давайте мы быстренько послушаем, разные должны быть получиться. Разные звуки, да? А дальше вы догадываетесь сами, на какой звук похож и на какую строчку вам надо вступать. Хорошо? Ну, мы взрослые, мы определимся. Рано утром в темном небе вдруг раздался сильный гром. Капли стукали по крыше, отчего запел весь дом. Капли, капли. Тут поднялся сильный ветер, зашумел в листе, в саду. С веток яблоки срывались, падали на землю. Бух! А сороки от испуга растрещались по округе. Гром ударил еще раз, и затихло все тотчас. Лишь маленькие капельки срывались с крыш и капали.
Успокоилась природа, мы услышим новый звук. За околицей в саду раздается дятла стук. Незаметно стало тише. Солнце скрылось за горой. Спят в кроватках ребятишки, в ульях спит пчелиный рой. Вот одна, вторая, третья. В небе звездочки зажглись. С наступлением ночи мыши все на кухне собрались. Нашли мешочек семечек, и вся семья мышат с огромным удовольствием едят, живут, шуршат. Вдруг один мышонок прыгнул, скатерть зацепил, и тут на пол грохнулась кастрюля, издавая жуткий звук. Все мышаты испугались и по норкам разбирались. Нас теперь вокруг окна окружает тишина. Спасибо большое. Благодарю всех за активную работу. Трубочки остаются с вами, конечно же. Очень актуально сегодня сделать ссылку на то, что оргподход, а именно элементарное музицирование, входит в реестр ГОСа во многих образовательных и специализированных детских учреждениях. Поэтому, давая своим коллегам современные инновации в виде данного мастер-класса, я вам предлагаю новые идеи для своей работы. Рассмотренные связи между музыкальным искусством и речью позволяют нам констатировать, что музыка и речь – это звуковые процессы с характерными для них общими объективными законами, а оргподход – отличный инструмент для развития речи детей посредством музыки. Закончить свой мастер-класс я хотела бы словами великого мыслителя Аристотеля. Всего приятнее для нас те слова, которые дают нам какое-нибудь знание. А теперь мне бы хотелось узнать, наше мероприятие было полезным для вас? Огромное спасибо за внимание. Спасибо, Ирина Леонидовна, большое. Коллеги, пожалуйста, члены жюри, вопросы какие появляются? Сейчас. Я даже не знаю, с чего начать. Ирина Леонидовна, спасибо вам огромное за идею скидки трубами. Вот, я очень много видела инструментов разных, да, из подобного материала. Вот. Но с трубами вот еще и не встречала, да, с разным наполнением. Скажите, пожалуйста, вы сочетаете занятия, ну, эстетического, получается, да, вот, блока, да, свои музыкальные, с познавательным, например, вот такая интеграция у вас происходит, чтобы детки прямо вот при вас делали вот подобные инструменты? Ну, если дети делают подобные инструменты, с материалом, потом... Это происходит не на занятиях музыкальных, а на дополнительных развлечениях или дополнительно организованных вот таких мастер-классах, мастерских или гостиных семейных, допустим. То есть вы уже непосредственно, детки к вам приходят вот с этими инструментами сделанными? Нет, детки к нам приходят, и мы с ними начинаем делать эти инструменты. А, то есть вы не делаете? Да, конечно же. В другое время? Да, в вечернее время, скорее всего, это происходит. А дальше, когда инструменты мы изготовили, их мы уже можем использовать в своей музыкальной деятельности на занятиях. Вот оркестрах, да, самодельных, тоже обыгрывание. А помимо Карла, какие еще методики вы используете? Может быть, еще какие-то программы или Программы Родионовой музыкальные шедевры я тоже использую. И до Орфа я интересовалась от Родионовой, конечно же. Вообще наш детский сад работает по программе детства. И, но я в своей работе использую методики различных авторов, соединяя с нашей программой. Хорошо, коллеги, кто-то еще хочет? У меня еще какой-то вопрос созрели. Ирина Леонидовна, уточните, какие задачи речевого развития вы здесь решали? У вас же оргпедагогика в речевом развитии, да, тема? Да. То есть задачи речевого развития детей здесь какие? Это я вам показывала интонационные игры на развитие интонации. Такие игры, которые... не сам мастер-класс с инструментами развивает речевые задачи, а то, что было до. Наши игры, интонационная игра и игра со звучащими жестами. То есть игра, а задача-то какая?
Интонационная выразительность, а еще какая-то даже речевого развития. Звукопроизношение. Очень много игр в оргтехнологии есть на звукопроизношение, на отработку определенных звуков, на... Секундочку. То есть, вот, вы знаете, чего вам не хватило, ну, на мой взгляд, да? То есть, если вы ставите формулировку темы как оргтехнологии в речевом развитии, то, наверное, надо пойти от речевого развития, да? И как средство это вот то, что вы используете, да, орг, да, составляющие. То есть какие задачи и как их можно решать с помощью вот данной технологии, если вы технологии представляете, или с помощью приемов, да, технологии. То есть вот такое вот понимание. Хотелось бы вот этого. Что-то как-то вас увело опять в вашу музыкальную деятельность. Да, из-за того, что, наверное, музыкальный руководитель мне ближе музыка. Готовясь к конкурсу, я знала, что тут в основном будут воспитатели, и мне хотелось поделиться с ними своим опытом, чтобы они в своей деятельности использовали некоторые Понятно, игры. когда тему надо было выстроить таким образом, чтобы как бы она была созвучна содержанию. Получилась тема одна, содержание немножко ушло в другое русло. Ирина Леонидовна, я хочу вас поблагодарить, знаете, за что? За то, что даже листочки, с которых вы читали, они у вас музыкальные. Да, я готовилась. Да, вот за такие, это мы всегда обращаем на такие мелочи, поэтому огромное вам спасибо за это, такой, знаете, гармоничный момент. Скажите, пожалуйста, вот вы стихотворение так прекрасно прочитали, и наши коллеги очень хорошо помогли вам его дополнить звуками. Может быть, в арсенале вашего опыта есть еще какие-то интересные приемчики, когда вот созданные инструменты помогают вам что-то дополнить. Если есть, то, пожалуйста, скажите. Эти гибкие трубки используются не только в плане музицирования, с ними можно симпровизировать танец. Так как они гибкие, и с ними двигаться тоже удобно. Вот одно из применений. Хорошо. Еще скажите, пожалуйста, вот те инструменты, которые вы нам сегодня продемонстрировали, коллеги их сделали очень быстро, легко, там все это понятно. Вот в группах вашего детского сада они есть или они только в вашем музыкальном В саду? группах, конечно же, есть. И вот те инструменты, которые я вам вчера показывала на выставке, педагоги, участвующие в этом конкурсе по изготовлению инструментов, потом этими инструментами пополнили свою среду в группах. То есть в моем музыкальном зале достаточно инструментов для моей работы, а в группах, конечно же, выполняются именно вот такими инструментами. А вы как-то интересовались у педагогов? Дети обращаются к этим инструментам, они берут их, создают какие-то там инсценировки, озвучивают что-то? Они в самостоятельной деятельности часто играют, музицируют, самостоятельно дети. А воспитатели еще привлекают их внимание в утренние гимнастики, они включают тоже движения с инструментами музыкальными. Инструктор по физической культуре тоже использует такие методы. Нет, меня не интересует. В самостоятельной деятельности они используют. Да, и их не надо заставлять, они сами этого хотят. И еще у меня тут был к вам вопрос, как музыкальному уже руководителю. Понятно, что все, что мы сегодня видели и вчера, это в основном для извлечения звука, для звукоизвлечения. Ну, согласитесь, да? Невозможно. Для звукоизвлечения. Поэтому вот мне хотелось бы узнать, вы как музыкальный руководитель стоите на каких позициях, что достаточно в детском саду сделать много вот такого рода музыкальных инструментов, или в детском саду дети все же должны слушать и самостоятельно пробовать настоящие музыкальные инструменты? Конечно же, они должны быть знакомы с профессиональными, специально созданными инструментами. Вот, допустим, специальные орф-инструменты, они стоят огромную кучу денег. И я, честно говоря, на них еще не заработала. Заработала только некоторые из них. Но, допустим, такие инструменты, как балалайка, гармонь всегда, наверное, во многих детских садах присутствует. И они, конечно же, должны знать живой звук классических музыкальных инструментов, фортепиано и тому подобное. У вас в детском саду вы как-то приглашаете детей, чтобы они слушали сами, действовали с настоящими инструментами? Конечно же. В основном все это делаете вы? Нет, конечно же, они и пробуют тоже. И в основном я, конечно же, играю, но у нас еще бывает такое, что мы очень хорошо сотрудничаем с нашей музыкальной школой, и они приходят со своими воспитанниками в конце учебного года, и устраиваем мы такой концерт для детей старшего дошкольного возраста, а дети музыкальной школы играют на настоящих музыкальных инструментах. У вас такие
примеры вашей профессиональной деятельности, когда настоящие инструменты уходили в группы по желанию детей? Нет. А вы считаете, вы просто посоветуете как бы нам, да, потому что сейчас разговор идет об этом, чтобы и настоящие музыкальные инструменты были в группе. Вот вы как специалист, как считаете? Давайте я об этом подумаю. Завтра отвечу. Интересно. А у вас основной инструмент фортепиано? Да. Правда, подумайте, да? Сколько это можно, нужно? Коллеги, еще вопросы? Вопросов нет. Спасибо, Ирина Леонидовна. Спасибо. К мастер-классу готовится Татьяна Владимировна Шибалина, учитель-логопед детского сада номер 1 Усть-Ком. Все, готовы? Да? Готовы? Можете.
вас зовут Шибалина Татьяна Владимировна, учитель логопед, детский сад номер 1, Усть-Кулом. Добрый день, уважаемые члены жюри и коллеги. Все мы с вами уже взрослые, но каждый из нас в душе еще ребенок, любит сюрпризы, чудеса, неожиданности. Я принесла вам черный ящик. Хочу с вами поиграть. Игру «Да» или «Нет». Внимание, вы будете мне задавать вопросы, на которые я буду отвечать «да» или «нет». Внимание, вопрос. В черном ящике лежит предмет, который мы встречаем не один раз в день. Железный. Это зеркало? Да. Это зеркало? Нет. Железный, да? Не можно есть? Может быть железный. Ложка? Правильно, это ложка. А теперь назовите прямое предназначение ложки. Что есть? Можно помешать еду, набирать что-то, молодцы. А теперь назовите непрямое предназначение. Не прямое? Можно стучать. Можно песочницы и песок. Вместо лопатки, да. Песочница, да. Кукольный театр можно сделать. Да. А вы когда-нибудь использовали ложку как массажер? Да? Нет? Или да? Кто-то использовал, а кто-то нет, да? Мы с вами в данном случае попробуем выполнить массаж ложкой. Для проведения мастер-класса мне нужны помощники, 5 человек. Фокус-группа из 5 человек. Приглашаю. Пока у нас собирается. Итак, тема моего мастер-класса «Не циркач или артист, сам себе я массажист». Массаж ложкой – один из самых новых методов массажа. Выполнять его можно как на занятиях, также в режимных моментах в группе и дома с родителями. Преимущество такого массажа, самомассажа ложками. Ложки есть в каждом доме. С ложками не могут обращаться все. Они просты и безопасны. Ложки не требуют стерилизации, достаточно их помыть. Ребенок, делая массаж, легко усваивает название частей лица. Разную температуру ложек можно использовать для расслабляющего или стимулирующего эффекта. Применение такого массажа дает еще и развитие мелкой моторики рук. Для самомассажа ребенок выполняет движения с приятным для него усилием и никогда не сделает самому себе больно. Самомассаж можно проводить в сопровождении любой сказки, стихотворения, чистоговорки, речевки и даже в сопровождении спокойной музыки. А самое главное требование подготовки к самомассажу – это чистые руки. На столах у вас лежат флакончики с антисептиком и влажные салфетки. Прошу фокус-группу приготовиться. Можно сначала обработать руки влажной салфеткой, затем побрызгать антисептиком. И пока фокус-группа готовится, я расскажу про цели упражнений с ложками. Это запоминание частей ложек, закрепление различных положений ложки в руке, нужных для массажа, освоение движений массажа, развитие мелкой моторики, развитие умения ориентироваться в пространстве, упражнения в синхронной работе рук.
Работа с ложками начинается с его знакомства. Сначала мы детей знакомим с состоянием ложки, с числом ложки. У ложки есть две части, это черпачок и черенок. Черпачок имеет края, где-то боковые края, ямку, корпус. Так, с ложкой мы познакомились. Теперь попробуем выполнить упражнение. Берем по одной ложке, берем за черенок. И выполняем упражнение. Черенок кручу любя от себя и на себя. Есть у ложки ямка, бок, горка, черенок. Смотрит ложка ямкой вниз и дрожит, как чистый лист. А теперь, обняв, держу, я пальчик ямку положу. Ложка ходит по воде, круг рисую я везде. Снизу пальчик ставлю, что ж, на кого теперь похож? Все получилось. Молодцы. Ай да ложечка моя, дай тебя поглажу. Это, конечно, не полный комплекс. Работаем ее укорочено, чтобы не занимать время. Вот с ложкой мы с вами познакомились. Теперь попробуем уже манипулировать с двумя ложками. Видите, можно порешить. И взять новые ложки уже по 2 штучки. Посмотрите, пожалуйста, зеркала, настройте, чтобы вы себя увидели. Улыбнитесь себе. И приступим к выполнению самомассажа ложками. Лоб погладили нежно, можно очки снять. И расслабились нежно. А потом очки. И читали, круговые движения, и читали длинные. Как погладить щечки нам, не сдвигая кожу там, легкие прикосновения. Растереть свои височки, надавив последние точки. Кружок делаем, надавливаем. Легонечко, да? Молодцы. Покружить между бровей, чтобы стало веселее. Провести боками ложек. Повернуть боками ложки и затирать со щечек крошки. После складочки придем, нажимая их по слоям. Поскребем губами тоже. По губкам тоже забывать о них не ложим. И нажмем концами ложа, как нажали новый ложик. Гладим. Мы опять начинаем, продолжаем швоку можно подвигать теперь уже более сильно вверх и вниз, вверх опять. И у мышц жевательных покрутить жевательных. И у подбородка круг рисуем четко. Под глазами по веснушкам мы пройдем ушей верхушком. Гладим, гладим по щекам. От губы к языкам. Вниз погладим щечки, от подбородка к ножке. Задрожали наши щечки, как от ветра все цветочки. Можно использовать непрерывную вибрацию, когда мы не отрываем ложки, можно непрерывную. Мы пошлепаем щечку, словно капель. Молодцы. Вот мы выполнили с вами упражнение с двумя ложками.
в черном ящике у меня не только ножки. Как вы думаете, что там еще лежит? Этот предмет тоже можно использовать для массажа. Он также очень часто встречается в повседневной жизни, особенно зимой. Что это может быть? Да, варежка. Правильно, это варежка. Она у нас не простая, а махровая. Возьмите пару варежек. Потрогайте ее. Какая она? Какая она? Шершавая. Еще какая? Махровая. А теперь мы с вами выполним комплекс самомассажа, который мы выполняем с нашими детками, который им очень нравится. Комплекс упражнений называется «Плюшевые мишки». Оттянув вперед я ушки, а потом назад. Словно плюшевые мишки детки в ряд сидят. Раз, два, три, скажем, 4, 5 и 6 и 7. Не забудь массаж для ушек нужно делать всем. А теперь по кругу щечки дружно разотрем. Так забывчивым шуткам память разовьем. Раз, два, три, скажем, 4, 5 и 6 и 7. Не забудь массаж такой нужно делать всем. На подбородке круг кручу, мишке я помочь хочу. Громко, четко говорить, звуки все произносить. Раз, два, три, скажем, 4, 5 и 6 и 7. Не забудь массаж такой нужно делать всем. Чтобы думали получше озорные мишки, мы погладим лобики плюшевым плутишком. Раз, два, три, скажу 4, 5 и 6 и 7. Не забудь массаж такой нужно делать всем. Мы подушечками пальцев в носик попадем. Так носом у мишурки носик разотрем. Раз, два, три, скажем, 4, 5 и 6 и 7. Не забудь массаж для носа нужно делать всем. Ох, устали наши мишки, дружно в ряд сидят. Знают, польза от массажа будет для ребят. Молодцы, этот комплекс хорошо выполнили. Уважаемые коллеги, самомассаж можно выполнять без каких-либо предметов. Думаю, главное правило самомассажа вы все освоили – это чистые руки. Они у вас у всех чистые? А теперь предлагаю всему залу присоединиться. Вы рассказали, да? Да? Сядьте поудобнее, расслабьтесь. И повторяйте движение. Расслабьтесь. Улыбаюсь я всегда. Вот такая чистота. И поглажу лоб, чтобы хмуриться не мог. Как погладить лоб? Не сдвигая ушко. Постучали пальчики, как на барабанчике. Раскладочка пройдет, все морщины. Щечки крепко разотрем, рисовать руки начнем. Пусть пришло и пусть захочет, пощипать за щечки хочет. Пожалей щечки и поглажь их. Чтоб расслабилась куда, рисовать усы порой.
совсем забыли про наш черный ящик. А там у нас еще одни ложки, но они не простые, а эмоциональные. Их у нас много, и на всех характерах. Методики, цели и задачи самомассажа я вам представила на предыдущем мероприятии «Педагогическая находка». Сегодня я вам наглядно продемонстрировала небольшую часть приемов самомассажа, которые я использую в работе с детьми. С более подробной информацией вы можете ознакомиться на моем сайте. Вот прошел мой мастер-класс. Попрошу, коллеги, вас, чтобы урок прошел вам, попрошу подвести простой итог. Если мастер-класс полезен или просто интересен, ложка, ну-ка улыбнись. Ложке грустно, непонятно, и приемы все невнятные. Раз, два, три, четыре, пять, начинаем поднимать. Посмотрите, спасибо большое. Посмотрите, все вокруг заулыбалось, мне очень приятно. Надеюсь, мастер-класс был полезным. И чтобы применять самомассаж в своей работе, я приготовила небольшие буклеты-шпаргалки. Спасибо за внимание и сотрудничество. Спасибо большое, Татьяна Владимировна. Члены жюри, вопросы? Спасибо большое за представленный опыт. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что комплексы, да? Вот, сколько комплексов в вашем арсенале? Очень много. С собой я привезла, кстати, книжку, которую я использую. Османова, по-моему, у нее фамилия у автора. У нее есть комплексы самомассажа практически на все лексические темы. Спасибо. Вот скажите, вы сегодня демонстрировали, да, массаж. А возможно ли детки сопровождают сами? Да, эти да, под стихотворение, конечно. А как вы контролируете правильность выполнения вот этого самомассажа для того, чтобы он имел какой-то эффект при общении? Контролировать на обучение, мы начинаем обучение на индивидуальных занятиях, на микрогруппах. И самое большее у меня подгруппа 6 человек. Ну, как бы контроль. Кто не справляется, того я беру как наглядно на нем показываю. На каком-то языке. Всем деткам нравится, приемлемо. Некоторые детям детям нравится, скажем, до своего тела, там, до лица. Детки некоторые не разрешают дотрагиваться, не любят, не приемлют это. Вот сами они дотрагиваются. Как бы, да. Не было такого. Не было такого, да, чтобы они не выполняли. Предметы как бы довольно-таки не страшные. Татьяна Владимировна, скажите, пожалуйста, зависит ли вид самомассажа от речевой патологии ребенка? Ну, самомассаж идет как дополнение вообще ко всей этой коррекционной работе. То есть его основное назначение? Конечно, активизация групп мышц. Для детей с более сложной патологией, конечно, там может быть интенсивность, более какие-то приемы. Поглаживание — это все-таки расслабление. Активизация — это более такие активные движения. Спасибо. Больше детей у нас, конечно, с
вялой артикуляции, со слабыми мышцами. И это реально помогает, да? Ну, вот я вчера тоже сказала, то, что есть динамика, но я не могу утверждать, то, что вот чисто это повлияло. Но как на организацию и вообще в работе в целом, как бы, есть динамика. А вот ваши стихотворные формы телодела, которые вы используете, кто автор, откуда берете вы их? Комплекс, например, плюшевые мишки, это авторский комплекс. Название тоже взяла с комплекса той же Ольги Игоревны Крупичук, тоже это ее авторская. Ложки это тоже авторские, как бы не придуманные. Там очень длинный комплекс, и оттуда выделяем некоторые манипуляции с ложкой, да, некоторые упражнения, вычленяем и уже составляем свой комплекс, который вот именно ему можно рассчитывать. Сами вы сочиняете вот такие вот стихотворения? Ну так, сказки, может, так, сказки, может, какие-то по ходу движения, может, что-то придумывали, а так еще не дошли до этого. Пока готовыми пользовались. Татьяна Владимировна, скажите, пожалуйста, у вас почему так красиво написано «Спасибо за внимание» разных цветов? Не знаете? Настроение вашего. Я думаю, может, что-то заложено, какая-то идея, изюминка, какой-то вопрос такой для нас, знаете, чтобы мы поразмышляли, подумали. Татьяна Владимировна, я еще хочу, знаете, вот для себя все-таки понять. Мастер-класс, да? Почему вот самомассаж так вам дорог, что вы решили его вынести даже на мастер-класс? Вот вам лично, как профессионалу. Ну, актуальность самого логопедического массажа, я считаю, все равно очень важна. И даже недавно я смотрела на вашем сайте видео, не семинар, а вебинар смотрела, консультативного центра проводила, да, консультационного центра проводила логопед города Сыктывкар. Она показывала массаж для использования родителей на своих детях. Думаю, это актуальная такая тема. Это как дополнение, как не знаю, заинтересовывать детей, как-то разнообразить форму работы. Ну, то есть вы, как специалист, вы считаете, что есть некая эффективность? Есть, мне кажется, есть некая эффективность. Чем больше эти мышцы, мне кажется... Хорошо, тогда в связи с этим у меня вопрос. Понятно, что самомассаж вам дорог, вы его цените, любите, да, профессионально. Скажите, пожалуйста, вы организовали деятельность взрослых людей. Все они педагоги, они не родители. Они педагоги, имеющие педагогическое образование, работающие с детьми дошкольного возраста. Вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, чего не хватило вашим участникам вашего мероприятия? Может, комментарий? Может быть. Я старалась, конечно, комментировать ежедневно. Ну, вот как вы думаете, они будут дальше использоваться? Вот то, Если кому-то интересно, конечно, ну, этих знаний будет, конечно, мало, но они могут изучить литературу. Ну, вот все вопросы, они будут вытекать из этого, да? Почему не предвосхитили, почему не дали комментарий? Вот я сразу сидела и думала, почему именно металлическая ложка, почему нельзя деревянной ложкой это делать, да, все-таки теплее к телу. Вы знаете, вот очень Она много... ведь потом нагревается, эта ложка. Можно также, да, почувствовали, те, кто выполнял, и используют разную температуру ложек. То есть, если нам надо расслабляющий массаж, да, мы ее опускаем в теплую воду. Вот я к чему? Вот это все если надо было надо, тогда делать. Вот сейчас сказала, то, что разную температуру используем. Может, просто вот это вот все... Но обычно, смотрите, обычно участники мастер-класса приходят чему-то у человека научиться, да? Чему-то. Наши очень деликатные участники, они не задают никаких вопросов. Это один из показателей того, что им, в принципе, это содержание не нужно.
Ну, как участникам мастерской. И я думаю, что каждый сейчас лукавить перед собой не будет, он честно ответит, нужно, важно и будет ли он это использовать. Поэтому ваша задача, да, как мастера, как человека, который дальше будет транслировать, возможно, самомассаж, потому что вы так к нему прикипели. Ну, раз второй день вы уже об этом рассказываете, да? Вот, значит, ваша задача донести так, чтобы человек это захотел сделать, потому что это эффективно для ребенка. Но вы уже сами ответили, что вы пока не знаете, эффективно это или нет. Да? Поэтому здесь есть над чем подумать, задуматься. Спасибо большое. Еще вопрос есть, Лида? Или нет? Татьяна Владимировна, да? Правильно? Ну, как бы вы же сами ответили на вопросы, которые уже были, наверное, заданы, да, о том, что действительно есть какие-то условия, да, использования вот этих предметов, которые действительно надо было сказать вот прямо конкретно, что если это так, то для там, расслабления мы используем одну как бы группу, да, предметов, для наоборот, там, активизации, другую группу, то этого не хватило, так что мы уже сказали. Да. Об этом надо подумать, наверное, и как бы всегда вот на это внимание акцентировать. Ну и, безусловно, надо тоже понимать, да, что если мы делаем, предположим, самомассаж для расслабления мышц лица, например, да, то что за этим дальше стоит? Ну дальше что? Да, ну вот мы как бы сделали самомассаж, а дальше-то что? Вот что дальше вы рекомендуете делать-то? Понимаете, вот этого не нужно. Это тоже специально озвучила, что он может либо предварять, либо завершать артикуляционную гимнастику. Гимнастику. Не упражнения, ничего, да? Ну, артикуляционные упражнения, гимнастика. Если вот именно вот такой пять, он, конечно, больше для гимнастики, если просто какие-то. Понятно. Ну, то есть, как бы вы понимаете, что мастер-класс, он, конечно, требует комментариев еще, да, каких-то рекомендаций, да, потому что вопрос-то серьезный, он непростой, это не просто там что-то порисовать, да, с детьми. Поэтому, да, здесь очень, как бы, хочется вот такого последовательного, да, алгоритма, наверное, действий и рекомендаций мастера, который занимается этим вопросом. Вот я бы так сформулировала, как рекомендацию, наверное. Хорошо? Коллеги, еще есть вопросы? Спасибо большое. Объявляется перерыв. 10 минут. Поярче, я ему оставлю. Остальные
Еще его сюда, чтобы ближе быть. Давай, чтобы зрителям быть ближе. Вот, смотри сюда. Здесь сюда. Нет, я же буду да? Или не буду. Я буду. Они будут смотреть телевизор. Или не буду. Включи сейчас сразу презентацию. Уже. У тебя есть время? Сначала. Я бы вот думала, что все-таки поставить стойку сюда, а потом ее к ним развернуть. Чтобы тебе это еще не буду ее рассказывать, потому что ты будешь бегать. Нет, им развернуть просто. Потом запишу. Ты будешь это делать, что ты будешь бегать, если бегать. Так, он еще лучше сделал, это же моя. Девочки, а куда ты нельзя нажимать? Эту палочку? Да. Эту палочку. Давай попробуем. Это вперед, это назад. Стрелка вперед. Если ты нажимаешь сюда, попадаешь в экран. Простите, извините, я скажу. Светлана Николаевна сказала, захотите, сами будете. Только лучше. Да. Ну, захотели. А вот это письмо, это проект. А там как написано? Там что за фирма? LG. Ну и ладно. А вот, наверное, у вас не будет? Нет. А что? Вот, наверное, от этого? Нет, не будет, конечно. Это карандаши. Давай, давай. Еще раз. Нет. Ну и ладно. Где-то должен быть пульт. Серенький. Светлана Николаевна, по-моему, переключала.
Да. По-моему, это не то. Да. Может, она так невзначай несла с собой? Гипотетически может. Там слушай, там лежит мульт, она нам сказала, там лежит. Там, там, там. Это там или там? У нее был на сидушке, она включила. Все это формирует да, только рядом с ней проходите. Сейчас я расскажу, уже и пойду. Каждый звук. За свое болит. Звучно красиво. Мне нравилась вот девушка, которая красиво голоса. Так. Скажите, что все было хорошо. Ирина Николаевна, вы подтвердите, что я выступила уже и ушла уже. Да. Вот при том свете вам уже снится. Но все вкусе. Это включилась Анна Николаевна? Видимо, жарко. Ну, так вы меня спрашиваете. А скажите, куда тут нельзя жмать, чтобы не выключалось? Ну вот что сразу угасило. Ой, На шнурку нельзя жмать, если не укажешь. Вот такой телевизор нарисован. У нас клиент наверху выключаем. Сюда нельзя. А, это что? Вот это вот. Это обратно выключить? открывается. Если нечаянно нажму на эту шторку, что? Обратно. На нее же самое или на другую? На нее же. На нее же. Я прям не знаю. Она унесла, наверное, с собой. Зеркала. Давайте вы меня поднимите. Девочки, поищем. Нет. А вдруг? Я предлагаю кого-нибудь поднять на руки и выключить кнопочку. Так, ну давай. Кто у нас самый легкий? Я хочу, чтобы я другие сильно упала. Это не факт. Мне все нормально. Да, поисковая деятельность, команды. Я попыталась организовать. Все ищут. Так это у вас не то, да? Так лжи, наверное, вот. Техник был, не нашел. Так. Я тем более. А нет, это телевизор. Да, должен быть уже. А кто высокий? Скажите, куда? А вот серая кнопочка. Это управляем. Не дотянетесь. Нет, я встану, надо разуваться, да? Чтобы на стол. Кто у нас еще высокий? Я высокая, но я не полезу, потому что это два.
Не спасет. Ручки нет. Нет, я так Я тогда просто ноль брала. Да. Потому что ваши телефон Немножко кто знает, для образования. Просто не везде искали. Я не знаю, как Уважаемые коллеги, продолжаем наше дальнейшее конкурсное мероприятие, которое называется «Профессионально очень красиво. Мастер-класс». И к проведению своего конкурсного мероприятия, мастер-класса, приглашается Инна Анатольевна Панкрашкина, воспитатель детского сада номер 1 города Микуни Устюмского района. Поэтому просим поприветствовать Инну Анатольевну и передаем вам слово. Спасибо. Уважаемые коллеги, приглашаю обсудить вас тему «Познание начинается с удивления». Цель моего мастер-класса – создание условий для осмысления, систематизации и осознания педагогами роли исследовательской деятельности в развитии детей дошкольного возраста. Уважаемые коллеги, все ли видели лошадь? Видели лошадь? Прекрасно. Пожалуйста, ответьте на вопрос. Сколько у лошади коленей? Так, почему вы так думаете, что 4? 4 ноги, 4 колена, да. Ой, извините, вы удивитесь, коллеги, что у лошади локти есть. И колени, то есть у нее 2 локтя, обратите внимание, и 2 колена. А там, где мы предполагали колено, я так думаю, что вы опирались вот на это, да? Это вот запястье. И оно точно так же сгибается, как на нашей руке. Это с ребятами мы выяснили точно, мы очень долго спорили, но энциклопедии, конечно, нам помогают. Нам мешает, нам взрослым, мешает наше традиционное мышление. Мы зациклены на своем взрослом опыте. Ребенок 5 лет дает 70% креативных ответов. Ребенок 7 лет уже 20%, а взрослый человек всего лишь 2% креативных на 2%. Поэтому очень важно давать ребенку высказывать свое мнение, узнавать то, как он видит окружающий мир, создавать условия для его удивления. Именно в исследовательской деятельности дошкольник получает возможность напрямую удовлетворить присущую ему любознательность, упорядочить свои представления о мире и найти ответы на вопросы «сколько» и «как». Я считаю, что любопытство является толчком к познанию нового и зависит от разных факторов, в том числе и от полученного ранее опыта. Нашими учеными отмечено, что дошкольный возраст – это сензитивный период, когда закладывается временной диапазон максимально благоприятный для развития той или иной деятельности. Принципиальное различие между исследованием ребенка и ученого заключается, собственно говоря, в общем итоге. Ученый открывает, делает свое научное открытие для всего человечества, а ребенок, вот то, что новое открывают дети, они открывают субъективно только для себя. Вспомним, что по словарю Ожегова исследование – это выяснение чего-либо, а эксперимент – это воспроизведение какого-нибудь явления в определенных условиях с целью исследования. Не секрет, что ребенок все усваивает прочно и надолго, когда видит,
слышит и делает сам. Как вы думаете, уважаемые коллеги, какие виды исследований можно использовать в деятельности с детьми? Виды исследований. Эксперименты, да? Наблюдение, опыт, классификация, да? Коллекционирование, все верно. А к какой образовательной области можно отнести исследовательскую деятельность? Познавательное развитие. А использоваться она может в различных видах деятельности. Да? Изучив работы педагогов-психологов по детскому исследованию, и исходя из своего опыта, была разработана следующая структура исследовательской деятельности, где из 4 этапов она состоит, где первый этап – это мотивационно-ориентировочный, то есть на этом этапе выявляется суть проблемы. Далее поисковый этап, на котором происходит поиск путей решения возникшей проблемы. Далее практический этап, на нем реализуется какой-то план с использованием различных форм детской деятельности. И рефлексивный этап, то есть на этом этапе происходит выявление факта достижения цели и определение успеха каждого ребенка. Я вам предлагаю, используя эту структуру, сейчас все вместе ответить на вопрос ребенка. Не хочет? Ой. Извините. Почему птиц разные лапы? Если плохо слышно, ребенок спросил, почему у птиц разные лапы? Ребенок задал такой вопрос. И я предлагаю рассмотреть этот вопрос и найти ответ на этот вопрос, опираясь на структуру, которую вот я вам предложила. Итак, мотивационно-ориентировочный этап. Что можно сделать на этом этапе? Ну, конечно, наблюдение. Да? Ребенок узнал, что он, наблюдая, узнал, что у птиц разные лапы, у него возник вопрос, почему же у птиц разные лапы. Да? То есть на этом этапе мы отвечаем на вопросы «почему» и «зачем». Далее поисковый этап, то есть мы должны найти пути решения этой проблемы. И нам помогают в этом вопросы «где», «как», «откуда». Уважаемые коллеги, что мы будем делать на этом этапе, чтобы ответить на вопрос ребенка? На поисковом этапе. Конечно, искать информацию в разнообразных источниках, да, разных доступных детям источниках. Хорошо. Так, сбор и систематизация информации. Далее, практический этап, то есть мы уже нашли информацию, составили план, реализуем наш план. На этом этапе мы отвечаем на вопрос, с помощью чего. Скажите, пожалуйста, какая деятельность на этом этапе будет использоваться? Деятельность детей. Какая может быть использована на этом этапе? Что могут делать дети, чтобы каким-то образом ответить на свой вопрос? Ну, рассматривать где-то, да, рисовать, да? Моделировать какие-то, да, свои, да, как раз, лапы. Да, я вам подсказку сейчас включу. Вот обратите внимание на практический материал. Что можно с ним делать на практическом этапе? Рассматривать, да? То есть мы видим, что можно смоделировать, взяв какие-то, например, материалы, те же длинные палочки, да, соединив каким-то образом там, пластилином, ребенок может смоделировать лапы птиц, либо цапли, либо, я не знаю, использовав перчатку, соединив промежутки пальцев скотчем, сделать лапы гуся или утки, которые могут, то есть водоплавающих птиц и так далее. Да? То есть мы на этом этапе используем какую-то практическую деятельность детей, чтобы доказать, объяснить, почему у птиц разные лапы. И в конце мы
по идее, мы приходим к итогу, что у птиц-то разные лапы. Почему? Потому что они живут в разной среде, конечно, в разной среде. И на рефлексивном этапе, рефлексивный этап, мы как раз выявляем, что птицы живут в разной среде, поэтому естественно, что у них разные лапы, которые помогают им в их жизни. То есть таким образом мы достигаем цели и отвечаем на вопрос ребенка. Скажите, пожалуйста, уважаемые коллеги, как мы можем отметить успех каждого ребенка? Каким образом мы можем это сделать? Так, еще. Ну, как медаль, подарочек, ну, да, что-то. хорошо. Смайлик, можно вообще придумать, может, какую-то доску и на доску достижения. Конечно, да, каждого. То есть ребенок в данной поисковой деятельности, в данной исследовательской деятельности выполнял какую-то роль, да, кто-то там слепил прекрасно, да, кто-то придумал и смоделировал, да. Это можно сфотографировать, где-то зафиксировать на стене, записать какие-то ответы детей, да, то есть все это фиксируется в зоне видимости детей, конечно. А скажите, пожалуйста, может ли ребенок сам самостоятельно действовать по этой структуре? Может, конечно, он может действовать, но нужно с детьми обсудить, какими значками мы будем данные этапы оформлять, да, чтобы для ребенка это было гораздо проще, чтобы у него была какая-то выстроена структура, и он мог ответить на свой какой-то вопрос. Итак, уважаемая аудитория, я бы хотела пригласить 4 человек для помощи фокус-группу. Пожалуйста. А зал продумывает проблемный вопрос, который мы зададим фокус-группе, и над которым она будет работать. Давайте попробуем. Спросите, что вас дети спрашивают в детском саду, уважаемые коллеги? Все вспомнили. Почему листья меняют цвет? Почему? Листья меняют цвет? Вот давайте попробуем найти вот для этого. Попробуем. То есть фокус-группа сама себе задала вопрос, отвечает на вопрос, почему листья меняют цвет. Да? Структура перед вами. Попробуйте действовать. По структуре вы можете как бы обсуждать, нет, вместе можете на штучке, да, обсуждая все это. Пока фокус-группа работает, мы с вами обговорим, еще немножко поговорим про птиц. Скажите, пожалуйста, что могло наводить на идею создания различных орудий труда человека? Не всегда же у него были какие-то орудия труда, он уже их постепенно. Ну да, естественно, еще идеи. Еще. Черпал он где свои идеи? Из природы, конечно. Люди веками наблюдали за чудесами природы, удивлялись ей. Да? Но в то же время они черпали идеи для своих каких-то изобретений. И я хочу представить вам совместный труд наш с детьми. Игра на что похожа. Итак, птицы от природы были лишены передних конечностей хватательных, которыми им пришлось пожертвовать ради возможности летать. То есть у них ноги и крылья. Одними задними ногами птицам очень тяжело было добывать пищу, поэтому в зависимости от образа жизни клюв птиц приобрел разнообразные очертания. Да? То есть вы видите, что очень-очень разные очертания. Длинный клюв цапли помогает ей достать рыбу из воды и крепко удерживать ее. Наблюдая за этим, человек изобрел инструмент для захвата мелких, скользких и хрупких предметов. Что это? Пинцет. Верно. Посмотрим. Угадали, ура, похлопайте. Снегирь своим крепким клювом раздавливает замороженные ягоды растений, и человеку просто необходим был подобный инструмент с подобными функциями. Девочки, коллеги, погромче.
Какие-то щипцы, да, щипцы или плоскогубцы, да, какие-то. Далее. Столярный инструмент для выдалбливания отверстий был изобретен именно по подобию клюва дятла. Что это? Золото, конечно. Особенности строения клюва казадоя, знаете ли вы о такой птице или нет, это наличие длинных крепких щетинок вокруг клюва, если видно там, которые помогают ловить насекомых на лету, они застревают в его щетинках. Что изобрел человек, глядя на эти чудеса? Он ловил насекомых. Сачок, конечно. Немножко я вам. Маленькая птичка колибри высасывает нектар из цветов, а человек повторил особенность клюва именно в этом изобретении. Ну, шприц, да, или, видите, сказали, соломинка, да, поскольку колибри высасывает сок, то дети, конечно, провели аналогии с трубочками. Пеликан очень оригинальная птица. Клюв его предназначен для ловли рыбы вместе с водой, которую птица черпает из воды. Эта особенность клюва отобразилась в очередном изобретении человека. Сеть. Ну да. Но если нести с водой, да, ведро, либо, видите, сказали кувш. Итак, вы посмотрели на этих всех птиц и решили ли вы для себя, какой же все-таки клюв лучше? Как скажете? Ну, конечно, для каждой птицы в ее среде обитания каждый клюв, естественно, для нее необходим. Да, конечно. Итак, фокус-группа. Вы готовы? Давайте попробуем. Итак, вопрос был, почему листья меняют цвет? Давайте попробуем найти на мотивационном этапе. На прогулке ребенок задал нам такой вопрос. Наблюдаем. Так. Почему листья поменяли цвет? Это и стало нашей целью. Выяснить, почему листья меняют цвет. На втором этапе нахождение литературы, видеоматериала, практически этап это составление гербария и документальная реализация. Ну, допустим, радуга листьев. Из листьев собранных на прогулке различные либо составление модели изменения погоды, например, да, с ухудшением погоды, как происходит, и в итоге изменение цвета листьев. А еще можно знать, что обращение все равно должны быть каким-то естественным, да, связано с движением. И можно еще поговорить на этом этапе о том, что проводить всякие беседы и рассказывать о том, что сухие листья, даже опавшие уже без привлекательных цветов, они тоже важны и нужны для окружающего. Конечно. А еще на этом этапе мы составляем. Да, мы составим последний у нас. Мы закрепляемся. Рефлексивный этап. Да. Рефлексия. Что достигли этой цели. То есть, используя какие-то научные знания, да, наблюдая на прогулке за тем, как листья все-таки меняют цвет, что здесь немного надо все-таки дать, да, немножко научно-популярно, что хлорофилл, да, сок поступает весной, листья зеленеют, отток сока, да, и листья высыхают, для них это будет модели, когда будем модель составлять. Да, то есть в рефлексивном этапе достигли ли вы цели, да, то есть ребенок понял, да, достигли цели, да, и отметить, конечно, успех каждого ребенка. Может, кто-то сам знает, да, может, кто-то смотрел научно-популярные передачи, да. Возможно, конечно, как вариант, да, как вариант, конечно. Спасибо. Спасибо большое, фокус-группа. Ой, еще секундочку. Один вопрос, к залу тоже. Скажите, пожалуйста, уважаемые коллеги, можно ли данную структуру исследовательской деятельности использовать в работе с родителями? Не обязательно в научных там каких-то, в исследовательской деятельности. В проблемных ситуациях с родителями.
Возникают разные по жизни в группе ситуации, да? Например, адаптационный период у малышей. Почему ребенок что для этого делает? Или, скажем, такие вот психологические проблемы. Ребенок берет чужие вещи, обсудить, да, с родителями, что делать, и поэтапно вот это вот решать, найти решения, да, какие-то практические действия производить, обращаться к кому-то за помощью. То есть согласна, да, что с родителями тоже можно использовать такую же схему. Спасибо, структуру эту можете себе составить. Большое спасибо, уважаемые коллеги. А нам, взрослым, необходимо создавать условия для исследовательской деятельности и поддерживать интерес ребенка к исследованиям и открытиям, потому что познание начинается с удивления. Спасибо. Спасибо большое, Инна Анатольевна. Члены жюри, вопросы какие появляются? Скажите, пожалуйста, вот структуру откройте, если нужно, Инна Анатольевна. Это автор кто? Это я составила на основе структур Подьякова Николая Николаевича и Савенкова. У них там много этапов. Но поскольку нужно было адаптировать для детского сада и для группы, мы сократили. И вот у нас получилось 4 этапа. Нет, тут вопрос не в этапе, тут вопрос в том, что, в общем-то, в дошкольной педагогике очень давно описаны, в общем-то, линии, да, подходов к исследовательской деятельности. Это нельзя назвать структурой как таковой. Этапность — это не значит, что эти этапы, они именно идут последовательно, поскольку исследование — это деятельность самого ребенка, как мы понимаем, да? Это, вот, во-первых, поэтому так дробить на этапы, ну, это как бы не совсем правильно, наверное, да? Это вот первый момент. И второй момент. Вот вы сказали, откуда на мотивационно-ориентировочном этапе выявление сути проблемы? Это что такое? Ну, это ребенок задает вопрос. То есть он нашел проблему. А если нет вопроса? Выявление проблемы. Если нет вопроса, нет исследовательской деятельности? Ну, нет вопроса. Он не спрашивает вас ни о чем. Что нет исследовательской деятельности тогда? Это вот один момент, да, потом не совсем понятна вообще формулировка цели. Это что такое? Формулировка цели. Какая цель? Для чего он это делает? То есть ему, больше всего мотивация, конечно, любознательность и интерес ребенка. Может быть, это лишнее. Цель — это все сложно, поскольку в исследовательской деятельности в принципе нет цели. Да, поскольку ребенок увидел какое-то явление, объекты, он просто исследует, и это у него естественная как бы деятельность, которая, в общем-то, никак не подразумевает целеполагание и цели вообще в принципе. Я об этом думала, Светлана Николаевна, извините, что я вас перебиваю. В предыдущих я убирала это словосочетание, потому что я как раз думала об этом. Идем по линии, да, поисковый этап. Вот это что такое? Поиск пути решения проблемы. То есть где, каким образом ребенок может ответить на свой вопрос. А если он не находит этот путь? Он находит что-то? Если самостоятельно не находит, может, взрослый рядом. Он может спросить ведь у взрослого, если самостоятельно он не смог ответить. Попытается ответить взрослый, окружающий. Ну, можно дальше идти. У вас, безусловно, здесь очень много искажений, это неправильно, на мой взгляд. Поскольку все-таки, да, есть авторы, есть в науке, теории и практике уже описанные вещи достаточно давно и много. То, что связано с исследованием, с опытнической деятельностью, вообще с эвристикой ребенка. У вас вот тоже на рефлексивном этапе мы долго можем рассуждать вообще, что это. У меня каждому этапу один вопрос, что это, да, потому что рефлексивный этап, в принципе, его как бы не может быть, потому что это линия эвристики ребенка, то есть эврика, я нашел, я увидел, я узнал, да, то есть эвристика это как результат, ребенок его не осознает, но она и существует, для этого и есть исследовательская деятельность. Ну и еще один момент, вот скажите, коллеги, это понятно, да, все тут это можно очень долго
разбирать. Вот скажите, коллеги-то ответили на вопрос, почему листья разные, да? Нет, а почему листья меняют цвет? А почему листья меняют цвет? Ответили они на вопрос? Ну, они пытались. Но это сиюминутно ведь не ответить, это нужно с ребенком все-таки проводить какие-то наблюдения. А вы можете ответить на этот вопрос сейчас? В данный момент Да. Попытаюсь, поскольку осенью прекращается сокодвижение в деревьях и отток сока и какой-то жидкости идет к корням, и там оно на зиму сохраняется, то, естественно, листьям не поступает никакого питательного вещества, и листья меняют цвет, засыхают. Хлорофитум вместе с соком, он не поступает. Хлорофитум зеленый цвет, вместе с соком поступает в листья. Поскольку отток происходит и нет сокодвижения, то, естественно, листья меняют свой цвет. А почему тогда цвет у всех разный? Это зависит от деревьев, от той почвы, в которой, первоначально деревья ведь не росли все в одном месте. То есть они переносились, что-то привозилось, что-то переносилось, и в зависимости от этого где-то красные, в зависимости от почвы красные, где-то желтые. На глиняной почве и на песчаной и будет очень желтые. Понятно, но я, например, читала, что поскольку деревья все-таки, они не произрастали миллионы лет в одном месте, они все-таки откуда-то к нам пришли, то там, где они произрастали, там на той почве были красные листья. Да, спасибо. Вы должны понимать, что эвристическая линия, да, это, как правило, чем старше ребенок, тем она более научная, да, как бы там ни было, да, потому что ребенок наш современный, он очень быстро развивается, информация громадье, как он подходит к этому, да, он подходит практически самостоятельно. Сейчас в наше время, да, используя огромный поток информации вообще для себя. А задача педагога все-таки облечь это в более понятные вещи, поскольку ребенок никогда воочию не наблюдает, ни сокодвижения, ни какие-то другие вещи, да, то есть надо подумать, как это сделать. Ну, конечно, да? Поэтому еще раз будьте внимательны, как говорится, и осторожны в рамках движения исследовательской деятельности. Спасибо. Еще вопрос. Анатолий, вы в конце своего выступления завершили такой фразой, что педагог должен создавать условия для исследовательской деятельности. Можете вы еще как обозначить, какие это условия должен создавать педагог? Ну, среда, естественно. Среда какая? Которая помогает ребенку развивать какие-то познавательную активность. Это предметная среда или какая среда? Или это ваше взаимодействие? Это же тоже среда. Взаимодействие с ребенком и окружающим среда. Но он черпает свои вопросы, собственно говоря, из окружающего. Вот, из каких-то, опять же, из своей познавательной активности, он что-то узнал, его стало интересовать. То есть из своего опыта какого-то, который поступил к нему в данный момент. А еще какие условия? Вот все сидят педагоги, вы говорите об исследовательской деятельности, да, и в конце завершают такую фразу. А еще какие условия педагог должен создавать? Ну, вы же, это ваша фраза. Ну, естественно, предметная какая-то среда. Вот вы сказали уже, а еще? Ну, посоветуйте что-нибудь. Ребенок задает вопрос, они много задают, да? И вы же работаете с детьми, и вопросы звучат постоянно. Если бы вы их записывали, и вы начали это делать. А вот как найти ребенку ответ на свой вопрос? Вот здесь и сейчас. Как это сделать? Без вот ваших этапов? Ну, он обращается же к энциклопедии, которые имеются у нас в группе, в уголке в любознании. Он там что-то там посмотрит, что-то у меня спросит. Хорошо, я тогда немножко по-другому переформулирую, наверное. Встречали ли вы, все-таки вы готовились, вы изучали какие-то там источники, да, читали и так далее, и так далее. Встречали ли вы такой вот способ или прием работы с детьми, когда дети зарисовывают свои вопросы проблемные и свои вообще дальше выводы? Встречались ли с этим? К сожалению. Посмотрите, рассмотрите тоже эту линию. То есть если ребенок же не может писать иногда, они могут зарисовать. Та же самая, где вопрос, где остывает быстрее там горячая вода? На блюдце, в чашке, ну или там, допустим, тарелке. Ну, как это.
Вот где-то здесь варианты связаны с тем, что ребенок сам этот вопрос поставил, он его зарисовал и сам находит решение. С этим не встречались еще. Нет, потому что это очень дети интересно. обычно подходят и спрашивают, чтобы зарисовать. Ну, если мы говорим о том, что исследовательская деятельность принадлежит самому ребенку, значит, ребенок сам ищет ответы на эти вопросы. Вот и все. А здесь, получается, вы все крутились вокруг того, как взрослый должен помочь ребенку найти ответ на его же вопрос. А если он не нашел? Если он пришел и обратился ко мне? Вот что тогда должен для этого делать педагог? Тогда я, вот, пожалуйста, пытаюсь вместе с ним найти ответ на этот вопрос, который он задал. Ну, в общем, я вам желаю, честно говоря, разобраться очень хорошо в этом. Это то же самое, что с свободной игрой. Вот абсолютно то же самое. Ситуация такая же сложилась. То есть вроде вы говорите, но где-то на пути еще понимания, но не до конца понимания. Поэтому путь, конечно, это же интересно. Для вас тоже исследование. Для меня очень. Для вас тоже поиск такой будет профессиональный дальше. Спасибо. Еще один маленький комментарий. Исследовать можно все, кроме живого. Да? Поэтому вот как-то деление птиц на головы, хвосты и лапы, это для ребенка не очень хорошо. А если они спросили, вот спросили, он играет этими игрушками, он меня спросил. Ну, вы как бы спросить, может, ребенок хоть что, но вот демонстрация вот этих голов, лап и прочих других вещей, это не есть хорошо. Да? Поэтому, ну вот вы представьте, это живое существо, да, и мы, вот как бы там ни было, делим его на какие-то части. Но это для ребенка это не хорошо. Подрастет, они уже сами там будут понимать, что есть картинки, есть там то, все это. А малыш он само воспринимает целостно, тем более живое существо. Хорошо? Да, рекомендация просто. Есть еще вопросы? Спасибо большое. К мастер-классу готовится Коллегова Елена Михайловна, воспитатель детского сада номер 8 село Визенко Сысольского района.
Мастер-класс показывает Елена Михайловна Колигова, село Визинга, Сысольский район. Добрый вечер, уважаемые коллеги и члены жюри. Жил-был шум. Собрался раз погулять. В лесу листьями пошелестел, на лугу травой прошуршал. Целый день дарил свой громкий звонкий голос. То скрипит, то дребезжит, то шуршит. А на него никто внимания не обращает. Вечером устал, заглянул в наш детский сад. Увидел вязаные игрушки на полочке, забрался в них и уснул. А утром проснулся от веселого звонкого шума детей. А ребята взяли игрушки и начали с ними играть, а игрушки зазвучали. Понял шум, что он умеет радость дарить, всех детей веселить. С тех пор шумок и живет у нас в группе. Свои красивые звуки издает в веселых вязаных игрушках. Вот такую сказку я придумала для наших детей. С этого я начинаю знакомить. А идея создания игрушек-шумелок мне пришла от Гунзиков Вячеслава Воскобовича. Но я внесла свои нововведения. Работу с игрушками я строю поэтапно. После знакомства со сказкой я знакомлю детей с названиями и внешним видом героев. В моей кабинке есть разные игрушки. Божья коровка, пчелки, стрекозы, лягушки, капельки. Они изготовлены из капсул киндер-сюрпризов, наполнены разными наполнителями, обвязаны шерстяной ниточкой и синильной проволочкой, украшены разными элементами. В игрушках используются мелкие детали, поэтому надо обязательно наблюдение взрослых при игре с детьми. Малыши любознательны, а игрушки-то привлекательны. Игрушки-шумелки могут быть на палочках, также с одной петелькой или с двумя петельками для пальчиков. Экспериментируя со звуком, я услышала, что капсула, когда плотно закрыта, звук издается глухой. Поэтому я сделала отверстие, а наполнитель надо набирать покрупнее, чем отверстие. Следующим этапом работы с игрушками-шумелками это правило обращения с ними. На этом этапе я показываю, как держать и что с ними делать, и чтобы они ожили. Но при этом не сломали их. Приглашаю сюда 4 человека, у кого мешочки в ладошках. Да, мешочки. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Я предлагаю вам окунуться в творчество и создать
свои игрушки-шумелки из этих мешочков. На столе лежат капсулы, разные наполнители, а также элементы для оформления ваших игрушек. Можете творить чудеса. А сюда приглашаю еще 4 человека, у кого есть шумные игрушки. Веселые шумные игрушки, сказочные персонажи. И сюда, пожалуйста. Мы будем с вами оживлять наши игрушки. Дети могут, конечно, увлечься этими игрушками и сильно их нажимать или из рук упускать. Мы им обязательно делаем замечание немножечко. Бережно и аккуратно будем игрушками играть. А я тоже с вами поиграю. Что можно делать с игрушками? Что предлагайте? Пошуметь, молодцы. Позвенеть, пошуметь, покачать. А еще что можно сделать? Прятать. А еще можно побегать. А можно побегать и по соседу, если он разрешит вам. Можно потереть между ладошками и сделать массаж ладошек. И бережно, аккуратно играем с игрушками. Легко и очень быстро можно превратить игрушки в пособие для дыхательной гимнастики, прицепив их на петельку. И подуть. У кого-то далеко полетело, а у кого-то звенит. Звенит, шумит. А это потому, что разные наполнители в этих игрушках. У них разные звуки. Мне петельки, пожалуйста. Аккуратненько. А дети предлагают еще и свои действия. Еще что можно с ними сделать? Можно поиграть. Да, можно с соседом. Да. А на 4-м этапе мы проводим упражнения с игрушками-шумелками на развитие эмоций, двигательных навыков, также артистических способностей, слухового внимания, также развитие и психических процессов, памяти, речи и внимания. Так, первое упражнение называется «Кто герой?». Для этого мы выберем ведущего, можно по желанию. Ведущий встает за ширму, а мы каждый издаем звуки, называем своего героя и отдаем ведущему. Солнечный зайчик. Божья коровка. Наша задача. Все, укажу уже. Прячем. Наша задача с вами узнать по звуку своего героя. Да. Цветок. А кто это? Кто? Пожалуйста. Пчелка моя. Ой, боже, коровка. Это мой солнечный зайчик. Это моя. Так, спасибо большое. Следующее упражнение на развитие внимания и саморегуляции. У меня называется стоп-сигнал. Для этого сигнал флажка. Флажок вверх звучит громко,
звонко шуршим. Сигнал флажок вниз, тишина, перестаем шуметь. Поиграем. Спасибо большое. Следующее упражнение называется «Какое настроение?». С младшей группой мы знакомимся через показ. Я показываю, и вместе с детками мы упражняемся. Грустный. Покажите, какой у вас грустный герой сказочный. Веселый. И улыбаемся, через мимику передаем. Грустный. Удивленный. Спасибо большое. Со старшими уже детками ребята могут уже изобразить свою эмоцию через только звуки. Я называю грустный, веселый, удивленный. А еще можно использовать карточки. Через карточки детки также могут использовать и показывать эмоции. Следующее упражнение – это громко-тихо. Для развития ритма. В младших группах делаем одновременно. Громко, тихо, громко, тихо. А в старших, даже в школьном возрасте, уже показываю ритм. А ребятки изображают. Послушайте внимательно. Еще раз. Молодцы. А еще можно проводить упражнение, это когда уже голосом можно изобразить. Ля-ля-ля-ля-ля. Изображаем шумом. Даже спеть можно. Ля-ля-ля-ля-ля. Хорошо. Следующее упражнение называется «Как ты думаешь, кто там?». Здесь прячется любая капсула со звуком. Издается шум, а вам задача узнать, кто это, и сказать, кто это может быть. Ёжик. Ну, пчелка. Очень быстрая кошка. Очень быстрая кошка. А теперь изобразите, пожалуйста, мимика и движение этого героя. Покажите, покажите. Изобразите, покажите, покажите. Подвигайте. Спасибо большое. Следующее упражнение называется «Изобрази по звуку». Издается звук, а мы должны по громкости звука изображать линию. Игрушки переносим на левую ладошку, а пальчиком рисуем звук. Если звук громкий, пальчиком рисуем звук. Поднимается пальчик вверх. Если звук тихий, спускаем вниз. А если прерывистый, прерывистый. А можете и с героями поиграть, рисовать линию. Куда линия идет? Куда идет линия? Молодцы. Спасибо большое. Так, для развития диалогической речи мы выбираем небольшие тексты. В них можно включить чистоговорки. Божья коровка, пошурши. Разверни. Разверни. Мальчик, засунь. Вот. Божья коровка, пошурши. Где ты прячешься, скажи? В дереве, в дупле. Спасибо. Пчелка, пчелка, расскажи, что ты ела сегодня? Пыльцу.
Совушка, совушка, полетай, звонкий голос нам подай. Совушка так летает. Можешь так. Цветик, цветик, семицветик, расскажи, где ты растешь? Подскажи. Также можно использовать чистоговорки. Например, Божья коровка, пошурши, где ты спрячешься, скажи. Шу-шу-шу, шу-шу-шу, я летаю. Не хочу. Да. Пчелка, пчелка, расскажи, что ты видела вдали? Жу-жу-жу, видела я там пчелу. Совушка, совушка, нам скажи, что ты ела сегодня, расскажи. Цветик, цветик, семицветик, расскажи, о чем ты сегодня можешь нам рассказать интересного еще? Из того, что я ела? Почему не ела? Пчелка в гости прилетала. А у меня так и ела. А чистоговорочкой? Ну ладно. Да. На пятом этапе мы знакомимся уже с текстами с помощью игрушек-шумелок. В младшем возрасте знакомим с потешками, с небольшим количеством шумных звуков. Со среднего возраста озвучиваем до 50 героев, а в старшем дошкольном возрасте озвучиваем уже собственные сказки с применением игрушек-шумелок. На шестом этапе мы создаем игрушки-шумелки. Я назвала его плавающим, так как на этом этапе этот этап может совпадать с предыдущим или быть раньше него. Дети могут придумывать вначале сюжет сказки, а потом героев, а может быть наоборот. Новые герои натолкнут их на новый интересный сюжет. Ну что, к нам спешат уже новые герои. Подходите к нам, пожалуйста. Елена Михайловна, у вас время. Ну что, пошуршим? Вы немножко пошуршите. Что вы нового узнали о мастерах? Расскажите. Много? Что я узнала? Да. Ну что, можно писать их необычным. Да? Да. Что можно из перчатки, например, дополнять другими, вот, например, этими. Пошуршите. Можно создать собственную игрушку-шумелку. Можно придумать очень интересные шумелки для детей. Можно играть на длительности, как бы на высоту. Что у игрушек-шумелок очень большое разнообразие, где можно использовать, судя по... Мне очень понравилось просто. Просто. Тут различные игрушки-шумелки, которые можно использовать в разных областях. Большое потенциал. Спасибо вам большое, благодарю вас за участие. И с вами было очень приятно посотрудничать. Спасибо большое за идеи, которые вы тоже натолкнули мне вот на новые игрушки, шумелки. Благодарю вас. Можете игрушки взять себе. Спасибо. А теперь я готова ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, Елена Михайловна. Коллеги, члены жюри, пожалуйста, вопросы. Скажите, пожалуйста, Елена Михайловна, с родителями вы делаете такие игрушки? Конечно, всегда с удовольствием. И с родителями, и с детками. Вы все время вяжете крючком или еще какие-то техники используете? Обматыванием тоже детки делают.
потом разными обклеиваниями, скотчем или чем-то таким. Вначале... Извините, пожалуйста, но такой немаловажный вопрос. А кто вас спонсирует на покупку ниток? Ведь это сейчас все, что делается handmade, давайте признаемся, это очень дорого. Да, я не спорю с вами, но эти нитки на самом деле очень дешевые. Самые такие, которые простецкие, даже не это. Понятно, спасибо. И можно... Елена Михайловна, спасибо вам за такой яркий опыт и мастер-класс. Вот. И я бы хотела, чтобы вы, знаете, обратили внимание, у нас есть тоже очень замечательный опыт в 113-м детском саду в Сыктывкаре, вот, где педагоги, работающие с детками исключительно раннего возраста, они создавали вязаные перчатки-тренажеры, да, и вязаные игрушки тоже на пальчиках для игровой деятельности, для сенсорного развития. Великолепный опыт. Вам будет тоже очень интересно. Я уверена, что, может быть, вы даже как-то свяжетесь, да, с педагогами. Вот, как-то, может быть, обменяетесь опытом. Вот. Скажите, пожалуйста, а вы с какого возраста начинаете? Со второй младшей группы, да, подготовительной. А вот у старших деток интерес не теряется. Мы знаем, что сейчас дети 7-летние, может быть, как-то вот это и уже. Мы же с ними потом составляем сказки. С этими сказками они уходят, с этими же игрушками уходят иногда и домой. Дома возвращаются, рассказывают новые подготовишки, да, и конечно, нет, они их у них в шкафчике живут, поживут и в шкафчике, поживут и там на полочке, может они в кукольный уголок их положат. У них секреты им рассказывают, они к нам подойдут и нас и помассажируют, детки очень это нравится. Шумовым эффектом, конечно, это такая интересная. Да, и они веселые, они же всегда что-то говорят, шуршат. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, они вот сделаны из ниток, да? Ну, То есть это как бы вариант мягкой игрушки, но ниточный, да, вариант. Вообще какая-то обработка, Кварцевание. Но они домой, когда берут, мы тоже приносим, у нас все идет под кварцевую лампочку. Кварцуем. Еще такой вопрос. Какова может быть образовательная ценность вот данного материала? Вот ее пока я как-то не увидела, не соотнесла. Такое ощущение у меня сложилось, ну это лично мое, да, ощущение, что вот появились эти игрушки, в них там что-то наполнено, и, соответственно, их нужно как-то применить, да, то есть вот это вот нить. И, соответственно, применение уже пошло в спектр разноплановых характеристик, да, а все-таки мы, как педагоги, мы должны задумываться о целевой сущности, да, используемого материала, насколько он развивает, формирует ребенка, воспитывает и так далее. То есть есть какие-то у вас варианты? Есть, это очень хорошо влияет на развитие речи. С детками мы учимся вначале с потешками. Можно я немножко вас сориентирую, да? Шумовой эффект, он на какую речевую составляющую будет нести? Звуковысотную звук развивает детей через шум. Вот, может быть, я задаю вопрос, который вас заставляет немножко, наверное, задумываться, да? Все-таки шум. И вот разный шум, для чего он ребенку и что он несет в развитии этому ребенку. Да? То есть вот если эта линия как-то будет найдена с вашей стороны, да, потому что на самом деле задумка-то, может быть, имеет право как бы к существованию, к развитию, но просто нужно понимать, да, в нашей педагогической работе, в вашей педагогической работе, может быть, в работе тех педагогов, которые вашу идею перенесут в свою деятельность, в работу с детьми, да, должны понимать, какие задачи воспитания, развития и формирования ребенка мы здесь ставим, да, то есть чтобы это не было вот таким, знаете, стихийно пошумели, пожурчали, да, какие-то стишки там, фразы закончили звуком, да, вот этим шумящим. А какой эффект? Эффект составления своих сказок, своих историй, которые они все переживают, они же потом с этими шумелками
обыгрываю А и почему, рассказываю. это шумелка? Вот знаете, вот я все связываю с шумом. Меня зацепило в вашей вот формулировке игрушки, шумелки. И акцент я ставлю именно на шумящем эффекте. И вы на нем тоже ставите. То есть насколько вот этот вот шумовой эффект, он нужен в отношении ребенка, в отношении сказок, как вы сейчас говорите, и их сочинения. Ну, то есть вот связывайте, да? То есть внимание может быть, да? То есть вот такой эффект, как внимание отдельно. Эмоции тут нужно думать. То есть, ну вот я направила, может быть, вы подумайте еще, да, вот такой образовательной целесообразности, так скажем, шумового эффекта игрушек. Спасибо. Елена Михайловна, у меня очень простые такие вопросики, да, ну, во-первых, вам спасибо за то, что вы сама такая очень улыбчивая, такая, знаете, вся мягкая, это действительно так. Вот, скажите, пожалуйста, почему вы решили, что мастер-класс это именно апробация каких-то определенных игр или упражнений? Почему вы так решили? Потому что это строится поэтапно, чтобы дети вначале узнали о вот таких интересных игрушках. Хорошо, немножко, А наверное, потом... я неправильно вам задала вопрос. Почему вы считаете, что на мастер-классе участники мастер-класса обязательно должны выполнять ваши игры и ваши упражнения? Ну, не лично вашего человека, который видит. Почему? Но они же должны увидеть, как с ними можно пользоваться и как их можно использовать в своей работе. А почему вы у них не спросили? Как они могут использовать эти же игрушки, которые они сделали в своей работе? Ну, я хотела только услышать, я не услышала ответа обратного на Просто репетиции. я к чему веду, Елена Михайловна, дорогая, вы потом подумайте, это не обязательно все проигрывать, да? Это не практику, не какое-то практическое занятие. Я понимаю. Мастер передает свою ценность как педагог. Если вы педагог по театру, правильно я понимаю, да? Педагог по театру, тогда какие есть сложности, например, там в постановке, ну, театрализации, театрализованных каких-то сцен, какие есть сложности, над чем можно поработать, и вы это делаете вот так, например, да, и показываете череду, это не обязательно показывать, чтобы люди проигрывали, это можно делать очень динамично, быстро, поэтому вот как бы, ну, мы смотрели, нам было, конечно, не очень интересно, да, чем те, которые у нас там были, у вас действовали. Поэтому, мне кажется, вот немножко такая путаница где-то в голове она произошла, потому что хотелось больше именно ваших комментариев к тому, как это можно использовать. Вот интересные у вас находки были. Вот я чуть-чуть не успела составление сказки. Спасибо большое, Елена Михайловна, спасибо большое. Поблагодарите, коллеги, пожалуйста, я поняла, что вы самые стойкие, мы с вами самые стойкие класс. Нам, конечно, сложнее вдвойне, вы понимаете, да, прекрасно. Вот, поэтому мы приглашаем следующего участника для подготовки. По-моему, если я не ошибаюсь, это у нас сейчас Сосногорский, город Сосногорск, Сосногорский район. Ольга Валентиновна Ларгачева готовится. И у нас остается с вами 3 участника. Поэтому Екатерина Викторовна Станкевич, УСИС, Елена Павлова, Санта, и самый, наверное, такой стойкий человек, Валентина Анатольевна, да? Алексеевна, прошу прощения, Бровно-Ижевский район. Поэтому, коллеги, пожалуйста, соберитесь, мобилизируйтесь. Что-то, если можно, то, что вам кажется не важным, не нужным, не ценным для профессионального сообщества, оставьте. И самую суть вашего мастерства, пожалуйста, всем преподнесите, потому что всегда на мастер-классе хочется увидеть именно чем хороший этот мастер. Мобильность, гибкость приветствуется.
Уважаемые коллеги, мы просим вернуться тех, кто у нас в соседнем помещении, в коридорах, холлах нашего института. И мы приглашаем сейчас к профессиональному диалогу Ольгу Валентиновну Рогачеву, детский номер 11 города Сосновоборска. Поэтому, Ольга Валентиновна, я уже вижу, что вы собираетесь продолжать вчерашнюю линию, поэтому смело начинайте прямо со вчерашнего последнего вашего слова. Извините, минуточку. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги и члены жюри. Однажды педагогам одного из детских садов Европы пришла в голову мысль, а что если убрать все игрушки из детского сада? Они разработали проект «Детский сад из игрушек». Микрофончик возьмите, пожалуйста. Или разверните для этого, потому что трансляция идет, чтобы вас слышно. Они разработали проект «Детский сад без игрушек». Но этот проект был не полностью против всех игрушек, а на некоторое время без них. Результаты превзошли все ожидания. Дети начали придумывать новые идеи для игр, включать свою фантазию и придумывать различные игрушки из самых обыкновенных предметов. Самое главное, что в этот момент у них развивалась память, мышление, воображение, и они сами между собой перестали намного меньше конфликтовать. А вы, дорогие коллеги, сейчас можете вспомнить свои игры из детства, когда под рукой не было игрушек? А еще что? Еще какие игры? Ну, не было, когда у нас игр покупных у многих. Вот. Как бы я-то помоложе буду немножко, а у многих раньше было стеклышки. Хорошо, я вот такой самый такой, магазин. А как магазин, да? Листочки мы используем. Но согласитесь, в основном, в принципе, мы играли с вами из ничего. Ну и также тема моего мастер-класса для педагогов игры из ничего. Я попрошу, пожалуйста, 4 коллег подойти ко мне сюда, к столам. Еще один, да, там чуть-чуть одному. Обратите внимание, да, что на столе, в принципе, стоят и лежат такие вещи, как пластиковые стаканы, ножницы, да, ничего особо сверхъестественного нет. Вот этой группе я предлагаю приготовить вот такое как бы мини-пособие. Называется «Игра с фонариком». Так, рисовый, да? Детям очень интересно. Вставляешь фонарик и получается вот так подсвечиваешься. Разные. Это, у меня здесь подводный мир. Как бы для вас вот у вас конвертик, фломастеры, вот раз. Ну, получается для фонарика. Давайте. Все, что хотите, подумайте. Второй, получается, это у нас будет опыт, тоже из ничего, обыкновенная салфетка. И у нас тут будет вот так. Что на ней, в принципе, ничего нету, да? Ну, белая. Мы ложим ее в воду. Она проявится. Я обычно показываю. Если пошевелиться, прям будет прям туча. Это вот, хотите, может, нет. А еще можно придумать со стаканчиками, с пластиковыми различные. Можно придумать также прохождение, например, каких-либо лабиринтов. Едет машинка по дорожке. Можно придумать какой-то лабиринт. Можно придумать сказку. Да? Это также получается, что в принципе из ничего. Вот вам нужно сделать
Вот такого принципа. Один делает опыт, другой такого принципа. Да. Пока девочки изготавливают, я хочу поиграть с аудиторией, с оставшимся. У меня есть листы бумаги, разделю на 3 группы. И из простой бумаги, самой обыкновенной, предлагаю поиграть. Например, одной группе придумать игры на развитие речи просто с листком бумаги. Вот вам дали листок бумаги, придумайте. Другой группе на физическое развитие и третьей группе там как-то объединитесь на музыкальность, на извлечение звука. Что у вас получается? Если кто-то готов из группы, можете уже сказать с бумагой. Давайте начнем, наверное, по речевому развитию. Что можно сделать с бумагой? Кто придумал? Что, давайте я вам подскажу. Можно взять, например, листок бумажки, разрезать на полосочки, сделать такую как гармошку. И, например, если с детьми проводишь занятия по речевому развитию, можно для закрепления устроить с ними такие мини-соревнования. Там будет и физкультура, и артикуляционная гимнастика. И сделать эти гармошки как гусенички. И в стол дуть тихонечко, но чтобы она не улетала по столу. И она будет у вас, получается, кто быстрее ее сдует. У вас? Да, на извлечение звука. Помахать, и извлекать звук ритмично под музыку, и оркестр. Еще можно сунуть такую тоненькую расчесочку в бумажку, и будет звук. Подсказывают, что можно рвать. Можно рвать. Можно рвать? Можно, конечно, можно рвать. Ну, на физкультуру там, конечно. Питание. Можно скотчки на кочку, можно строить эстафету, можно кидать в корзину. В принципе, можно придумать много, очень много, просто с бумагой. Вот, не говорю, что полное занятие, а добавить в занятие или в совместную деятельность. Девочки закончили? Заканчиваете, да? И давайте смотрю, первая группа сделала. Что у вас получается? На какую вы тему сделали? Космос. Космос. Расскажите нам, пожалуйста, что вы сделали, Анна Николаевна. Так, у нас был недавно праздник космос, мы решили сделать такую тему космическое. Согласитесь, что ничего сложного не было сделать такое пособие, правильно? Да. Да. Интересно. Можно любое, можно придумать и с животными, и на познавательное развитие, вот что космос какой-то, подводными, с животными, не знаю, можно даже с математикой, может быть, спряталась там цифра или что-нибудь. У вас, девочки, получился опыт? Надо пускать? Да. Я только нарисовала, но все из-за лета. Хорошо. Жилет. У меня солнышко. Угу. Дерево. И гусеница. Угу. А у вас что получилось? Вот, когда хорошо, тоже можно. А скажите, пожалуйста, уважаемые коллеги, что здесь со мной находится, что в аудитории, вообще, где можно будет использовать вот эти такие мини-игры и пособия, игры из ничего?
в какой деятельности можно использовать? В каких областях образования? Вообще как бы можно использовать во всех. И потому что то, что в аудитории было, да, мы на развитие речи можем взять бумагу, на музыкальное, на эстетическое, на коммуникативное развитие, что общаемся. То, что можно театр сделать на стаканах. С опытами это у нас будет экспериментировать, можно использовать везде. Спасибо большое. Да, можете забрать себе, если хотите, можно, конечно. Можно, да. Ага, надеюсь, вам понравились мои идеи. Позвольте нашим детям играть не только с магазинными игрушками, но и с играми, которые можно придумать самим. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Валентина. Сейчас традиционный вопрос от члена жюри. Спасибо большое. Ольга Валентиновна, правильно? Скажите, пожалуйста, да, вот такой интересный, детям всегда интересно, из ничего сооружать, что-то творить. А вот вы свое выступление, да, уже не сегодня, не вчера, начали с того, что убираем все игрушки из группы. А где еще можно использовать вот данное для того, чтобы дети проявили наибольшее творчество? Если я правильно поняла, то вы сегодня демонстрировали нам то, как вы учите, да, детей? Ну, как бы мастер-класс для педагогов в плане того, что... А могут ли дети сами? Могут. А как? Ну, смотрите, и где это целесообразно сделать? Ну вот, например, смотрите, у нас идет какое-нибудь занятие, например, по ознакомлению с окружающим миром. Не экология, а ознакомление. Мы можем закрепить с детьми свойства воды, например, вот тем же опытом с водой. Или что, почему на бумаге проявляется. Можно использовать в познавательном развитии в этом смысле. Или я неправильно поняла вопрос? Игры из ничего. Значит, я поняла так, что ничего нет, да, вы вносите, да, а где целесообразно еще использовать? Ничего нет, никаких игрушек. Эти игры можно использовать, например, те же на стаканчике. Поехали. А на прогулке? На прогулке можно использовать. Зачастую у нас дети выходят на прогулки именно ничего нет. Да. Можно использовать на прогулке. Взять с собой бумагу сделать, самолетики. Можно даже поехал в отпуск, сидишь на вокзале в ожидании. Ведь этих игр из ничего много. Можно сделать из шарфика куклу, там, несколько узелков, посиди, поиграй, сделай кукольный театр. Если ты поехала, например, на вокзале, если вот так, или на улице, из бумаги можно сделать самолет. А дети ваши без игрушек на прогулке играют? Играют. Как вы их поддерживаете инициативу? Я могу даже вместе с ними и побегать из горки, пока там вместе. Когда вы акцентируете внимание на том, что для познания, для развития. Нет, ну с ними, например, что-то интересное могут подойти, спросить. Я всегда стараюсь ответить, если я знаю на этот вопрос, там что-то с ними поиграть или что-то понаблюдать. Бывает, что вот, ну да, бывает такая ситуация, что на улице дождь, и мы гуляем на веранде, но нету там игрушек. Мы также можем какие-то игры подвижные поиграть вместе с ними, что-то может с собой. Ну, можно взять такие же вот стаканчики с собой, фломастеры, оно маленькое, занимает чуть-чуть. И нарисовать или сделать, устроить эстафету. Можно какие-то условия создать? Можно, конечно, можно. Можно, да. Их очень много. Игры с песком, да? Организовать камушек, превратить в Конечно, можно. Это просто я проверяю. Вот, Валентина, скажите, пожалуйста, у вас стаж работы какой? 4 года. 4 года, то есть он небольшой, да? Согласитесь. У вас вот от этого конкурсного мероприятия, мастер-класс, какие были ожидания вот от сегодняшнего дня? Не от себя, а от сегодняшнего дня. У вас учиться чему-то новому у более опытных коллег. Чему-то научились? Скажите, пожалуйста, вот чему научились у коллег, которые были до вас? Ну вот конкретно, чему научились у коллег, то если кто-то приходит от памяти, скажите, пожалуйста. Коллеги все обратно. Мне понравилось, как делать книжки. Так.
про исследовательские проекты. Ну, много что понравилось. Я как бы черпаю, просто потом мы придем вечером домой с моим наставником, мы это все обсудим, и она мне, что я не понимаю, может еще объяснить, что у меня мне не хватает опыта такого. Я вот смотрю на более опытных коллег, у которых ого-го какой стаж за плечами, и для меня это очень такая вот колоссальная Спасибо. А еще скажите, пожалуйста, вот для вас, как человека молодого в области дошкольного образования, скажите, пожалуйста, мастер это кто? Вот как вы понимаете, мастер это кто для вас такой? Какой у вас образ? Мастер это тот человек, который знает свое дело. Мастер может быть не то, что любой человек, а тот, кто он должен понимать вот свою, например, плотник-мастер, он должен знать свою плотническую работу. Я не могу быть плотником-мастером, потому что я не знаю. А педагог-мастер? Педагог-мастер. Ваше понимание это кто? Тот, который должен знать свое педагогическое дело, что не только там методическую какую-то литературную работу, а все вместе в общем, и методическую литературу, например, и уметь ее применить в практике, и работать с детьми, например, там, если ты воспитательница. И хорошо. И с родителями ты должен уметь работать, и с педагогами. Ну, вы считаете, педагогов-мастеров много или их единицы? Ну, я затрудняюсь, честно, такие. Не скажу, что. Это просто к вопросу как раз о конкурсном испытании мастер-класса. Да? Я поняла, но я не могу ничего сказать, чтобы не быть не голословно или кого-то может обидеть, или наоборот, я не буду. Да, ну вот мы точно, вы понимаете, мы точно так же размышляем, вот как я сейчас веду с вами диалог, и точно так же каждый в своей голове размышляет, что такое мастер-класс, что такое педагог-мастер, чему я могу научить других, да? Чтобы как бы передать дальше то, чем я очень хорошо владею. Ну, согласитесь, педагог-мастер. Да. Вот. Поэтому спасибо вам большое за то, что вы выступили, показали то, чем на данный момент жизни вы живете. Ну и, конечно, если вы останетесь в нашей отрасли дошкольного образования, мы вам желаем стремиться, наверное, к вершинам педагогического мастерства. Да? Спасибо. Елена, просто вопрос тоже, знаете, они у нас идеи летают в воздухе. У меня вопрос такой, вы навсегда решили остаться в этой отрасли? Педагогики? Да. Ну, думаю, да. Ну, тогда для того, чтобы вам помогал не только наставник, но еще и корифеи, да, и профессионалы своего дела, да, мы тут сидим с Еленой Леонидовной, как вы думаете о том, что вы можете продолжить обучение либо у нас в колледже педагогическом, либо в педагогическом институте. Добро пожаловать. Ну, я так сама по себе Ухтинский колледж заканчиваю. Ну вот, так что если уж попаду вот к Елене в университет. Да. Спасибо. Спасибо большое вам. Спасибо. Спасибо большое. К мастер-классу готовится Екатерина Викторовна Старокевич, детский сад номер 12, города Усинска.
Готовы? Спасибо. Мастер-класс показывает Екатерина Викторовна Станкевич, город Усинск. Здравствуйте тем, кто весел сегодня. Здравствуйте тем, кто грустит. Здравствуйте тем, кто общается с радостью. Здравствуйте тем, кто молчит. Перед началом моего мастер-класса я предлагаю вам несколько советов для того, чтобы ваш мозг работал активно. Читайте вслух каждый день. Это хорошее дыхательное упражнение, которое задействует зоны мозга, отдыхающие при молчаливом чтении. Ну и плюс новые знания, которые помогут вам стать более интересной личностью. Совет второй. Используйте ручку и бумагу. Записывайте свои мысли на бумагу. Так вы задействуете зоны мозга, которые помогут вам быстрее найти решение. Чаще общайтесь с людьми вживую. Живое общение помогает быстрее найти решение тех или иных проблем. Спорьте, задавайте вопросы, пробуйте доказать что-нибудь. Учитесь понимать других людей, и у вас всегда будет умный мозг. Творчество перед сном. Решение проблем зачастую лежит в творческой части вашего мозга. Поэтому рисуйте, пойте, творите. Это загружает мозг, разгружает мозг после рабочего дня. Мой мастер-класс призван помочь воспитателям не только создавать различные ситуации на развитие воображения и творческого проявления у ребенка, но и помочь увидеть исследовательским взглядом необычное в обычном. Жан-Жак Руссо говорил: «Час работы научит большему, чем целый день объяснений». Если я занимаю ребенка в мастерской, его руки работают на пользу его ума. Развивать творческие способности необходимо с самого детства. Объясняется данный факт очень просто. Все творческие задатки формируются именно в глубоком детстве, когда ребенок с радостью усваивает новые знания. В течение жизни они всего лишь дополняются и совершенствуются. Развитие творческих способностей, воображения, фантазии – это важная часть воспитания ребенка. Творческое мышление позволяет в дальнейшем ребенку не только воплощать свои знания в жизнь, но и придумывать оригинальные идеи и способы их реализации. Сам термин «творчество» имеет множество определений. Под творческими способностями подразумеваются индивидуальные качества каждого ребенка, которые определяют успешное выполнение какой-либо творческой деятельности. Ребенок с развитыми творческими способностями умеет применять новый опыт на практике, замечает детали, которые не видят другие, имеет большое количество оригинальных идей, постоянно стремится познать что-то новое, а также умеет создавать альтернативные решения той или иной проблемы. Основой этих умений является воображение и креативное мышление. Чтобы стимулировать развитие творческого мышления у дошкольника, нужно создать комфортные условия. Рисовать, лепить дети начинают с раннего детства. И если в 2-3 года ребенок делает это с легкостью, то уже становясь старше, он может сказать: «А я не умею». Это связано с рядом причин. В них отражается неуверенность, излишняя осторожность, также страх перед оценками посторонних людей. Почему же так происходит? Дело в том, что ребенку навязывают определенный штамп, что трава только зеленая, солнце светит только утром. Отрабатываются алгоритмы продуктивной деятельности, то есть повторение образца. Исключается возможность самовыражения ребенка в цвете и линии и боязнь педагога предоставлять ребенку большое количество продуктов деятельности, материалов для продуктов деятельности. В нашей творческой мастерской множество привычного и необычного материала. Такой выбор не случайен. Опыт показывает, что использование нетрадиционного материала и оригинальных техник позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции, развивает уверенность в своих силах, пространственное мышление, учит детей свободно выражать свой замысел, побуждает к творческим поискам и решениям, учит детей работать с разнообразными материалами. Также развивает чувство цветовосприятия, фактурности, мелкую моторику, развивает творческие способности, воображение и полет фантазии. Работая в нашей творческой мастерской, я представляю детям возможность
выбора средств изображения, применяю игровые приемы, исследование неизвестных материалов. Все это помогает не допустить в детскую продуктивную деятельность скуку и однообразие. Существует много занятий и игр, способствующих развитию творческого и креативного мышления у дошкольников. Это может быть простое наблюдение на прогулке, это может быть игра, рисование, чтение. Когда мы гуляем с детьми на улице, обращаем внимание на детали. Это позволяет не только развить творческие навыки, но и расширяет их представление об окружающем мире. И еще немаловажно. Дети всегда благодарны взрослому как выдумщику. Ведь современный педагог должен быть креативным, он должен уметь импровизировать именно для того, чтобы отходить от планов, конспектов, для поддержания детской инициативы. И первый материал, который я хотела бы вам сегодня продемонстрировать, который мы используем в нашей творческой мастерской, это опилки. Я предлагаю вам рассмотреть их, можно потрогать, пощупать. Опилки разные, абсолютно разные. Опилки разные по своей структуре, по размеру, цвету. Хотела бы задать вам вопрос, как вы думаете, какие опыты можно провести с опилками именно в творческой мастерской? Ага, хорошо, да, создать картину. Именно опыты в творческой мастерской, исследовательскую деятельность с опилками и опыты. Можно посмотреть, какие опилки лучше красятся и чем, на какой клей они лучше приклеиваются, на ПВА, либо на клей-карандаш. Можно использовать другие материалы. Оклеются ли опилки на клей, на пластилин, приклеиваются ли опилки к скотчу, и какие опилки лучше приклеиваются, мелкие опилки или крупные опилки. Опилки очень легко красятся. Для этого мы используем либо гуашь, либо пищевые красители. Раствор должен быть насыщенным. Опилки погружаются в этот раствор, оставляют на 1-2 часа, затем отжимают лишнюю влагу и расстилают их либо на бумагу, либо на клеенку. Опилки довольно быстро высыхают, это буквально за ночь, но в процессе высыхания их лучше перемешивать, чтобы они высыхали равномерно. Если мы используем мелкие опилки, то при высыхании они превращаются в комочки. И вот для того, чтобы эти комочки превратить обратно в мелкую пыль, лучше это предоставить работу детям, так как это идет и дополнительный массаж, и также дополнительное исследование данного материала. После окончания высыхания опилки можно поместить либо в баночки, либо в зип-пакеты для удобного применения в творчестве. Для детей младшего дошкольного возраста мы используем крупные контурные рисунки для того, чтобы сначала научить детей, как именно работать с опилками. Мы учим их работать именно щепоткой, брать опилки, аккуратно их посыпать. Для детей старшего дошкольного возраста мы можем использовать их собственную задумку, то есть они могут подготовить работу, могут подготовить уже рисунок, заготовить чертеж и уже его раскрашивать при помощи опилок. Затем отдельные элементы опилок мы можем прокрасить фломастером, либо дополнить элементы гуашью, либо акварелью. Вот здесь на фотографии представлены работы детей, где дети сначала используют некрашенные опилки, а затем уже доуполняют рисунок при помощи акварели и гуаши. Для того, чтобы опилки не осыпались, их лучше закрепить при помощи лака для волос. Тогда они очень хорошо держатся, и рисунок дольше сохраняет свою красоту, и ребенок им, так скажем, наслаждается. Также опилки вы можете приготовить самостоятельно. Для этого можно использовать обычные карандаши и точилку. Дети старшего дошкольного возраста с большим удовольствием готовят их самостоятельно. То есть просто когда они садятся точить карандашики, у них остаются опилки, и они их используют уже дальше в своем творчестве.
Хотелось бы задать вам такой вопрос. Как вы думаете, а чем полезно рисование опилками для детей? Ну, вообще опилки, сам запах свежего опила, он расслабляет. Детям он нравится, детям нравится структура опилок. Если это опилки крупные, то здесь еще идет дополнительный массаж. На кончиках пальцев у нас находятся нервные окончания, и когда дети работают при помощи опилок, рисуют, создают свои шедевры, у нас происходит массаж. Также, когда дети закрепляют опилки, то есть мы сначала наносим клей, затем сыпем сверху опилки и сверху также придавливаем ладошками, что, во-первых, это лучше фиксируются опилки, а во-вторых, идет именно вот массаж и тактильные ощущения улучшаются. Дети отдыхают, успокаиваются. Работа с природным мелким материалом также развивает тактильные ощущения и тактильную память. Грубая структура природного материала стимулирует нервные окончания, находящиеся на подушечках пальцев, и у детей лучше развивается речь. Дети учатся общаться. Также этот массаж очень полезен, так как он влияет на подготовку детской руки к рисованию и письму. Следующий материал, который я вам хотела продемонстрировать, который мы очень часто используем в нашей творческой мастерской, это конструктор Лего. Всем он известен, это и крупный, и мелкий конструктор Лего, который мы используем. Данный материал, как уже видно на рисунках, дети используют в виде создания картин. Картины создаются при помощи отпечатка. Работать конструктором Лего очень интересно, потому что мы можем отпечатывать абсолютно любой стороной. Это могут быть не только шипы, но и могут быть любая сторона конструктора, которую именно захочет ребенок. Также могут создаваться объемные работы. В данном случае мы выкладываем сюжет из конструктора, а остальной заканчиваем сюжет при помощи обычных красок и кисти. На этих работах мы видим, что дети выкладывают основную модель, а работу заканчивают уже при помощи обычных красок. Такая работа может остаться на более длительный период. Если дети захотят, они могут закрепить при помощи пластилина конструктор Лего на листе, и тогда их шедевр остается, так сказать, они могут его забрать домой, не только. Еще один плюс именно вот, когда мы используем конструктор Лего при выкладывании, а не просто рисовании, рисунок может трансформироваться. То есть ребенок может в процессе игры или в процессе вообще дня, он может его изменить. Он может не сложить паровозик, он может добавить что-то, не только трансформировать сам паровоз, но и добавить в него еще что-то, используя также этот конструктор Лего. Прежде чем приступить к рисованию, также с малышами мы сначала выкладываем тот рисунок, который они задумали, а затем уже мы можем либо отпечатать его, либо оставить вот в таком виде, как уже ребенок сам захочет. И в заключение хотелось бы сказать: творите, экспериментируйте, не бойтесь использовать множество материалов, не бойтесь давать детям что-то необычное, не бойтесь инициативы, которые исходят от самих детей. То есть если вам ребенок предлагает использовать в творчестве не просто конструктор или опилки, а приносит какую-то игрушку, или ребенок принес вам какую-то веточку, которую он нашел на улице, вы можете также ее использовать в своей творческой мастерской. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Екатерина Викторовна. Коллеги, вопросы? Пока коллеги думают, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, а зачем вы опилки, извините, красите? Для чего назначение покраски опилок? Ну, во-первых, это мы можем уже крашеные опилки использовать в работе с детьми.
Если мы используем бесцветные опилки, то дети же создают творческую, ну, дети создают картину, и они принимают сами решение, красить их или нет. То есть они могут использовать как крашеные опилки, так и не крашеные опилки. И также идет исследовательская деятельность в процессе творческой мастерской, то есть чем лучше они красятся и хотят ли дети их покрасить. Потому что когда они создают рисунок из натуральных опилок, им хочется добавить туда цвета. И вот тогда они могут использовать либо уже крашеные опилки, либо покрасить эти опилки. То есть у нас есть и некрашенные, и крашеные опилки. Ну, в этом случае технологичность процессов, наверное, меняется, да? Как вы считаете, меняется технологичность процессов? Да, потому что когда дети используют уже крашеные опилки, здесь создается сразу шедевр. А когда мы используем натуральные опилки, здесь уже дети начинают свои цвета какие-то привносить. Потому что бывает такое, что среди крашеных опилок нет того цвета, который они хотят. Ну, а с точки зрения педагогического развития, вернее, развивающего компонента, что важнее, на ваш взгляд? Крашеные или все-таки не крашеные? Ну, не крашеные, потому что это все-таки природный материал. Поэтому, когда они находят опилки не крашеные, используют не крашеные опилки, они запах натуральный чувствуют. С точки зрения технологизации процесса, что больше развивает, когда ребенок использует крашеные, уже готовые? Не крашеные, конечно, не крашеные. Ну, крашеные мы в основном используем с малышами, когда мы только им даем технику, когда они создают уже готовый рисунок. Во-первых, это и время, которое идет именно с малышами, работа с малышами, а дети старше, они уже, естественно, с точки зрения технологии, для них познавательнее, полезнее и правильнее использовать некрашеные. А вот с точки зрения дифференциации вообще подходов, да, к работе в мастерской, вот, скажем, текстура у опилок, она разная, да? То есть она может быть от крупной до совсем-совсем мелкой пыли, да? А вот это как-то применяется вообще в работе с детьми? И вообще как-то, ну, есть какая-то разница между этим или нет? Это все зависит от желания ребенка, потому что какому-то ребенку, каким-то детям нравятся крупные опилки, а кому-то больше нравятся мелкие опилки. Технология процессов меняется при использовании структурных, разных структур? Да, потому что когда мы используем крупные опилки, мы используем один вид клея. А когда мы используем мелкие опилки, мы используем уже клей ПВА, и здесь уже можно создать более объемные, то есть на готовый рисунок можно также снова нанести клей ПВА и сверху насыпать еще больше опилок, и уже сам рисунок будет более объемный. А если без клея ПВА? Ну, без клея ПВА это можно использовать пластилин. Ну, в общем, вы как бы, да, уловили мысль, что да. Есть все-таки от того материала, который мы используем, технология процесса творческого, прежде всего, да, меняется, способы меняются, да, то есть процессы развития идут быстрее, наверное, да, мы так смею предположить, хотя, может, я не утверждаю. Это вот у меня первый вопрос. И второй вопрос у меня все-таки, скажите, пожалуйста, вот у конструктора Лего, который вы нам представили, у него есть своя основная функция? Конечно, это строительный материал, это конструктор в первую очередь, но наша задача именно использовать в творческой мастерской непривычные предметы для создания шедевров. То есть вот, например, я им показала конструктор Лего, что им можно вот рисовать. У конструктора Лего есть очень четкая запрограммированная внутренняя функция. Этот конструктор разработан уже, да, то есть он имеет технологию свою, да, то есть он имеет по цвету, форме, величине, механизмам соединения, да, то есть по своему объему трехмерному, да, то есть там уже все внутри зло. По сущности, это автодидактизм, да, будем так говорить. Вот. А мы используем его с точки зрения штампов, рисунков и прочее. Вот не совсем понятно, на каком основании мы используем уже готовый автодидактический продукт в таком вот плане. Ну а почему бы и нет? Мы можем использовать не только конструктор Лего, мы можем использовать абсолютно любой конструктор, который ребенок захочет.
Ну, вы поймите правильно, что как бы... Ну, основная же цель нашей творческой мастерской – это же увидеть необычное в обычном. И ребенок может применять его не только для строительства, но и для создания шедевров. Детям очень нравится. Ну, в этом случае мы тогда любой предмет, который имеет свое функциональное назначение, уже запрограммированное, можем использовать. Мы используем, просто я вам привела пример двух вот таких предметов, двух материалов, которые пользуются у нас большим спросом. Ну, как бы в мире-то, в общем-то, все уже определено, да, в этом плане. Использовать-то, конечно, можно хоть что, да. Ну, а если ребенок, вот инициатива от ребенка идет, ребенок захотел именно вот, ну... Вы, когда конструируете, вы видите, что самостоятельные дети работают с конструктором Лего очень успешно. Да. Да. И у них иногда, я не думаю, что у них возникает момент, когда они могут использовать что-то в рисунке или в штампе. Ну, в штампе еще могу согласиться, но в рисунке точно нет. Я не видела ни разу ребенка, мальчика, увлеченного конструктором, который вот как-то по-другому это мыслит. Это же программирование. Но есть же дети, которые не увлекаются конструктором вот именно, ну, не до такой степени, что вот только, ну, почему бы не показать ребенку, что можно использовать... Давайте палочки Кюзнера тогда приклеим, блоки Глениша приклеим на листочек и так далее. Ну, это спорный вопрос, конечно, может быть, вы останетесь при своем мнении, но я останусь точно при своем. Коллеги, пожалуйста, вопросы еще. Меня интересует вопрос безопасности при работе с опилками, особенно с маленькими детьми. Вопрос безопасности в том, что Вдохнуть, например, мы мелкие, ну, опилки достаточно мягкие, крупные опилки, занозы там не будет, они очень тонкие и они мягкие, да, то есть мы используем опилки, которые приобретаем для мелких животных, которые используются для подстила, они очень мягкие и в них не встречается. Второй вопрос, обязательно перед тем, как это дать ребенку, я обязательно проверяю этот материал сама, потому что если вдруг там что-то встречается, я не могу ребенку просто из пакета высыпать вот сейчас и все. То есть это заранее подготовленный материал, который лежит уже в баночках. Мелкие опилки, которые мы используем, мы их просеиваем от пыли. То есть там вот, чтобы вот совсем-совсем мелкой пыли ее нет. То есть там остается мелкая фракция, но, как сказать, совсем, вот, ну, вот совсем пыли нету, что вот сыпешь, и оно вот так вот в воздухе веет. Следующий момент, то что все-таки с детками младшего возраста мы стараемся использовать более крупные опилки. А уже вот с детьми постарше мелкие. Спасибо большое, Екатерина Викторовна. Я сама увлекаюсь нетрадиционным творчеством, да, мы тоже рисуем разные. Расскажите, пожалуйста, что у вас на столе представлено? Это наша творческая сумка с множеством карманов, в которой могут помещаться абсолютно любой материал для творчества. Данная сумка находится у нас в группе, как бы в самой группе дети ее практически не используют, потому что весь материал у нас есть в открытом доступе. А вот когда мы идем на прогулку, мы можем взять ее с собой, дети наполняют ее тем материалом, которым бы вот, ну, может быть, кто-то запланировал что-то на прогулке. Могут просто положить, могут использовать, могут нет. То есть бывает такое, что ребенок не закончил свою какую-то поделку, он может спокойно сложить в эту сумку материал, который ему необходим, и на прогулке это доделать. Также с этой сумкой мы ходим в гости. То есть мы можем, если чему-то новому научились, мы можем пойти в гости в другую группу и научить других деток тому, чему мы сами научились, также расположив весь материал в этой сумке. Еще раз, спасибо большое. Еще один вопрос. Была кулинарная мастерская, творческая мастерская. Как работает эта ваша творческая мастерская? Наша творческая мастерская в основном сейчас, в большей части у нас это творчество, потому что детки маленькие, вторая младшая у меня сейчас. Кулинарная мастерская у нас очень, так скажем, плодотворно работала прошлый год, потому что были подготовительные. С малышами мы кулинарную мастерскую используем довольно-таки редко. А вот творчество это... Это на занятии? Нет, это в свободной деятельности, абсолютно по инициативе детей. То есть ребенок захотел, он может спокойно взять материал, начать, дети к нему подключаются. Если у кого-то возникает какой-то вопрос у ребенка о наличии, но хочу сказать, что у нас в группе практически любой материал есть, которым может ребенок творить.
И если чего-то не хватает, например, веточек, мы можем их также с прогулки принести. Листики. Ну, в основном у вас все связано с рисованием, да, нетрадиционная такая деятельность, да? Что Да. эти последние предложили, вот, Саш, да, для того, чтобы они такое изобрели, такое творческое, что вот рисование какое-то, или там Рисование, или это вот рисовали они конструктор липучка, который вот ежик, вот они рисовали им. Это было, принесла девочка, у нас как бы в группе его пока нет в силу возраста этого конструктора, она принесла из дома уже готовую игрушку. И когда дети рисовали шариками, она у нее случайно упала вот в эту вот тарелочку с краской. И она, недолго думая, просто начала ей рисовать. Дети загорелись до такой степени, что мне действительно пришлось сходить в другую группу и принести этот конструктор. Еще один вопрос. Жалобы от родителей поступают, если дети дома рисуют всем чем угодно. Ну, как бы, как сказать, когда вот в группе, когда мы творим, мы переодеваемся. У нас родители прекрасно знают, что мы можем творить абсолютно всем, и ногами, и руками, и чем угодно, поэтому у нас лежит запасная одежда. А дома, ну, бывает, ковры страдают от пластилина, да, от красок. Но они как-то вот идут навстречу, потому что они видят горящие глаза детей, видят работы детей, которые получаются в итоге. Поэтому как бы вот, ну, конфликтной ситуации не было. Спасибо. Екатерина Викторовна, знаете, меня что интересует? Понятно, там интерес детей, инициатива, ее поддерживать, не сдерживать, это все понятно. Меня как бы интересует, вы вот немножко где-то что-то почитали? Ну, вот, в литературе, вот где-то что-то посмотрели, вот как это можно сделать, нужно ли это, важно? Вот просто хочу спросить. Да, да, конечно. Прежде чем что-то преподнести детям, это нужно изучить самой, попробовать это, потому что, ну, без этого, а как я могу утверждать, ну, не утверждать, а вот, ну, вообще педагог, как я могу чему-то научить детей, если я это не пробовала и не умею сама? То есть вот, если я не знаю ответа на какой-то вопрос, или же какую-то технику, или же если вот от детей исходит инициатива, а я это еще не пробовала. Я имею в виду, что, да. Допустим, вот, хорошо, тогда сначала задам вопрос другой. Почему, чем обусловлен выбор сегодня, здесь, сейчас рассказать нам именно об опилках и именно об конструкторах? Ну, опилки. Хотела предоставить информацию о том, что мы работаем и с природным материалом, и с искусственным материалом. То есть вот как бы, ну, не сравнение, а просто предоставление того, что мы используем и природный материал, и искусственный. Хорошо, тогда где-то вот на просторах там, Российской Федерации есть вот ваши сподвижники, но с точки зрения теории, которые именно ратуют за то, что нужно, можно, важно рисовать опилками, конструкторами лего. Вот кто-то есть такой? Или это вы сами вот, ну, захотели, сделали, и все? Как? Нет, я правда вас спрашиваю, где-то вам в любом случае, если вы так вот убежденно говорите и детям отстаиваете, вам же в любом случае вот это подспорье какое-то нужно, что кто-то уже так либо обосновал. Ну, не могу назвать именно конкретных людей, но на просторах интернета это довольно-таки много информации по этому поводу. Именно оттуда черпала. То есть именно там опыт тех родителей, которые это применяют. Я просто к чему задаю вопросы, да, потому что мастер-класс, он же всегда, это получается, эта практика подлежит тиражированию. То есть то, что вы показываете, это может подлежать тиражированию, ну, распространению. А если это может подлежать, то вы должны очень хорошие основания для этого иметь. То есть почему объяснять, пояснять, зачем? Оно получается, пока мы еще даже сами основания не имеем, попробовали в практике, понравилось, вот решили, значит, об этом рассказать. Да? Хорошо, я учту обязательно. Нет, а без этого никуда. У нас вот сегодня лейтмотив всего дня, что, к сожалению, такой самый, наверное, большой минус, что многие даже не понимают вот этих теоретических основ, научных, понимания нет того, зачем они это делают, что это дает ребенку и вообще как дальше с этим быть. И еще один вопрос. Вот скажите, пожалуйста, основная мысль, которую мы должны унести с вашего мероприятия, она в чем? Основная мысль в том, что мы должны видеть необычное в обычном, что для творчества мы можем использовать абсолютно все. И творчество, оно безгранично.
То есть, если ребенок захочет взять микрофон, вот он сейчас, и начать этим микрофоном оставлять отпечатки, я должна ему это разрешить. Это не творчество. Почему? Это же предмет, которым можно оставлять отпечатки, окунуть его в гуашь, и точно так же очень интересная форма получится. Нет, Вот. если оставлять ему отпечатки... Но так же, как у вас было отпечатки вот на лего-конструкторе, то же самое. Но если он не рабочий, почему нет? Да, то есть вот здесь нет, вы говорите, творчество без границ, можно все, здесь границы все-таки есть. И еще очень давно, когда-то, наверное, в году 2011, у нас во Франции очень серьезно был этот опыт распространялся. Этот опыт международный, я вам сразу говорю, когда дети много рисуют разными предметами, и они заполняют пространство листа. Такой опыт есть. Просто вы посмотрите, может быть, я почему говорю, в России нет, но он есть за рубежом. Но здесь другой момент, что они-то все опираются как раз на нашу опыт. Так что посмотрите. Спасибо. Спасибо большое. Екатерина Викторовна, можно с вами говорить по слову еще? Хотела поддержать как раз именно в штампах, да, я как человек, который тоже всегда интересовался последние 20 лет нетрадиционными техниками, вот. А пилки-то они тоже уже давно пришли, да, это еще с 19-18 века, когда детки, только вот крашеный вариант, да, это уже новшество современное. А так-то дети опилками рисовали, изображали, это очень давно уже идет, и на Руси это использовалось. И вот в плане штампов, действительно, вот Татьяна Валерьяновна правильно сказала, в западных детских садах, да, это очень популярно, когда идет и рисование шариками надувными, и различными овощами, и даже фруктами, да, вот. И, насколько я знаю, лего тоже используется разных форм, да, но только в штамповке. Вот, но то, что сегодня вот, я увидела, когда картины прямо создавались, да, там елочки, да, это я увидела тоже в первый раз. Штамповка, да, она действительно идет, это популярно очень. В западных детских садах это есть, действительно. Вот. И по поводу микрофона, прекрасный ваш ответ, что если он не рабочий, рассмотреть как альтернативу в использовании. Да? Благодарю. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо большое. Мастер-класс готовится Ирина Павловна Вайс, педагог дополнительного образования детского сада 29 города Инты. Добрый вечер, уважаемые оставшиеся коллеги. Уже только быстро подготовились. Мастер-класс показывает Ирина Павловна Вайс, детский сад номер 29 города Инты. Мой мастер-класс – это этнические игры и их универсальное использование в различных видах детской деятельности. Ритм, что такое ритм? Это элементы, находящиеся в определенной последовательности. Вообще чувство ритма – это понятие не сугубо музыкальное. Это то, что рождено самой природой. В мире все ритмично. Смена дня и ночи, время года и так далее. Посмотрите на цветы. Почему у ромашек так красиво расположены белые лепестки? Это все и есть явление ритма. И они знакомы каждому, каждый из нас чувствует. Ученые уже давно доказали, что даже в утробе матери ритм ее сердца успокаивает и убаюкивает ребенка. Так когда же человек начинает чувствовать ритм? Выходит, что еще до появления на свет. А если чувство ритма является врожденным, то оно просто не может отсутствовать, а может быть только в неразвитом состоянии, на уровне скрытого потенциала. На первый взгляд может показаться, что чувство ритма нужно никому, кроме музыкантов и танцоров. Однако это большое заблуждение. Ребенку для нормального существования оно просто необходимо, поскольку напрямую связано с координацией, движением и умением управлять своим телом. С помощью музыкального ритма можно установить равновесие и в деятельности нервной системы ребенка умерить слишком возбужденные
темпераметр и растормозить замороженных детей, регулировать неправильные лишние движения. Делая музыкальный ритм организатором движения, можно развить у детей не только музыкальный слух, творческие способности, а также те психические процессы, которые лежат в их основе: память, внимание, воображение, мышление и воля. Дорогие коллеги, скажите, пожалуйста, кто из вас обучался в музыкальной школе? Отлично, Ирина, вы нам очень пригодитесь, потому что я тоже не училась в музыкальной школе, и поэтому я приглашаю вас сюда на мой мастер-класс, чтобы в доступной и понятной, как для детей, форме я объясняю понятие ритма и ритмических движений. Хотите? Все, не бойтесь, я тоже не знаю. Еще, конечно. Немножко рекомендуйте. Еще. Мне пару нужно. Ну, Маша, не поможешь? Раз не слышно? Слышно? Да. Раз. Значит так. Так. Значит, основные понятия, связанные с ритмом. Это равномерный одинаковый удар. Чередование долгих коротких. Правильно? Есть сильные и слабые удары пульса, как ударные и безударные слоги стихотворения. Мы сейчас с помощью сильных и слабых ударов прочитаем стихотворение «Наша Таня вроде как плачет». То есть на ударный слог мы будем хлопать, на безударный слог мы будем показывать глаз. А еще мы добавим такое движение эмоциональное. Плачет, да, тише. И что там, тише, Танечка, не плачь. Никто не кричит, ну что это? Давайте поехали. Наша, нет, наша, наша Таня громко плачет. Уронила речки мячик. Ой, тише, Танечка, не плачь, не утонет речки мяч. Ура! Да, отлично. Следующая игра у нас будет происходить в парах. Да. Игра называется «Себе, тебе». Эта игра очень хорошо развивает координацию движений. Мы будем, давайте встанем так, чтобы первый и второй номер надо разделиться. Кстати, зрители, да. Первый номер стоит вправо, спиной к окну. Второй номер это кто стоит лицом слева. На сильную долю мы будем правой ладонью, могут по своей правой, по своей левой ладони. Первый номер сначала. Себе. Второй номер. То же самое себе. Левая по своей правой. Первый номер себе. Тебе. Теперь правой ладонью по левой ладони партнера. Нет. Первый номер сначала. Нет. Вот сюда. Да, тебе. Ответ тебе. Левой. Тебе. Теперь по диагонали правой на левую. Тебе. Так. И потом в конце будем аутоотделить. Еще раз. По очереди. Сначала первый номер по своей правой, потом второй номер по своей правой, потом первый номер по своей левой, потом второй, потом тебе и по диагонали. Да.
вместе размер получается. Раз, два, три, Раз, два, три, раз, два, три. Вот мы на раз будем ударять, а пол ловить ладонь. На вторую символ будем подкидывать и ловить. Продвинутые ребята, которые ходят ко мне на дополнительный кружок по бальным танцам, мы с ними делаем еще вот такие варианты. А в конце вот мы дальше стоим по кругу, и каждый из последующих дает по кругу. Но это очень такое, очень. Теперь я предлагаю взять вам бумвокерсы. Это музыкальные атрибуты техники боди-перкуссии. Включающий тело, да? Возьмите, пожалуйста, любой размер. Это звучащие трубочки, которые звуковой ряд у них как ноты от до до до. Да. Вот попробуйте, смотрите, у меня звук. Да, то есть от до, в зависимости от игра у нас будет с вами называться эхо. Я показываю, вы повторяете. Все очень просто. Я показываю. Руки я говорила, да, надо было взять всем одну правую руку, да, и хлопаем. Себе по ладони, соседу, себе, сосед, да, себе, сосед. Отлично. Дальше я хочу с вами немножко побеседовать на... Как я объясняю детям, что такое квадрат? Так, то есть это одна целая
есть две половинки. Есть 4 четверти. Ну, если сможете. Мы сейчас с вами на Длительность. длительность. Вот так. Про длительность. Мы сейчас с вами разучим. Плохо, потом я вам дам задание. Чего я это все говорю? Нам надо будет с вами придумать сейчас ритмический рисунок на 2 такта и 2 раза его повторить. Ритмический рисунок может состоять из 1 целой, либо 1 целой и 2 половинок, либо 1 целой и 4 четвертей. Нет, 1 целой и 3 четверти так получится. Да. А размер какой возьмем? 4 четверти вот этот размер. Значит, 1 целая и 2 четверти. Да. Ну, Раз, в общем, там. да, но можно использовать любые, во-первых, и звучащие жесты своего тела, то есть можно хлопки, шлепки. Ой, нет, извините, целая, половина, 4 четверти. До 8 брать не будем, да? Ну, нет, если, конечно, хотите, если вы успеете. Да? Давайте сначала как это сделаем, а потом вы сами. И составить свой ритмический рисунок, запомнить его, и потом у нас с вами будет такой небольшой музыкальный батл. То есть играют одни, потом догоняют вторые, обгоняют. Хорошо? Договоритесь. А пока я поиграю с вами, мои дорогие коллеги. Я предлагаю вам придумать, сочинить песенку по нашу замечательную команду. А музыка будет наши движения наших хлопки. У нас будет 3 хлопка. 1, 2, 3, пауза. 1, 2, 3, пауза. На паузе мы будем называть свое имя, ну, по зрительному контакту. На кого я смотрю, будет называть свое имя. Я могу жить? Это хорошо. Значит, давайте посетим нашу аккомпанемент. Я только буду. И еще следующее упражнение, когда мы с помощью движения середина
можем добавлять какие-нибудь жесты, например. Ирина. Спайс. Ну, то есть дети уже проявляют свою творческую интерес. Ну что, мои дорогие, готовы? Вы? Да? У нас 3 варианта есть. Эти даже варианты. Маленьких. У нас один, да, ваша задача быть 3 по 2. Главное, чтобы вы договорились. Потому что по сигналу вы заканчиваете, вы начинаете. То есть я... Музыкальный бас. Потом его зачем? Начинается грамота. Ирина творческий подход. Благодарю вас. Спасибо большое. Да. Спасибо, Ирина Павловна. Спасибо большое. Коллеги, пожалуйста, какие вопросы появляются у членов жюри? Есть вопросы? Пока мои коллеги думают, я хочу спросить вообще, что это было? Это были ритмические игры, которые педагог может использовать в деятельности детей в жизни группы. Это как разминка и как игра в занятии. Действительно, чувство ритма, который влияет на все познавательные процессы, которые происходят у нас. А в какой части дня это можно использовать в детском саду вообще просто так, незатейливо, будем так говорить? Вот в какой части дня? На зарядке можно использовать. Можно использовать занятия как физкульт-минутку. Можно задание, песня про группу можно использовать как момент организационный. В начале занятия, или, например, чтобы собрать детей на какой-то деятельности. А еще вопрос. Ну, и как мы видим, и взрослым это нелегко давалось, в общем-то, да, в какой-то части? Да? Нет, конечно, Нет, я этот вопрос хочу задать, что я начала с того, что и взрослым это нелегко давалось, а вот что бы вы рекомендовали, да, вот для того, чтобы, педагог обычный, не имеющий там музыкального образования, он каким-то образом мог это использовать, для того, чтобы дети это полюбили, могли самостоятельно там что-то делать уже, да, попозже в старшей подготовительной группе. Вот педагогам что бы вы порекомендовали в этой части? Я бы порекомендовала брать самые простые варианты и в систематическом использовании усложнять и модернизировать. Спасибо. Коллеги, вопросы еще? Ирина Павловна, скажите, пожалуйста, вы в основном на каких авторов опираетесь? Или здесь уже такой симбиоз ваша? Да. Ну, Каплунова на Аскольце мне очень нравится. Потом это тоже на своей команде Дансхелл, Алина Сартакова, она иногда хореографы.
Да, хорошо, понятно. Потом вот цветовые трубочки, да, вот эти вот ударные, да, вы давно используете как? Нет, это вообще это моя находка, когда я готовилась к муниципальному этапу. Я тоже как бы по ритму готовилась, и вот там вот эти вотерсы, я тут же быстро, ну, просто это очень интересно. То есть буквально это вот совсем недавно вошло в вашу жизнь, да? Да, но дети просто, как педагоги, то есть первые, они только пришли, я говорю, ребята, давайте, они, конечно, в этом... У вас, наверное, и музыкальные руководители используют? Они теперь, еще да? пока доступ к ним не получили. Не получили. Да, но уже облизываются, да. Они уже прям бредят, что они там будут. А какой основной вот целью сегодня, ну, какую основную цель вы преследовали сегодня на мастер-классе? Донести до нас, до практиков, коллег наших? Универсальность их использования, что их могут все использовать, просто, да, от простого к сложному, как везде в образовании. Вот. Если бы у нас совсем не нашлось никого с музыкальным образованием, даже маломальским начальным, вы же знаете, что бывает такое, что вот медведь на ухо наступает, и чувство ритма у нас совсем отсутствует иногда. Тоже не все сразу получается. Я просто к тому, что есть такое понятие, как возможные риски. Да? То есть очень могло быть, что сегодня не удалось бы. Да, самое главное, что сегодня 15 уже просто вообще ударно, да. Нет, согласна, да, это, конечно, риск был, и я очень рада, что Ирина была здесь. Ну, сложно, ритм вообще-то сложно. Ритм, чувство ритма выработать. Самое, считается, самым сложным грамотность. Дети, но самое главное, что руководителей, для хореографов в том числе. Да, и детям, ну, то, что он помогает детям, это однозначно. То есть у меня дети, когда мы вот это тебе себе, ты не начинаем тебе себе со средней группы, мы просто учимся хлопать не в ладони, а по ладони. Тоже даже это сложно. Не в ладони, а по ладони. Потом мы хлопаем тебе по коленочкам, потом накрест, это среднем. В старшей группе мы только начинаем друг другу хлопать. То есть я тут как бы все это раз. Хорошо, спасибо. Спасибо, Николай. Ирина Павловна, спасибо большое. Такую хорошую эмоциональную разрядку вы все нам задали. Вы тут улыбались, все очень замечательно. Я хотела спросить, у вас там еще в вашем красивом чемоданчике еще что-то есть, кроме этих ручек? Ну, эти мячики. Мячики, да? Да, ну вообще-то такое, это к завтрашнему мероприятию это специальный рюкзак. Нет, я думала, может быть, что-то вы еще планировали. Скажите, пожалуйста, вот то, что связано с межполушарным взаимодействием. Вы сегодня слушали ментальную арифметику. У меня есть, да, есть у меня игра, есть хотите мы с ней. Не, вот как-то это можно связать, вот то, что вы показали именно? Нейропластика называется. Есть движения под музыку, которые соединяют и слово, и музыку, и еще и руки, и ноги. Да. И очень здорово, конечно, с этими мечами, потому что тоже мы сегодня показали. Да, ну, и вот они похлопают, но кто могут на бальные танцы, потому что там вообще на бале стоит очень нужно. И вот они прям стоят, и вот тум и поймали, тум похлопают. То есть я к чему? Я вот маленький комментарий, да? К тому, что понятно, что вы великолепно владеете там, тем содержанием, которое вы можете давать детям, вы даете, скорее всего. Для того, чтобы ваше владение превратилось в мастер-класс, да, естественно, что надо всегда, конечно, и комментировать, и объяснять, и пояснять, зачем, почему вы это делаете. Поэтому я понимаю вас как педагога, который делает это непрерывно. И не хотелось прерываться, хотелось смотреть на вас, может быть, тогда строить вот как-то структуру, то есть сделали, объяснили, не знаю, да, как вот это можно сделать. При передаче своего мастерства людям, которые не являются хореографами, музыкантами, да, вот как-то вот так. Потому что среди своих там у вас совсем другие вопросы были. В практике вы другие вообще вопросы задавали, да? И те, кто там участвовал, они совсем по-другому к этому относятся, чем те, кто смотрит. Понимаете, да? То есть как бы вот эта вот линия разноплановых, как бы на ваше содержание смотрят люди с разных сторон, и вопросы, чтобы у них снимались, надо, соответственно, как бы ориентироваться, да, на все категории. Хорошо? На будущее, если вдруг где-то там дальше еще будете. Когда? Спасибо большое. Есть вопросы? Нет. Спасибо большое. Спасибо.
К мастер-классу готовится Валентина Алексеевна Чупрова, детский сад номер 3, Ижма. Уважаемые коллеги, давайте мы их вам отпустим, поскольку у нас уже Валентина Алексеевна готова. Члены жюри, присаживаемся, пожалуйста. Мастер-класс показывает Валентина Алексеевна Чупрова, детский сад номер 3, Ижма. Поприветствуем. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые жюри. Вот уже второй день мы вместе работаем. Уже начали знакомиться, а я предлагаю еще познакомиться поближе. Согласны? Предлагаю представиться и на первые буквы имени назвать 4 характера. Например, меня зовут Нина Алексеевна. Я внимательная и активная. Представьтесь, пожалуйста. Ой, серьезная. Представьтесь, пожалуйста. Ольга Валентиновна. Очаровательная и внимательная. Представьтесь, пожалуйста. Задайте вопрос, пожалуйста. Вы хотите, да, вы очень хотите. Я приду еще вам. Я приду с микрофоном. А сейчас продолжим. Тема моего мастер-класса — использование интерактивных технологий в работе с дошкольниками. Только что мы с вами продемонстрировали одно из них – это интервью. Благодаря использованию этой технологии у детей развивается диалогическая речь, которая побуждает их взаимодействие. Взрослый ребенок, ребенок взрослый. Только что мы продемонстрировали, чуть не вырвали у меня микрофон с рук. Использование интерактивных технологий дает возможность обогащать знания и представления детей об окружающем мире, а взаимоотношения с сверстниками побуждает детей к активному взаимодействию в системе социальных отношений. Термин интерактивные технологии можно рассматривать в двух значениях. Технологии, построенные на взаимодействии с компьютером, и организация взаимоотношения непосредственно между детьми, педагогом без использования компьютера. Остановимся на втором направлении. Таких технологий великое множество. И они появились не сегодня, а уже в середине 90-х прошлого века. Но остаются актуальными и сегодня. Некоторые из них применяют в работе с дошкольниками. Внедрение интерактивных технологий в работу с детьми осуществляется постепенно, с учетом возрастных особенностей дошкольников. Работа в парах, хоровод, цепочках, карусель, интервью, работа в малых группах, аквариум, большой круг, дерево знаний. Остановимся на некоторых. Китайская пословица гласит: «Скажи мне, и я забуду.
Покажи мне, я запомню. Дай мне сделать это. И это станет моим навсегда. Коллеги, прошу вас помочь мне продемонстрировать технологии. Прошу выйти 6 человек. Пожалуйста. Я понимаю, вы устали. 6 человек. Поддержите меня. Я последняя. Сразу возьмите карточки и разделите на пару. Разделите только на пару. Нашли? Нет, не должна найти. Не должна найти. Нашлись. Положите на стол, все вы пару определили. Карусель. Для этого нам нужно стать в круг. Образовать. Подождите. Как не быстрее все. Нужно стать в круг. Парами. Одна в середине круга, маленький круг, а другая внешний круг. Внутренний круг и внешний. Пожалуйста. Спиной одна стоит. Нет, спиной круг. Нет, замечательно. Так, напоминаю правила сотрудничества. Дослушать ответы. В случае необходимости можно исправлять ошибки. Осуществляем переход. Это шаг направо на хлопок. Я хлопаю, вы делаете шаг. Только у нас не один шаг получается, вы должны дойти до следующего. Внутренний круг никуда не двигается. Хорошо. Задание вам давать как детям или как коллегам? Конечно, как детям. Хорошо. Задание для внутреннего круга. Называем домашних животных. Можете немножко развить. Да, вы общаетесь. Подождите. Я еще не знаю. Я не могу это сказать. Внутренний круг рассказывает о домашних животных, а внешний круг о лесных животных. Хорошо? Понятно? Нет, дослушивать друг друга, выслушивать. Это делается, дается детям 30 секунд на это. Мы будем быстрее делать, но чтобы не сказать правильно. Правильно. Да, можете просто назвать, если вы не можете еще рассказывать о них. Главное, что вы делитесь своими знаниями. Я сказала, что собака может сказать. Коллеги, тоже дайте высказать. Коллеги. Так, белый медведь. Я рассказываю, что это белый медведь. Рассказывается ваш другой человек. Можете тоже самое рассказывать. Можете рассказывать. Посмотрите, как они взаимодействуют, общаются, делятся знаниями друг друга. Замечательно. Нет, ну вот так делаем. Собака, как ее зовут? Так, замечательно, коллеги, ребята, коллеги, кто у нас, девочки, участники активно взаимодействуют друг с другом. Вам понравилось, катаясь на карусели, вспомнить и животных домашних, и лесных, и перечислить, и понравилось? Понравилось. Замечательно. Встаньте, пожалуйста, в ряд. Свои пары? Свои пары? Нет. Потом найдете цепочка.
Первый называет объект, второй свойство. Дальше на это свойство следующий называет объект. Не надо делиться сейчас. Например, морковь сладкая. Что может быть сладкой? Клубника. Клубника какой красный? Красный что может быть? Кубик. Кубик какой может быть? Граный. Игрушка. Интересная. Игрушка интересная. Интересно, что может быть? Сказка. Сказка. А волшебная? Волшебная что может быть? Волшебный сундучок. Золото. Свойство. Нет, это не волшебный. Волшебный сундучок. Золотой. Золотой. Нарку. Спасибо. Начало формирования у детей дошкольного возраста работать в команде. Последовательное решение детей одной задачи. Самые мною часто используемые технологии – это, конечно, работа в парах и малых группах. Вы, наверное, тоже используете. Прошу коллег обратно разделиться на пары. Не надо никуда уходить, можно здесь оставаться. Задания, конечно, можно продумать самые разные по всем образовательным областям. Для развития творческих способностей я сама придумала такую игру. Давайте удивим или же развеселим друг друга. Вам задание придумать что-то и показать свои умения. Нет, я вам дам время. Вы договариваетесь, вдвоем, с парой. Не надо сейчас ничего пока говорить. Нет, я хотела спросить, мимикой, жестами или как вы нас удивите, это ваше дело. Я вам даю немножко времени на двоих, вы договариваетесь и вместе показываете. Я ухожу. А то у меня тут желающие были еще представиться. Будем удивлять друг друга. Кто первый? Мы. Пожалуйста. Похлопайте, где у нас музыканты, пожалуйста. Спасибо. Следующая команда. Нет, давайте мы анекдот расскажем. Давай такие нас чебурашки. Поприличнее, девочка. Вот такие нас чебурашки. Чебурашка говорит: Гена, не так тяжело нести чемодан. Давай ты понесешь. Нет, сначала что говорит? Если меня я чемодан. О, давай я понесу типа чемодан, а ты меня. Можно уже смеяться, да? Да, можно смеяться. И еще. Не имея ничего, вот есть Да, проект, можно который нас показать немножко... на театр. Ага. Да. Вот это они нас удивляют. Теневой театр. Спасибо, спасибо, девочки. Так, дети учатся взаимодействовать друг с другом. Совершенствуют умение договариваться, последовательно сообща выполнять работу. Так, хорошо. Дальше. Ну и долго мы задерживаться не будем. Рефлексия. Я вам предлагаю провести дискуссию за и против. У каждого из присутствующих есть свое мнение. Использовать эти методы или не использовать с детьми дошкольного возраста. Вот сейчас я вам предлагаю устроить эту дискуссию за и против. Так, разделитесь для этого на две команды по 3 человека. Так, возьмите карточки. Команда за и команда
Подождите. Так, первое задание для команды «За». Аргументированно докажите важность использования интерактивных технологий работы с детьми. Команде вашей, пожалуйста, против. Аргументированно докажите, что эти технологии вообще применять не надо, неэффективно, не актуально. Несколько предложений. Выберите, кто будет озвучивать ваше мнение. Так, а я иду. Девочки, он против. Что вы возьмете с собой? Что вы сделаете в свой чемодан? Я могу свой чемодан. Что вы из этого конкурса возьмете с собой? Увидите себе пижон, использовать все эти вещи. Или может какой-то... Нет. Чемодан я сложу все на один. Так, ну что, где наши аргументы? Проводить это все или нет проводить? Да, пожалуйста, высказывайте. Кто-то один говорит. Вы выбрали, да. Вы выбрали, кто у вас? Во-первых, там будет происходить сплоченность коллектива, раскрепощение, коммуникативное общение, будет развиваться. Потом импровизация будет происходить, да, вот как сейчас было в игре. Придумай, что. Развитие речи, это и есть. Спасибо. Коммуникативно. Против. У нас только одно предложение. Против того, что это нельзя использовать в своей практике. Вы поняли? То есть мы тоже считаем, что это нужно использовать. Мы против того, что это нельзя использовать. Я не волнуюсь. Против того, что не понимаю. Спасибо, девочки. Спасибо, что вы меня выручили. И я вам всем вручаю благодарность. Спасибо. Спасибо. Поздравляем. Я вам вручаю благодарность. Это же дошли до конца. Итак, внедрение интерактивных технологий в новой и занимательной для дошкольников форме помогает решать задачи и речевого, математического, экологического, эстетического развития, а также помогает развивать память, воображение, творческие способности. А главное, дети учатся общаться и взаимодействовать. Спасибо за внимание. Валентина Алексеевна, скажите, пожалуйста, а для какого возраста вы используете эти игры? Есть разработки. Применяется со второй младшей группы. Сначала работа в парах и цепочка. Дальше усложняется. Спасибо. У меня просто презентация еще была. Что-то я сегодня решила не включить. Там, конечно, таблица была дана. Валентина Алексеевна, а скажите, пожалуйста, что такое интерактивность вообще? Это у нас взаимодействие. Взаимодействие, это, если точно перевод, это между или между. А акт — это действовать. То есть как бы взаимодействие. Взаимодействие активности, да? Или активности? Или как?
Активное взаимодействие. А есть там какие-то особые характеристики в интерактиве-то вообще? Второй части, не первой, вы сказали, что интерактив в первой части вы не берете, то есть это компьютерная составляющая. Ага. Вы взяли вторую часть. Да. Вообще там какие-то особенности, принципы, подходы, технология, вот вообще как бы работы. Она вот там есть вообще в интерактиве-то? Во второй форме, что ли, или как она называется? Есть, конечно. В технологии что? Это какие-то действия, и мы получаем в результате... Что получаем? Что получаем? Действия мы получаем какой-то результат. Дети учатся взаимодействию с друг другом. Это получается результат. Ну ведь можно и без интерактива взаимодействовать. Просто общаясь с ребенком, обычным способом играть, общаться. Разные способы должны быть. Ну я просто хочу понять, интерактив-то и его особенности, они в чем? Вот если мы возьмем обычное общение с ребенком, да, обычную игру, вот я общаюсь с детьми, я хочу с ними поиграть, я просто там какую-то тему интересную для разговора с детьми выбрала, я что-то с ними сделаю. Это вот отличает эту деятельность от интерактивной деятельности. Вот в чем отличие? Вот мне хочется просто услышать, в чем отличие. Пока я не уловила. Интерактивная технология – это более, вы говорите, технология. Технология – это технологичность процесса, который выводит на результат, быстрый. Просто скажите, в чем способность взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога? Это вот интерактивность. Ну, я думаю, что вам надо познакомиться с понятием интерактивности в принципе, да, и с теми принципами, подходами, теорией и технологией. Потому что на самом деле, если мы говорим о технологии, то сама технология имеет определенные заложенные уже в нее, да, умными, как говорится, людьми, в нее заложены некоторые вещи. В частности, интерактив, вот он не просто интерактив. Вообще вы интерактивные игрушки видели? Да? Интерактивные игрушки, там собачки разные, там куколки, да, они вот чем-то отличаются от обычных. Отличаются, правильно? А чем они отличаются? Даже на предмете просто игрушек возьмем. А? Двигаются. Ну, а еще? Вот какие-то действия выполняют, разговаривают. Ну, а чем они привлекают наших детей? Тем, что они могут с тобой поговорить, разговаривать, общаться. Ну, есть некоторая особенность заложена и в интерактивные игрушки, и в интерактивные технологии, да? Есть в этом какая-то технологичность процессов, и она действительно должна быть там, да? Вот в части этого игры, которые вы представили, они кем-то предложены как интерактивные, или вот они вот откуда взяты? Но это у нас старший воспитатель посмотрела вебинар у Белой Ксении Юрьевны и провела с нами работу. И вот мне сразу понравились эти вот интерактивные именно игры. И я применяю, вот как я их понимаю. То есть они как бы заимствованы от какого-то автора, да? Ну, естественно. Я интерактивные технологии еще не придумываю. Хорошо. Кстати, Алексеевна, можно? У меня есть два вопроса к вам, как человеку, который завершает сегодняшнее конкурсное мероприятие. Да? Оно не связано с содержанием вашего выступления, оно связано немножко с другим. Скажите, пожалуйста, ваша личная цель участия в республиканском конкурсе «Воспитатель плода», она с чем связана? То есть почему вы решили принимать участие в этом конкурсе? Желательно профессионально, честно. Честно? Да. Абсолютно. Но я уже в возрасте. Я уже собралась была на пенсию. А вдруг у меня открывается второе дыхание. Бывает, да. Я еще хочу взять группу. А тут подвернулось как бы участие в конкурсе. Сначала в детском саду. Но подвернулась, почему подвернулась? Объясню. Потому что я председатель профкома, а у нас надо было провести в садике конкурс.
2 человека только участвуют, а они члены профсоюза. А кто поддержит? Конечно, мне пришлось поддержать. Но еще и стала там победителем. А потом пришлось идти на муниципальный. А там оказалось опять победителем. А надо же как-то честь района поддержать, хотя в таком виде, как сейчас. Я выступила. Да, волна, но вы как бы нашу позицию, я думаю, понимаете, вы все баллы сегодня увидите, да, и поэтому все вопросы, которые мы вам задаем, они все просто-напросто потом отразятся в наших баллах, и вы все вопросы у вас снимутся. И вот второй вопрос у меня к вам тоже, как человек, который завершает конкурс. Оглядываясь назад на сегодняшнее мероприятие, ну, с утра до вечера, все-таки мы пробыли, вы несколько раз тоже говорили. Скажите, пожалуйста, вот оглядываясь назад, тоже максимально профессионально, честно, вы бы стали проводить мастер-класс, если бы вам разрешили его не проводить? Я бы все равно провела. Почему? Услышала бы ваше мнение. Я бы все равно провела. И услышала ваше профессиональное мнение. Вы его увидите скоро. То, что вы слышите, вы его увидите. Поэтому спасибо вам большое за то, что есть такая решимость участвовать. Только единственное, что давайте к слову конкурс еще будем добавлять слово профессиональный, да? Которые расставляют очень многие акценты, очень многие точки. И если вы выносите что-то для профессионального сообщества, то оно как минимум должно быть подкреплено со всех сторон. А вот все наши вопросы, мы даже, ведь члены жюри тоже очень деликатные. Если один член жюри задает вопрос, и человек на это не отвечает, никто не будет больше дальше этого человека копать, да? Поэтому, ну, мастерами-то надо, наверное, быть всем, да? Всего доброго, спасибо. Уважаемые коллеги, вот и подошел к концу наш второй день нашего конкурса. Он был сложным, как мы все уже убедились в этом, да? Но это всегда так происходит, потому что мастер-класс он дается нелегко, да? И, безусловно, как бы вы все понимаете, мы, как члены жюри, постарались, в общем-то, к каждому обратиться, да, каждого, как говорится, наставить на путь истины какой-то части. Вот. Как Татьяна Ульяновна сказала, делали мы это деликатно, но нужно понимать, что все равно вы, как бы, степень ответственности, наверное, да, все понимаете, что вы приезжаете на республику, что республика – это большое профессиональное сообщество, что сообщество сейчас уже работает как реально, так и виртуально, да? Что у нас очень много различных партнеров, в том числе и за пределами республики, и у вас, наверное, они тоже есть, и все мы это понимаем, прекрасно знаем. Поэтому, когда мы заявляем такой вот мастер-класс, безусловно, мы должны очень четко знать его технологию, да? Это мы себе должны отдавать отчет, что мастер-класс это очень четкая технология, и она оценивается как технология, то есть она не оценивается как другое мероприятие, она оценивается как технология. Это первое. И второе, конечно, когда мы что-то представляем на такую широкую аудиторию, у нас публичная, широкая аудитория, поэтому, конечно, мы должны отдавать себе отчет и меру ответственности понимать, да, вот в том содержании, которое мы предлагаем и проецируем. Мы же его проецируем со своей педагогической деятельности, со стороны своего хобби, да, а со стороны своей педагогической. Поэтому все те моменты, которые вы представляете, они должны быть очень и очень оправданы, аргументированы, наверное, да, со всех сторон. Со всех сторон. Поэтому, конечно, и вопросы членов жюри, они сегодня вот такие, какие были. И очень много моментов, на которые, наверное, все обратили внимание. Поэтому, коллеги, уважаемые, мы вас сегодня благодарим за то, что вы все вместе дошли до конца. Желаем всем выспаться, как сегодня выяснилось, что мы не спали. Да? Поэтому всем выспаться, хорошего настроения. Завтра очень еще сложнее мероприятие с детьми. Ну, как говорят, педагоги это наше родное, и мы его удерживаем достойно, да? Вот. Поэтому всех благ. Не знаю, завтра по поводу... Напоминаю, что
завтра идут в детский сад только 8 участниц и по одному их сопровождающему. При себе у участниц сменка, у остальных бахилы. 50 рублей наличка за кофе паузу с каждого сопровождающего участника. Всё будет Входим понятно. заранее, не впритык. Трансляции в садах не будет, техника не позволяет сделать в садике трансляцию. Все Еще понятно, какие-то да? вопросы есть? Поэтому определитесь, кто пойдет, чтобы не было потом, что там Идет кого-то- официальный сопровождающий, который сдавал тест ПЦР вместе с участником. Приходим заранее. Вы можете посмотреть все 8 мероприятий, которые будут проводиться в конкретный день, когда вы выступаете. Завтра номер 5. Да, детский сад номер 5, в программе у вас все указано, да, значит, поэтому, коллеги, настраивайтесь, потом у нас идет самоанализ, да, то есть, как бы, чтобы все у нас было хорошо и не было проблем с детским садом, потому что все-таки это дети, и мы должны все меры, как говорится, безопасности соблюдать. И очень вас прошу, кто показывает что-то, еще раз и еще раз подумайте, чтобы вот эти меры безопасности в работе с детьми, о которых сегодня шла речь, да, еще раз внимательно подумайте, чтобы не было потом у нас каких-то сложностей, связанных с тем, что мы вот не подумали, и мы вас прямо прервем, поэтому чтобы вы были готовы. Потому что случаи бывают, там где-то огонь какой-то используют, где-то ножи, где-то что-то еще, мы просто прерываем. Поэтому, пожалуйста, коллеги, чтобы вы это очень хорошо себе понимали. Хорошо? Договорились? Все, на сегодня все. Всем спасибо, до свидания. Не разделить соседнюю аудиторию. Спасибо.